Доброе утро. Спалось по-разному. Привет, друзья! Это канал Походный Оптимист. Меня зовут Дима, и я снова в походе. У меня все идет по плану, а значит, я направляюсь в сторону строительства нашей землянки у реки. Идет вторая половина сентября. Все деревья покрылись уже желтыми и красными листьями, поэтому затягивать больше нельзя. Я собираюсь именно этой землянкой активно пользоваться зимой, а долбить вмерзшую землю, конечно, удовольствие маленькое, да может быть даже и нереально это будет сделать. Поэтому сейчас все мои усилия будут брошены на строительство именно этой землянки. Сейчас я плыву туда на целых 4 дня. Да, это похоже на наш пляж, только вода сильно ушла. Прям по сравнению с моей ногой, смотрите. Приличная животинка. Может, это все-таки лось? Я не очень различаю их следы, на самом деле. Копыт. Ну что, пойдемте посмотрим, как у нас тут обстоят дела, все ли на месте. Тут у нас же укрытие стрейч-пленки еще стоит. Оно, правда, не очень-то осенний вариант. Больше летний такой, от дождя. Кабан помогал нам копать землянку. Вот его следы. Вот он такой прошелся. Вот прям копыта. И начал рыть. Он же знает, наверное, то, что тут Диман строит землянку. Приду помогать. Недаром он часто ходит за мной по пятам. Не может быть такого, чтобы я постоянно встречал кабанов-то. Прикольно. Так, пойдемте теперь посмотрим, что у нас в укрытии стрейч-пленки. Вон она наверху. Слышите? Бензопила работает. Кто бы это мог быть на этой стороне? Итак, вот какой у меня получился лагерь. Натянутый тент. Громадный. Его прям с запасом здесь. Со всех сторон. Стол. Под ним продукты, вода. Всякие в рюкзаке вещи. Чтобы не намокали от влажности, ни от чего. Пусть они пока побудут в непромокаемом рюкзаке. Здесь все для съемки. Фонари. Веревки. Термос. Он пряники поел уже. С киркой, если честно, я тоже раньше дела не имел. Взял, единственный вариант был вот такой большой кирки. Она довольно такая удобная, хорошо сидит в руках. Вот буду ей долбить сегодня грунт, который в прошлый раз нам приходилось долбить лопатой и топором. Буду делать это тем инструментом, который для этого предназначен. Земля здесь очень непростая. Если вы помните, мы с Пашей копали вот эту ямку чуть больше глубины пояса 2 дня. А теперь я в одиночку должен сделать столько же. Именно на такую же глубину я хочу углубиться. Но я думаю, что кирка и нормальная лопата будут мне хорошие союзники в этом деле.
Земля, конечно, как камень. Без кирки бы, конечно, было бы никак. Собственно, сейчас буду до самой темноты копать. Потом. Сегодня не буду затягивать с посиделками у костра, поэтому стемнеет часов 8, полдевятого я пойду готовить ужин, посижу у костра, приготовлю что-нибудь вкусненькое и лягу спать. А завтра прямо с утра весь день буду копать и купаться. Копать и купаться. На улице будет не жарко, но я думаю, что мне точно будет жарко. Ну а что, дела идут в принципе неплохо. Без кирки, конечно, здесь делать было бы нечего абсолютно. Потому что вязкая, жесткая глина. Лопата практически не втыкается. Но чуть-чуть только. Эй! Я слышал прямо, как бежал по листьям. Ау! Вон его глаза светятся. А это лиса, наверное. Громкая такая. Пойдемте посмотрим. Вон они, глазки светятся. Глаза прям светились, отражали свет фонарей моих. Это лисичка. Или волчонок. Сейчас дым по всему лесу разнесет весть о том, что это место занято. Хотя в моей жизни были случаи, когда костер не помогал. То есть мы сидели с другом на ночевке, жгли костер, и прям буквально в нескольких метрах от нас побежала стая кабанов. Ну как стая, сколько, наверное, штук? 8 или 9 их было. Мы залезли на деревья, короче, наблюдали за этой картиной, как прямо мимо костра просто проносятся эти кабаны, абсолютно не обращая внимания ни на нас, ни на костер. Этим делом. Слушайте, а что заморачиваться со сковородкой мне сейчас? Жарить все эти кусочки. У меня же есть фольга. Я думал, что я прям целиком весь этот кусок сейчас помидорами обложу, солью, перцем. Приправлю и в угли. Как раз угли прогорят. Да, так и сделаю. Мне тут и на завтрак останется. Может быть. Решил я все-таки его разрезать пополам. Потому что он еще замороженный кусок. Чтобы он точно пропекся. А я не просто так прождал бы час времени.
Он даже режется очень плохо. Фольгу лучше всегда маслом смазывать. Так больше шансов ее потом нормально снять с мяса. Или с рыбы, или с картошки. Если она не в кожуре. Прям капелюшечку. Мясо само натрем. Так, мы и помидорку сюда порежем. Даже по бокам давайте лучше. Так. Ну вот, пару минут. Готов ужин и возможный завтрак. Почему я говорю возможный? Потому что если будет очень вкусно, и мне все-таки захочется подольше посидеть у костра, то вероятно, что я это съем. Думаю, будет готовиться где-то минут 50, наверное. Так, давайте для начала один посмотрим. Главное, что не сгорело, смотрите. Запах невероятный. Посмотрим, пропекся ли кусок. Да. Отлично. Чуть-чуть подрумянился с одной стороны, а в целом супер. Надо попробовать. Внешний вид это хорошо, но нам самое важное это как это будет приятно есть. Обожаю запеченное мясо. Надо огурец порезать. Вообще здесь уютненько. Ну все, спать. Доброе утро. Спалось по-разному. То есть сначала до 3 часов я спал как-то так себе. Постоянно просыпался. В 3 часа окончательно проснулся от холода. Вот встал, одел шапку, попил воды и не мог потом уснуть почти до 4:30. 1,5 часа лежал в гамаке. Бегали какие-то зайцы, тут не знаю. Тут очень быстро и шумно бегал. Ну, слышно было, что не крупное животное. А потом что-то прям пригрелся, уснул. Сейчас время 20 минут 10. Нормально. Ну, в общей сложности где-то часов 7 поспал. На завтрак мясо. Второй кусочек. Сейчас до обеда буду работать прям без перерыва, усиленно. Чтобы после обеда можно было сделать привал прям нормально, часа на 2. Понаслаждаться все-таки природой.
Потому что все-таки это поход для получения удовольствия, а не каторжный труд. То есть я работаю по такому методу. Перекапываю все сначала киркой, прямо полоской, а потом лопатой выгребаю каменюки, которые мне удалось киркой выбить. Привал. Вон, ничего себе, клещ. Только говорил то, что клещей не видел давно. Надо отнести его подальше от лагеря. Думаю, кашки поем пойду. Костер сейчас разводить смысла не вижу. Буду делать финскую свечу. Раз уж я взял с собой сверло. Думаю, чтобы приготовить кушать, вскипятить воду во время рабочего дня, это будет самый оптимальный вариант. К тому же с таким ветром неохота оставлять костер без присмотра, пока я там работаю. Ну, а это можно заткнуть просто. Меня спрашивали, какая минимальная высота должна быть пенька для того, чтобы вся эта конструкция работала. Давайте сейчас проверим. Я специально взял неглубокую дырку, сделал. Вот такая у меня дырка в половину бревна. Вот этого. Сантиметров 20 получается. Если сейчас все сработает, то, собственно, можно использовать маленькие пеньки. Тогда с одного дерева можно, не знаю, готовить просто нереальное количество раз. На несколько лет хватит. Если напилить такие чурбаки где-нибудь, например. Ну, такая высота, просто она удобна, чтобы подойти, поставить чайник нормально. Мне кажется, в этом-то и плюс, что чем выше, тем просто удобнее. Поэтому я оставлю нижнюю часть, но гореть будет только верхняя маленькая. Если будет. Попробуем растопить. Я до этого делал только с сосной. Это, походу, клен. Я не очень разбираюсь, но, по-моему, это клен. Также точно буду с кусочками бересты. Сначала с тоненькими. Будут разогревать серединку. Они не должны кислород перекрывать, при этом должны быстро загораться. Кстати, удобно то, что можно прям под тентом, получается, готовить.
Дождь накроет меня, надо еще пару пеньков таких напилить на всякий случай. Сиди под тентом, да готовь. Да и грейся. Посильнее, когда разгорится, вполне можно руки погреть. Буду ставить чайник на палочке. Попробую потушить ее вообще по-простому, просто крышкой накрою. Или, кстати, вообще мне интересный вариант предлагали, перевернуть ее. Вот я думаю, она сама затухнет, даже при условии вот этого бокового отверстия. Обед простой. Заварная каша с паштетом. Кстати, этот пенек можно использовать теперь еще и как столик. Паштет добавлю прям в кашу. Вот бы как бы и каша с мясом. Нормально, первый раз я так пробую. И свеча затухла, смотрите, как быстро. Отличный совет был ее перевернуть. Не надо никаких ни затычек, ни закрывашек. А вечером я на ней еще мясо буду жарить. Оставшееся, которое у меня в сумке холодильнике, чтобы не испортилось. Прям сплошная глина. Чистая просто. Я почти 3 часа уже делаю 4 ямки по колено. Уже топора не берегу. Невозможно по-другому. Киркой сверху я поработал, а дальше она уже не пролазит. Да, место, конечно, хорошее. Своим лесом, берегом пустынным. Но вот проблема то, что вот такая вот земля. И ждет меня проблема еще с деревьями. То, что здесь сосен нет. Клены, дубы. Здесь полно валяется вот сухих кленов, дубов, которых я собираюсь завтра пилить. Но это, конечно, не сосна. Пилить их сложнее ножовкой. Опять там кто-то шарится. Сигнал охотника у меня, я про него рассказывал уже в одном из видео. Он не стреляет ракетами, он стреляет просто капсулями. Двойной такой. Если интересно, посмотрите, у меня на канале есть видео про это дело. Когда сильные шорохи слышу в своем лагере, отпугиваюсь, вот бахну разочек. Я думаю, то, что в пределах там метров 300-400 все животные от этого места отбегают. По крайней мере, те, которые для меня могут быть опасны. Ну, а цена капсуля, вот, которой я стреляю, там 5 рублей. Один выстрел 5 рублей. Ну и пусть варится. Я думаю, что минут за 20-30 она сварится. И будет у меня на завтра мясо. Каши-то полно еще.
кусок вывалился. Но зато теперь можно ставить прямо на угли. Тут и так будет достаточно жара для того, чтобы готовиться. А вот эти угольки пущу на растопку костра. А если продолжить эксперимент? Сделать, например, вот так. Тепло не рассеивалось. То прямо вот здесь руку держишь, очень жарко. А какой смысл этот жар выпускать отсюда? Пусть он весь вверх идет. О, ну вот другое дело. Жар идет целенаправленно вверх. И все, отлично кипит. И не с такой скоростью, я думаю, еще и прогорает внутри. Потому что тяга здесь уменьшилась. У нас тут ступеньки. Паша в прошлый раз сделал. Очень удобно теперь спускаться прямо к воде. Лодка моя тут на берегу. О, отлично. Это конец сентября, вода еще не холодная, но уже достаточно прохладная. Долго там все равно не просидишь. А здесь закуток-то ветер особо не дует. Ладно, все равно пойду к костру. Ой, классно все равно искупаться. Я думал, что здесь прорубь сделаю, зимой еще буду купаться в проруби. Свеча не выдержала натиска кастрюли с водой. Вовремя я успел кастрюльку снять, чтобы ничего не опрокинуть. Доготавливаю уже на костре, а сама свеча вон валяется в костре. Да все, наверное, готово. Тут дело в том, что я нашел еще два кусочка мяса. Это телятина. Они прям маленькие были, замороженные, сумки-холодильники. Да, я помню, что я их прихватил. Но их уже варить я не буду. У меня, в принципе, аппетит разыгрался. Так что думаю, что уж эти маленькие кусочки-то я осилю сегодня, пожарю. Ну, а это сейчас уберу в контейнер, курятину, на завтра. Будет мне на завтра на весь день еда. Ну так, а это сейчас я натру солью и перцем и отправлю на сковородку. Ого, масло пыхает. Ну, думаю, готово.
Да, поторопился я с тем, что есть не хочу. Пока искупался, пока сварил курицу, посидел, понаблюдал за природой ночной, уже проголодался. Вкусно, ничего особенного, правда. Ну а продолжение смотрите в следующей серии строительства землянки у реки. Следующая серия будет интереснее. В следующей серии я буду делать каркас, заготавливать бревна. То есть работа для меня, по крайней мере, она будет интереснее. Все-таки работа с лесом уже, а не с ямами. Ну еще 2 дня меня ждет нахождение здесь, в этом лагере. Как можно больше нужно успеть сделать, пока что-то работа идет не очень активно. Будем надеяться, что завтра все переменится. Идет 3-й день моего здесь пребывания. В общем, прибыл я сюда позавчера, получается. Да, позавчера, ближе к вечеру разбил лагерь и начал копать яму. Вчера весь день копал яму. Ближе к вечеру уже наконец-то закончил углубляться вниз. Земля просто невероятно жесткая. Мне приходилось все это время пользоваться киркой. Без кирки вообще бы я, наверное, не углубился бы ни на сантиметр. После того, как все закончил, начал копать ямы под столбы, которые будут несущие для каркаса. Сделать это мне не очень-то получалось. Мне нужно было хотя бы по полметра сделать эти ямки углубления. Я потратил очень много времени, несколько часов, чтобы сделать 4 ямки, и то 2 из них я не докопал. Невозможно было угрызться так глубоко. Киркой я уже долбить не могу, а лопата абсолютно этот грунт не берет. Ну вот я смотрю, что был дождик ночью. Я тут под тентом лежу. Видно, что все сырое вокруг. О, я допустил ошибку. Смотрите, когда тент натягивал. Он у меня был натянут по большому периметру. Но прошлой ночью мне задувал ветер. И я ту сторону тента опустил. Для того, чтобы сделать как бы стенку себе для гамака. За счет этого тент у меня потерял наклон. А из-за того, что был дождь, смотрите, он сколько набрал воды. С листьев вот капает. Такой шум стоит, капель в лесу. Но под тентом хорошо. Тишина такая вокруг. Вот здесь у меня не получилось капнуть как следует. И здесь. Но здесь я топором долбил, еще более-менее получилось. До то я так и не добрался, уже бросил. Сейчас все влажное, мокрое. Глина вся влажная из-за дождя. Мне кажется, можно попробовать сейчас лопатой покопать. Должна быть почва помягче. Ну да. По чуть-чуть можно хотя бы вот так вот выскабливать. Делать яму больше, чтобы сделать ее глубже, я не хочу, потому что это вообще нереально много работы. И так-то укопать невозможно. Лучше я потихонечку буду углубляться в маленькую ямку, чем сейчас буду раскапывать здесь метровую здоровенную ямку. Ямищу. Вот вообще тут ветровала полно, но они кривоватые. Но весят они значительно тяжелее сосны. Еще и все мокрое после дождя. Ничего, нормальная древесина, не гнилая. Пилить тоже непросто, но просто в разы
Мне это больше дело нравится, чем копать вот эту вот бетонную глину. Хоть что-то стало проясняться, а то вот это вот котлованище грязный. Третий день был. Прямо как-то уныло от него было. А сейчас у меня какой-то прилив сил. Как стали очертания появляться будущего домика. Я уже представляю, как я зимой здесь сижу с теплой печкой. Хожу на прорубь. Можно даже на зимнюю рыбалку ходить. Я, правда, один раз всего в жизни был на зимней рыбалке, но почему бы и нет? Что здесь сидеть все равно сутками просто так? Ну, можно проводить всякие лесные эксперименты, зимние в том числе. Ходить по лесу, испытывать лыжи. В общем, идей вообще на зиму очень много. И не только на эту землянку, а вообще. Но пока будем наслаждаться осенью. Бревна, которые я не могу поднять, мне приходится вот так вот перекидывать. Что-то дождь полил еще сильнее. Пойду под тент. Пережду немножко. Заодно и прервусь. Так, я что-то за последние 4 часа вот я пилил. Напилил почти все на каркас уже. Сейчас дождь кончится и будем собирать. Ну, я буду собирать, а вы будете смотреть. Дождь все усиливается и усиливается. Ладно, хоть я успел хоть что-то сделать. Расколол на 4 части, выносил серединку. И кусочек низа у одного бревна, чтобы было поддувало. Сейчас соберу обратно плотненько. Землей присыплю, чтобы они держались. Поддувало останется спокойно не закрытым. Ну вот здесь разожгу костер сейчас. Огонь. И буду готовить, греть чайник. Настрогаю щепы для растопки. В середине дерево сухое, даже в дождь. Принцип получается такой же, как у свечи со сверлом, но только с топором. В чай пойдет и дождевая вода так-то. Не, мутновато она. Надо перефильтровать ее. Я принес сюда бытовой фильтр. Он здесь поселится надолго. Я буду только иногда кассеты менять. Это самый простой дешевый фильтр. Обошелся мне он что-то в 200 рублей. Естественно, после него я не буду воду пить. Он будет для фильтрации механического мусора. После этого я буду воду кипятить. Она будет убивать бактерии. Ну, кипячение будет убивать бактерии. И тогда уже можно будет пить. Все-таки водоем рядом. Место будет стационарное, поэтому я думаю, что такая вещь вполне здесь пригодится. Дождевую воду сейчас зальем сюда. Видно, что она мутная вся. Фильтруется вполне чистенькая водичка. Перекушу пока бутербродами с паштетом. Попью чай и понаслаждаюсь видом на дождливую реку.
Да, после дождя здесь полная жесть. Буду очищать бревна сейчас от коры, а кору кидать прям под ноги. Пусть она устелит все это дело. Временно, хоть грязи меньше будет. Все бревна, которые я использую, они мертвые. Это все валежник. Живые брать нельзя. Даже несмотря на то, что это преступление, если уничтожать природу вокруг, просто некуда будет ходить в походы. Это раз. Во-вторых, даже в-третьих, живые деревья, они сырые, они очень тяжелые. В одиночку работать с живыми деревьями напиленными невозможно будет. Для меня, по крайней мере. Здесь, думаю, хватит 2 соток для начала. Гвозди гнутся. Что ж за дерево такое? Очень плохо. Придется скобами забивать. Жалко, у меня их мало. Но ничего не поделаешь. Ну что, другого выхода не остается, у меня скоб мало. Нужно хотя бы каркас закрепить. Буду сверлить. Последующие бревна просто буду на земле сверлить, а наверху уже собирать и будет проще. Даже скобу вбить не могу. Топором, по крайней мере, может быть, нормальный молоток надо сюда притащить, во-первых. Во-вторых, надо как-то эту проблему решать вообще. Не столько здесь всего соединять. Ладно, каркас я могу просверлить. Но здесь бревен штук 50-60 придется сверлить в каждый столб. Это почти 200 дырок придется сделать для того, чтобы с таким сверлом, чтобы все соединить. Это просто нереальная работа. Сверлится и пилится, главное, хорошо, а гвозди не забиваются. Кажется, у меня появилась идейка, как можно соединять между собой каркас хотя бы сегодня. Пока я не уеду домой и не притащу какой-нибудь нужный инструмент для этого всего дела. Я уж пытался просверлить дырку до середины, потом начинать забивать гвозди, все равно они гнутся. Так что решил сверлить насквозь. Торец бревна входит хорошо, гвоздь. Поэтому я просто вот через дырку забиваю. В общем, нужно все-таки быть очень внимательным в следующий раз при выборе места. Самые решающие факторы, которые влияют на скорость строительства. А чем строительство дольше, тем меньше сил, тем хуже качество. Это почва и строительные материалы вокруг. Почва здесь ужасная, строительный материал ужасный. Но ничего, все равно я построю здесь землянку.
назло этому месту. Шучу, я не злой человек. Просто раз уж начал, столько времени угроблено, нужно все доделать как следует. Нужно подумать, как соединять бревна, чтобы прям надежно было. Можно попробовать сделать ручную дрель с тоненьким маленьким сверлом. Просверливать сначала сверлом бревно верхнее, а потом через него, уже через дырку пробивать гвоздем. Так будет намного быстрее, наверное. В следующий раз надо принести маленькое сверло. 250-ками забиваю как раз в дырку 2 гвоздя. Нормально. Так, ну что, осталось соединить одну сторону. В лесу уже темнеет. Хоть солнца и нет, но на берегу еще светлынь. Пойдемте прогуляемся по берегу немного. Что я уже устал от работы в лесу. Кстати, вот когда мы с Пашей здесь последний раз были, на пляж, вот так вот здесь выйти нельзя было. Вот откуда сейчас я спускался, там сразу начиналась вода уже. А сейчас получается пляжик. У меня лицо, наверное, грязное. У меня нет зеркала. Вечером опять пойду купаться. Отмоюсь. Такой простор, что-то я прям в лесу засиделся реально. Глаза уже привыкли смотреть близко. О, ветра нет совсем, такое безмолвие. Конечно, такие пейзажи стоят моих мучений, работы с ужасным грунтом и неудобным деревом. Ладно, все плохое, оно быстро забывается, а землянка, она остается, которая должна меня радовать как минимум весь зимний сезон. Весенний, а летом, ну, естественно, тут даже что бы с ней не случилось, всегда можно ее починить. И рыбалить сюда, приезжать, купаться, отдыхать. Вообще мы думали, то, что будет удобно копать, потому что вот мы глянули, это наша ошибка была, на грунт. Чуть-чуть земли идет, а дальше вот глина, а берег песочный. Мы подумали, что это не особо-то и глина, а больше именно песок. То, что будет копаться просто... Ого, опять кабаний след. Уже немного припорошен песком. А, ну это из-за дождя. Зелени, конечно, полным-полно. Ну и про деревья не подумал. Ладно, хоть пилятся они более-менее. Не особо хуже сосны. И сверлятся они хорошо. Я не знаю, что с гвоздями делать. Может быть, я неправильно забиваю как-нибудь. Топором-то бью сильно, гвоздь сгибается, хотя такого же не было с соснами. А тут дальше вон уже подъем, смотрите, большой. Ударил топором по пальцу. Здесь уже так не заберешься просто. Это тут следы чаек, я так понимаю. Зелень, конечно, жесть, при условии, что особенно это конец сентября. Обычно уже водичка потихонечку чище становится. Но это только у берега. К берегу прибивает. Чуть дальше отплыть, вот я на лодке, когда плыл, я зелени не видел. Ладно, пойду обратно. Надо каркас уже доделать.
Еще одну ямку нужно выкопать для столба, который будет выпирать из землянки спереди, то есть будет. Я хочу, чтобы навес где-то на 1,5 метра еще, крыша продолжалась над входом, типа, может быть, потом беседку сделать или вторую комнату. Но в любом случае будет это дело полезным. И вот для этого нужно выкопать еще яму одну. И все, земляные работы пока закончатся. Следующие земляные работы будут, когда мы будем полы делать. Я специально сейчас делаю крышу повыше, чтобы когда мы сделали полы из бревен или из досок будем делать, я еще не знаю, как это нам лучше будет сделать. Чтобы мы спокойно помещались, я хочу в полный рост стоять. Вот у меня рост 1,85 м. В ботинках получается почти 1,90 м в зимних будет. Я хочу спокойно, чтобы я мог стоять и не затевать головой, чтобы можно было спину выпрямить. О, доска, кстати. Она гниловата вся. Досочки вот так вот бы собирать, и из них бы сделать полы. Было бы намного удобнее все-таки, чем из бревен. Как вам вечерняя прогулочка такая по красивому месту? А у меня в лагере вон костер горит. Так, ну уж совсем стемнело. На сегодня все с работы. Еще завтра будет полдня. Так-то я доволен, какой-то хотя бы прогресс появился. Пойдемте к костру, надо дровами заняться еще. Ну, следующий мой поход, я думаю, что я схожу до нашей лачуги в лес. Нужно сделать крышу у бани. Как минимум, потому что сейчас начнутся дожди, снега, чтобы не попадало ничего внутрь. Сделаю там крышу и буду активно заниматься этой землянкой. Да и что, на самом деле тут хоть работы и полно, теперь я не боюсь погоды. Завтра я доделаю каркас полностью, смогу обтянуть тентом. Во-первых, все бревна просохнут, во-вторых, внутри не будет каши, даже после дождей, если я приеду. В-третьих, даже если вдруг так получится, то что снег выпадет раньше, чем мне нужно будет сюда, чем я смогу сюда добраться, это тоже не страшно. Копать уже не надо будет, даже если земля замерзнет. Я по-любому дострою. Вы меня тоже подталкиваете к этому. Видите то, что давно видео не выходит про эту землянку? Пишите: Дима, собирайся и быстро езжай в землянку, достраивай. Потому что на зиму, конечно, важно, чтобы она была готова. Столько экспериментов запланировано всяких. Думаю, зима будет насыщенная вообще. Так вот кручусь вокруг костра, как шашлык. Греюсь. Вот так вот, сентябрь, конец. Но зато сегодня прямо погода, все равно за счет дождика она сделала прямо атмосферу такую осеннюю. Запахло свежим лесом, грибами в лесу. Особенно вот эти моменты, когда я гулял по пляжу, когда кончился ветер, вообще были самые замечательные сегодня. В этом тоже есть своя романтика. Просто нужно уже к этому готовиться, особенно мне. Немного другую одежду убрать. Да, думаю, в гамаке, наверное, уже пора сезон закрывать.
Не знаю. Можно попробовать, конечно, в теплом спальнике спать в гамаке, но... Да, погодка сегодня супер. Утки плавают вон. Красота. На солнышке хоть подсох склон, а то вчера прям скользко было спускаться с бревнами. Установил я уже вчера в темноте второе бревно, которое будет держать крышу. Но пока на него нельзя ставить поперечное бревно, горизонтальное, потому что оно закреплено пока только в землю. А оно должно крепиться к каркасу. К каркасу оно будет крепиться только тогда, когда будет закончена передняя стена. Промежуток получается для того, чтобы здесь как раз я мог уложить бревна. Поэтому сейчас я занимаюсь пилкой и тасканием вот этих вот бревен под размер передней стены. Для того, чтобы к ней закрепить несущее бревно для крыши и начать уже делать поперечину для крыши. То есть, собственно, вот такой у меня сейчас план. Никак не могу закрепить и нижние бревна. Гнутся гвозди и все. Я уже думал, другая порода дерева, вот это вот, лучше будет, да нет. То же самое, видимо, ошибся. Я решил сейчас веревкой привязать к каркасу вот это вот несущее бревно. Пока я не придумаю способ крепить бревна. И в это время выкладывать переднюю стену и заняться крышей. Ну вот. То я бревна между ними накладываю, оно должно, по идее, держать же бревна, которые будут между. Глины здесь полным-полно, и щели между бревен я буду промазывать глиной. Я думаю, что это отличнейший вариант избавиться от щелей. Ну вот. Да, одному такие бревна вообще никак не унести, только вот так. Дурак я, друзья. Половина материала, из которого я строю, это дубы. Перепутал я его с клена. Вот эти вот 3 столба это клен. Остальное дубы. Я думаю, отличим. Без коры не могу отличить нормально. Век живи, век учись. Я и смотрю, что какие-то забиваются гвозди, в какие-то нет. И кора чуть-чуть отличается на тех, которых есть кора. Они под корой светлее. А дубы жестче. Получается, у меня дубовая землянка будет. Я думаю, бревнышко вроде тоненькие, а пилю по 20 минут. И гвозди не забиваются. Это, конечно, сильно меня тормозит. Мне кажется, на другом бы месте, например, где моя другая землянка построена, я бы за 4 дня 2 землянки построил. Если бы это были сосны и песочный грунт. Ну ничего, интереснее, зато опыт другой.
Ну вот. Пока хотя бы так. Промазать щель я попробую прямо сейчас. Я набрал глины. Она достаточно сухая сейчас вся. Я смочу ее. Как следует. Чтобы с ней было попроще работать. Руки смочу тоже. И начну промазывать потихонечку. Я вот специально это делаю сейчас, чтобы посмотреть за время моего отсутствия, как оно будет себя вести. Потому что по-любому будут дожди, будут ветра. Будет ли оно выпадать? По-моему, очень круто получается. Все получается однородного цвета и абсолютно герметично. Мне кажется, в старину так и делали. Посмотрим за пару недель, что с ней произойдет в такую погоду. Если все будет нормально, то я всю землянку снаружи так и отделаю. А изнутри щели можно будет уже, чтобы было симпатичнее, пробить льном. Я не хочу, чтобы у меня получилась деревенская избушка. Хочу, чтобы получился такой домик лешего. Не знаю, слышно вам или нет, такой звук. Вот он всю ночь был, и сегодня весь день вот с той стороны. Я не знаю, что слишком часто он происходит. Это не может быть поезд, потому что здесь нигде нет железных дорог. Все железные дороги с той стороны реки. Это, мне кажется, какое-то дерево по-особенному скрипит. Я думаю, что когда будет посвободнее у меня дни здесь, надо будет обязательно сходить и посмотреть. Я вспомнил, когда мы с Пашей приезжали сюда, здесь тоже был такой звук с той стороны, который меня ночью напугал. Так, ну что, давайте займемся тентом. Ветер поднимается, сейчас опять по волне поплыву. Но вроде бы попутный ветер.
Друзья, это еще не все. У меня на сегодня есть еще очень ответственное и важное дело. Обычно я советы не даю в своих видео, потому что считаю, что пока тебя не спросили, лучше ничего не говорить, потому что это только навредит человеку. Пока он не открыт, чтобы слушать другого человека, все советы воспринимаются негативно. Ну или не в пользу. Так вот, а сейчас я все-таки совет вам дам. В общем, смотрите. Вот эти вот мешки. Как вы думаете, что это? Это мусор. Это мусор, который я собирал по всему пляжику. Чтобы добраться до сюда, нужно несколько часов от населенного пункта, от ближайшего. На лодке причем. И при этом все равно весь пляжик был усеян бутылками, пакетами. Я не стал снимать эту картину. Это в прошлый раз было еще, когда мы были с Пашей. Я не стал это снимать, потому что мне просто неприятно было брать в кадр вот эту помойку, которая здесь была в диком месте, в которой даже не ведут дороги. А это почему происходит? А потому что люди выкидывают мусор прямо с лодок, выкидывают на пляже где-то. Все это смывают в реку и потом по самым удаленным и красивым местам разносят. Представляете, как бы испортилось впечатление у человека, который бы, возможно, бы первый раз в жизни бы решился на поход, там, например, да, вот 35 лет он работал офисным сотрудником, там где-то или в Макдональдсе, например, с утра до ночи некогда было ему ходить в поход, и тут у него появилась возможность, друзья его взяли, он собрался, долго готовился, мечтал, они долго едут, приезжают на дикое место, а там все в мусоре. Это будет, наверное, последний поход этого человека. Поэтому я не смог с этим мириться и собрал весь мусор, который мне попался на глаза, вот в эти мешки. В прошлый раз мы их не вывезли, потому что мы просто не помещались в лодку. В этот раз со мной Паши нет, лодка пустая, поэтому мусор нужно обязательно с собой забрать и выкинуть в специальное для этого место. Я специально сейчас лодку загрузил так, чтобы поместить все эти 4 громадных мешка. Так вот, совет заключается в том, чтобы, во-первых, оставлять после себя места лучше, чем они были, потому что человек должен красить природу, а не портить ее. Во-вторых, следите за теми, кто рядом с вами. Совсем не зазорно сделать кому-то замечание по поводу того, что кто-то свинничает. Это абсолютно нормально. Стыдно должно быть тому, кто это делает, а не тот, кто делает замечание. Ну, а если вы не хотите убирать, то хотя бы не причиняйте вреда и не мусорьте. Почему люди задумываются о том, в чем им брать с собой там еду, в чем им брать с собой напитки, куда бы они ни пошли, на шашлыки, на природу, просто в лес прогуляться, они всегда с собой возьмут какой-то рюкзачок, пакетик, в котором они это вещи принесут. Так почему же не забрать назад? Забрать назад же намного проще. Когда вы выкидываете мусор куда-либо, не в предназначенное для этого место, проблема не решена. Да, вы выкинули, у вас свободные руки, свободный рюкзак, вам стало легче, но проблема, она остается, она никуда не девается. А скорее всего вы делаете еще хуже. Пойду потихонечку на лодке, чтобы не растерять все эти мешки. Не все люди, которые мусорят, они плохие. Многие просто не думают о том, что творят. Я сам в юности тоже бывало. Иногда там кину что-то мимо урны, пойду или где-то оставлю. Ну совсем там лет в 12-13 я просто об этом не думал. Не думал, каким масштабом это все ведет. Думал, что все это просто, кто-то уберет. У дворников же тоже должна быть работа, должны убирать. Нет. Это если людное место, тогда уберут. А если это не людное место, тогда все это окажется здесь. А представляете, сколько мусора в океане? Ну что, друзья, давайте прощаться, но ненадолго. Пока вы смотрите это видео, я, скорее всего, уже опять в походе. Поэтому подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропустить новые выпуски. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк. Это был канал Походный Оптимист. Пока! Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Ну что ж, у меня очередная заброска к месту строительства моей землянки у реки.
Сейчас середина октября, сегодня 16 октября, а значит, я вполне успеваю закончить основные этапы строительства моей землянки. Так, как и всегда, меня встречают кабани следы, причем весьма свежие. Было бы круто, если бы кабан строил землянку в то время, пока меня нет, но, увы, нет. Вот так сейчас выглядит берег. Все листья опали. Атмосфера абсолютно осенняя и угнетающая. С леса идет сильный запах осенних листьев. Нужно подойти поближе к моей землянке и посмотреть, все ли там в порядке. Да, вот это ковер. Тут просто все усыпано листьями. Вот эта полянка была местом моего лагеря в прошлый раз. Ее совсем тяжело узнать. Расположиться решил я пока здесь, внутри. Насчет ночи я не уверен. Я не брал в этот раз с собой гамак. Спать буду на полу, на коврике. Я не знаю, либо это будет происходить прямо здесь, либо я поднимусь в укрытие стретч-пленки. Бревна будут ложиться с этой стороны. Прижиматься, привязываться вот к этим несущим бревнам. А с другой стороны будут засыпаться все землей. Тем самым бревна будут прижиматься. Поэтому достаточно просто того, чтобы они крепились друг на друге и не отваливались в сторону. Для этого можно просто их привязать. Вы уже могли видеть в некоторых моих выпусках вот такой вот керосиновый фонарь. Тогда я жаловался, что сильно воняет он и коптит. То, что все стекло, его постоянно было черное, закопченное. Использовал я обычный строительный керосин. Из-за этого, наверное, все эти неудобства и были. Мне посоветовали использовать какое-нибудь другое, либо лампадное масло, например, либо обычную жидкость для розжига. Сейчас у меня здесь остатки керосина. Я хочу его выжечь. Видно сильно, как коптит. Я сейчас только что помыл, протер колбу, стеклешку, и не хочу, чтобы она закоптилась. Состав написано: смесь углеводородных соединений. Жалко, не написали конкретно что. Но оно тоже немного неприятно пахнет. Так вот смотришь, вроде валежника полным-полно. Но на самом деле, даже чтобы вот этот вот небольшой каркасик напилить, мне приходилось уходить бог знает куда. К сожалению, этот лес не сосновый. Поэтому даже когда подходишь к предполагаемому завалу подходящего валежника, сразу видно, что он совсем не подходящий. Что бревна кривые. Подровняю уже на месте там. Главное, что оно не меньше, чем нужно. Если допру.
Ну вот, фонарь заправленный жидкостью для розжига практически перестал коптить. Я думал, что можно одевать сюда уже стекло и посмотреть, будет ли оно покрываться копотью или нет. Пока все отлично. Прошло 10 секунд. Думаю, что он сегодня поработает у меня. Вечерок, и можно будет уже реально судить. Кстати, зря я на жидкость для розжига наговаривал. Практически не пахнет она. По крайней мере, пока на расстоянии находится фонарь. Пускай работает. Пойдемте дальше пилить. Давайте сразу попробуем просверлить этим сверлом отверстие и закрепить первые два бревна. По длине оно прям как надо. Идет не очень хорошо, но идет. Гвозди 200-ки. Вот он прям плохо заходит. То, что надо. Вроде по плану. И верхняя давайте тоже. Может мне сверло тоже смачивать в масле? Да, а то оно прям задымилось. Давайте попробуем смочить. Другое дело. Самое главное, чтобы бревно держалось до тех пор, пока я не засыплю заднюю часть землей, пока оно не будет прижато. Чтобы оно не скатывалось с верхних бревен, потому что такая проблема у меня была как при строительстве прошлой землянки. У меня было тогда мало гвоздей, когда я первоначально строил. Я думал, что просто положу бревно на бревно сверху, а потом засыплю, и все будет держаться. Но они раскатывались. Особенно, когда уже выше метра пошла высота бревен, они не держались. Поэтому вот эти бревна, думаю, что спокойно вот эти гвозди удержат. Я думал, можно было бы взять еще саморезы, но здесь два минуса. Во-первых, так у меня шуруповерт расходуется только на сверление. А если бы я еще крутил саморезы, еще бы на саморезы бы уходил шуруповерт. Потому что отвертки закрутить вот такие длиннющие саморезы было бы, конечно, очень длительное занятие. То есть, во-первых, я экономлю на заряде батарей на шуруповерте. Во-вторых, я не нашел таких длинных саморезов. Самые длинные саморезы, которые мне попались, это 150 миллиметров. То есть нужно хотя бы было 200. 200 гвозди коротковато, надо было 250. Но чисто вот в моем случае здесь должно их удержать. Вообще держится нормально.
Даже более-менее ровные бревна все равно страшно кривые. Даже не знаю, как я буду все это делать. Пришлось прекратить мне пока работу с землянкой. Перемещаться стало небезопасно в темноте. Листьями все засыпано, засыпаны ветки, засыпаны бревна, ямы. Я в яму сейчас провалился небольшую под листьями. Ладно, хоть не вывихнул ногу, но прям этот очень неудачно приземлился. Сейчас уже ничего не болит. У меня будет еще несколько дней, поэтому ничего страшного. То, что я заканчиваю на сегодня. Лучше пойдемте приготовим какую-нибудь вкусняшку. О, у меня погас фонарь и дымит сильно. Не, походу то, что жидкость для розжига тоже не канает. Это вот он дымит. Все с ним не слава богу вечно. Ладно. Ночевать я решил здесь. Тем более здесь контуры уже прорисованы, крыша есть. Место недалеко от всех моих вещей, от лодки. Все-таки стрейч-пленка, она на горе и неудобно туда ходить. Походу я вообще ее разберу. Может в этот раз, может в следующий раз. Пленка бы, кстати, оттуда пригодилась бы тоже здесь при строительстве. Ну да ладно, сейчас не об этом. Сейчас я хочу тент натянуть с этой стороны, чтобы закрыть стену. Готовить я буду на щепочнице. Прямо здесь внутри, на пеньке. Неохота мне разводить костер. Опасно в таких листьях. Нужно расчищать листья все. Делать поляну хорошую. Сейчас уже стемнело. Я лучше пораньше лягу спать, чтобы завтра побольше сделать. Такую отличную фанерку я сюда притащил. Буду из нее делать потом стационарный стол здесь, чтобы походно не таскать постоянно сюда. Ну а готовить я буду крем-супчик. Сырный крем-супчик. Я такой еще не готовил ни разу. Опять буду экспериментировать. Из еды мне понадобится куриное филе. Ну, это грудка куриная. Картошка, лук, плавленый сырок. У меня вот такой маздам. И зелень с водой. Соль, перец. Собственно, ингредиентов мало, поэтому я и буду готовить именно его. Начать нужно в этом блюде не с мяса, а с картошки. Потому что готовиться она будет дольше всего. Нарежу ее кубиками и поставлю вариться. Давайте будем зажигать уже нашу печку-щепочницу. Отправляем картошку в кастрюльку. Заливаю водой. Воды я привез сюда пол канистры 30-литровой. Здесь ну литров 18 может. Питьевой воды, а может ее и оставлю тут сразу. Хотя посмотрим, может быть заморозки будут. Для щепочницы найти дрова в лесу вообще не составляет проблем. Можно брать любые сухие веточки. Я думаю, что мне для начала хватит, потом, если что, прогуляюсь еще. Вполне устойчиво.
Так, ну пока картошечка варится, давайте подготовим мясо и подготовим лук. Лук надо будет обжарить для начала. Мелко режем. Ветер поднимается. А за счет того, что очень много листьев, постоянно мерещатся шаги. Непонятно, то ли это животное, то ли это человек, то ли еще кто. Хотя в еще кто я не верю. Ну а сюда у нас отправляется курочка. Вообще жена у меня готовила такое блюдо. Примерно такое, только вместо филе куриного она использовала креветки. Быстренько обжарю лучок и обратно верну основную кастрюлю на огонь. Запах какой! Сейчас все лесные звери сбегутся к нам на ужин. Щепочница крутая штука все-таки. Пока, конечно, я тестирую ее, но вот второй раз готовлю. Мне на ней приятно готовить. Золотистый лучок, кастрюльку весь. И кастрюльку обратно на щепочницу. На что похож получается суп у меня пока? Правильно, на обычный куриный суп. Но когда мы добавим туда сырки, все поменяется. Магические сырки. Сырки мелко режем, чтобы они лучше расплавились в кипятке. Будем ждать, пока он расплавится, и все. Ну и, конечно же, зелень. Вот такой у него видочек. Нужно снимать с огня и приступать к дегустации. Вот что стало с моей фирменной миской после похода. Экспериментальным образцом. Вся она измятая, поэтому разыгрывать я их не буду. Надо будет найти какие-нибудь миски посерьезнее. Покачественнее. Есть буду с черным хлебом. Ну что, пробуем наше лесное блюдо. Какой сливочно-сырный вкус. Как просто. Два маленьких сырка превратили обычный куриный суп в такое изысканное блюдо. Приятного аппетита всем, кто кушает вместе со мной. Великолепно. Отлично. Так, ну что, не буду я засиживаться сегодня. Завтра длинный большой рабочий день. На завтра у меня все самые основные планы по возведению стен. Я очень надеюсь, что за завтрашний световой день я сделаю стены. Если да, то у меня останется даже дни для того, чтобы начать делать отделку какую-то. Ладно, спать я буду прямо здесь. Сейчас постелю пенку. Прямо вот так постелю на землю.
Вход закрою столешницей хотя бы так. Какая-нибудь лиса не забежала. Думаю, будет нормально мне спаться. Ну а чё? От ветра я закрыт. От дождя я закрыт. До завтра. Доброе утро. Ночка была так себе, конечно. Лил дождь. Ночью, причем то лил, то не лил, то затишье, то дождь, то затишье, то дождь. Каждый раз я просыпался. Нормально смог поспать уже под утро. Но такое настроение нормальное, вроде выспался. Сейчас много времени тратить не буду. Сразу приступаю за работу. Да, это прям тяжеленное бревнище. Так вот смотришь, думаешь, о, толстое. Толстое большое бревно ровное. Сейчас я его припру. И работа сдвинется. На самом деле это не так. Проще было бы уже принести сюда 3 тонких бревна. И уложить их на место, и спилить их. Чем вот это вот здоровенное. Я только на него одного, вот чтобы сюда его принести, потратил, наверное, уже минут 20. Дотолкать его, точнее. Ну и в итоге оно просто застряло там. Не буду даже пробовать больше его достать. Потихонечку моя стенка растет. Сейчас прибью все бревна, которые я успел заготовить, и отправлюсь собирать новые. Тент пока не снимаю верхний. Как только дойдет дело до верхних бревен, я его сниму, все равно делать крышу. Но потом перед уездом все равно его накрою. Им накрою всю землянку для того, чтобы сюда влага не попадала. Все, первый аккумулятор сел.
Ну вот, задняя сторона закончена. Все эти щели потом закроются глиной, землей. Там уже у меня здесь будет пленка с этой стороны натянута. Поэтому за это я не волнуюсь. Если вдруг щели будут мешать и изнутри, тогда я их просто пробью льном, как я это делал в других местах. Время обед. На сегодня у меня еще 2 стенки осталось. Я думаю, что я закончу, если мне не подведет аккумулятор на шуруповерте. Ну, если подведет, буду завязывать веревкой, как и планировал. Надо пойти прогуляться немножко. Может, искупаться, пока еще последние солнечные деньки, весенние, осенние, точнее. Как солнышко вышло, прям даже настроение поднялось. А то какое-то оно было с утра удручающее, тяжелые бревна. Не мог никак ровные найти. А сейчас смотрю, то, что работа идет по плану, хоть и медленно, и приободрился духом. Наполнился, так сказать, оптимизмом. Кушать пока неохота, хоть у меня и обед. Я взял с собой просто чайку на пляж, чтобы искупаться и попить чаю. Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Меня зовут Дима, и я снова нахожусь в месте строительства моей землянки. Осуществил заброску я сюда вчера на лодке. Я взял вот такое длинное сверло по дереву, просверливаю им дырки в обоих деревьях и забиваю через эту дырку гвоздем. Можно было бы использовать саморезом, тогда бы у меня увеличился расход аккумулятора. Это и так уже идет второй день, и второй аккумулятор на шуруповерте. Если он сядет, то будут большие проблемы с креплением бревен. Придется использовать веревку, что не так надежно, ну не так удобно, по крайней мере. Может быть и надежно. Видите, какое бревно синее? Это водоросли. Я это бревно, потому что взял, даже ракушечки маленькие, взял его вдоль берега. Большинство бревен вообще отсюда я собирал на песке вдоль берега, потому что они были самые ровные из тех, которые меня тут окружают. Так, это достаточно прочно все это дело держит. Она же еще прижмется землей с той стороны. Мне еще советовали в комментариях попробовать гвозди смачивать с маслом. У меня есть цепное масло для пилы. Давайте попробуем забить гвоздь, смазанный маслом. Без отверстия.
Где-то здесь будет у меня следующее бревно. Ну что могу сказать, начал гнуться. Не, гнется. Решил поэкономить я заряд на шуруповерте, и в тех местах, где все-таки удобно крепить веревкой бревно, я буду крепить веревкой. Дело в том, что мне в любом случае не хватит аккумулятора шуруповерта для того, чтобы доделать всю работу. Потому что я как минимум буду до завтрашнего вечера, а может быть еще останусь. Посмотрю по настроению и по погоде. Поэтому сейчас, где можно, буду привязывать. Ну вот, и эту стену собрал. Я решил, как сделать. Раньше я думал, что я полностью оберну все это дело клеенкой, а потом засыплю землей. Понятное дело, то, что уровня земли мне не хватит для того, чтобы целиком ее засыпать. Земля будет где-то вот так идти. А верхние 3-4 бревна я укрывать пленкой не буду, а промажу их глиной вперемешку с листьями или травой. Отштукатурю, так сказать. И внешний вид будет ничего такой. И щелей не будет. Невероятный ковер из листьев. Но за счет того, что листья все сброшены, мою землянку, конечно, видно отлично. Даже видно вот наверху укрытие стрейч-пленки. Я, кстати, сегодня туда заглядывал. Достаточно неплохо она держится еще, это укрытие. Я не хочу его разбирать, потому что думаю, что оно может пригодиться зимой. Потому что это будет единственное место, где не будет снега. Там можно хотя бы дрова хранить в большом количестве, например, сухие. Но, с другой стороны, я хочу его разобрать, потому что она стоит прямо на горе, и ее хорошо видно прямо с реки. То есть лодка будет проплывать, мою землянку она пониже, она так в глаза не бросается. А укрытие стрейч-пленки видно сдалека, что не здесь хорошо. Вот вид зато отсюда какой, красивый. Можно сколько угодно ругать это место, но как только подходишь к обрыву и смотришь на всю эту красоту безмолвную, особенно здесь хорошо поздней осенью, потому что нет ни одной лодки. Вот уже больше суток я здесь нахожусь, и ни одной лодки не проплывала мимо. Берега все больше и больше подмывает. Вон дерево уже практически в воздухе висит. Вот как она выглядит. Видимо, очень много лет назад она здесь была. Собственно, я не могу понять, почему я не здесь делаю землянку, где уже вырыта отличная глубокая яма и сделана одна стена. Кстати, заточенные арматурины. Может, мне попробовать использовать вот эти гвозди? Здесь даже доски, смотрите, на стенах. Нет, брать здесь нечего, все бревна сгнившие. Возьму гвоздь только металлический. Пусть он будет как передача из поколения в поколение. Старой чьей-то землянки на берегах этой реки. И как связь с моей землянкой на берегах этой реки уже новой. Взял 2 весты еще по дороге. Вчера я костер не разводил, но сегодня хочу развести костер. У меня на ужин кое-что будет готовиться прямо в костре, поэтому думаю, что сегодня посижу у костра, расчищу поляну от листьев сухих. Но пока еще не стемнело, нужно начинать делать вторую стену. Давайте перевесим тент.
Здесь пока можно тент закрыть, а с той стороны скину. Ну что, друзья, шуруповерт сел. Конечно, ожидал я от него побольше работы. Но, с другой стороны, почти закончена стена. Мне не хватило буквально вот. Верхний я, правда, уже на веревке крепил. А вот это сейчас поджато лопатой с той стороны. Я думаю, то, что работа шуруповерта такая плохая из-за того, что холодно. Не знаю, видно вам пара изо рта или нет, но мне прям самому уже даже холодно стало. Пора разводить костер, погреться и приготовить ужин. Давайте я вам покажу, что у меня сегодня получилось. У нас стенка сделана дальняя, длинная. Боковая полностью сделана. И почти полностью это боковая. Передняя была сделана в прошлый раз. Сейчас я накину тент обратно. Потому что ночевать я буду здесь, в землянке. Можно ее так уже называть. Ну а завтра я буду заниматься крышей. И, может быть, начну делать дверь. Как-то так. Ладно, давайте разводить костер, а то холодно. Чтобы не делать новое кострище, я нашел свое старое. Мне пригодится береста, которую я собрал по дороге. О, уже пошел жар. Скорее бы уже ноги погреть, потому что с самого утра я промочил ноги в мокрых листьях. Весь день хожу уже с мокрыми ногами, они уже подмерзают под вечер. Когда двигаюсь, работаю еще более-менее. Сейчас опять они дали о себе знать. Такого костра, я думаю, ноги высохнут. Конечно, кроссовки лучше снять для того, чтобы их просушить. Но сейчас у меня много других дел. Пока я буду ходить у костра, сидеть, и так они подсохнут. Так что я за это не волнуюсь, сейчас все-таки не зима. Сейчас чуть-чуть прям посижу, погреюсь и буду приступать к готовке ужина. Готовить я сегодня буду свиные ребрышки. Я запеку их в фольге с солью, перцем. И первый раз в своей готовке я буду пользоваться розмарином. Все-таки уговорили меня подписчики попробовать добавить в мясо по веточке розмарина. Рецепт элементарный, просто все как обычно. Как, собственно, все другое мясо я готовил в фольге. Сейчас я натру мясо с солью, перцем. Смажу растительным маслом в фольгу. Положу туда розмарина и заверну. Сразу подстелю фольгу.
Все-таки большой стол удобно. Смажу растительным маслом, это нужно обязательно делать, иначе все это дело пригорит. Да и вообще потом от фольги отрывать будет неудобно. Солю. Смесь перцев, она не острая, просто ароматная. Веточку розмарина и заворачиваем. То же самое со вторыми ребрышками. Я думаю, что они приготовятся быстро. Я думаю, максимум просто полчаса в углях полежать им хватит. В общем, о чем я и говорил. Я нашел отличную доску. Она была в песке. Она не гнилая. Она очень толстая. Сантиметров, наверное, 8-10 толщина. Гигантская доска. Она была 5 метров. Я ее распилил сейчас на 3-метровую и на 2-метровую. Чтобы можно было сюда принести. То она неподъемная. Но она мокрая. Я думаю, что сейчас немножко ее просушить. Ну, наверное, она вряд ли высохнет целиком, но я хочу на ней попробовать организовать себе сегодня кровать. На этих досках. Потому что вчера на земле мне прям что-то не очень спалось. Через пенку ничего страшного, что она влажная. Главное, что она будет прямая. Ровная. Ну, пока вечером сижу, можно еще у костра ее положить. Может, немножко хотя бы сверху подсохнет. Так, пускай сохнут. Пора уже класть наши ребрышки. Ну вот, прошло полчаса. Давайте одну откроем, посмотрим. Запах какой. Если бы камера могла передавать запах, то что надо. Даже подрумянилось чуть-чуть, смотрите. Думаю, можно доставать второй, значит. Прекрасный ужин. Так, ну что, будем пробовать? Первый раз розмарин добавляю. Мне нравится вкус. Отличный ужин. У меня и ботинки просохли. Или кроссовки, это как их называть? Полностью. Так, ну что? Я думаю, то, что можно уже заносить в мою землянку. И готовить ко сну кроватку. Смотрите, тут вообще проросла. Доска корни пустила. Вот так я их прям рядом положу.
Ну, надеюсь, эта ночь будет лучше, чем вчерашняя, чем прошлая. До завтра, спокойной ночи. Доброе утро. Чуть неохота вылазить из спальника, там так холодно. Ночью вообще был шторм. Проснулся, а надо мной звезды. Тент болтается. Пришлось вставать, его привязывать. И накидал полешек сверху на него, для того, чтобы он не болтался. Сейчас вроде подстих. Я еще немного поспал. Время 7 утра сейчас. Думаю, что все-таки часок я еще полежу и буду уже вставать. Крышу, как и планировал, я буду делать из хвороста. Для того, чтобы она не рухнула мне на голову, чтобы у нее был минимальный вес. Погодка сегодня, конечно, так себе, ветер очень сильный. Но останавливать работу нельзя, нужно продолжать. Я хочу сделать сегодня как можно больше, буду работать до самой темноты. А потом только буду принимать решение, оставаться здесь еще на одну ночь или отправляться в обратный путь. Но пока не об этом, пока только все мысли о крыше. На берегу лучше всего искать подходящий жерди. Они здесь тонкие и прочные. Только грязные. Думаю, что пока хватит. Сейчас начну привязывать все это дело к крыше. Именно привязывать, потому что, если вы помните, шуруповерт у меня вчера сел, а гвозди, дуб, который делает каркас, не берут. Буду все это дело привязывать, ничего страшного, потом все это дело еще и подожмет, и я думаю, что будет прочно. Чтобы ускорить процесс, я собираюсь сначала выложить из жердей крышу полностью, а потом начать их обвязывать уже целиком вместе, как бы вплетая друг в друга одним длинным куском веревки. Так я думаю, что работа ускорится и дело будет даже попрочнее, оно друг к другу будет стянуто все. Не надо будет делать миллион разных узелков. Приступим. Перед тем, как обмазывать все это дело глиной, мне нужно засыпать землей ту часть, которая будет под землей. Для этого мне нужна пленка. Сейчас я пленкой закрою наружную часть на такую высоту, на которую у меня будет засыпана землей. И начну засыпать, для того, чтобы вот эти вот щели не промазывать глиной. Они просто окажутся под землей, а пленка не будет давать земле попадать прямо внутрь моей землянки. Пленкой я закрываю не полностью, потому что эта часть не будет под землей. И для того, чтобы не портить вид пленкой, я не хочу, чтобы ее было видно. Она вся уйдет под землю,
а верхнюю часть я промажу глиной. Будет аккуратненько выглядеть. Креплю я ее сейчас степлером, чтобы она никуда не улетела, пока я буду прижимать землей. Ну вот так у меня все это дело получилось. С одной стороны вокруг сплошняком. Приступим к земляным работам. Больше всего я волновался, что не успею этот этап до первых заморозков, потому что если бы земля схватилась вся, смерзлась, пришлось бы опять ее долбить киркой для того, чтобы закопать. А так земля мягкая, засыпается просто великолепно. Ну вот, пленка скрылась под землей. Вот как это все дело выглядит сейчас. В этом, собственно, и суть землянки. Получается то, что за счет земли, во-первых, я создаю слой изоляции от холода зимой. Во-вторых, земля потому что не промерзает. Во-вторых, земля придавливает мои балки, мои бревна. И теперь они держатся очень надежно, потому что с одной стороны на них давит земля, с другой стороны у меня стоят каркасные поленья. И стена стала прочная. Я сразу приступаю к глиняным работам. Точнее, буду штукатурить верх моей землянки с помощью глины, разведенной в воде, с добавлением листьев. Вот такая штукатурка у меня получилась. Чуть-чуть еще подожду, чтобы вся глина растворилась, и приступлю. Не знаю, кстати, будут листья держаться или нет. Они прям как наполнители получились. Их очень много. В нормальном количестве я их добавил, в ненормальном. Как заклеиваются щели, мне нравится. Мне интересно, не отвалится ли все это дело. Но по мне выглядит вполне надежно. Посмотрим, как будет в действии. Итак, что касается двери. Дверь, как я уже говорил, хочу сделать из доски, которую я нашел на пляже.
Я думаю, что она вполне еще поживет себе много лет. Она очень толстая. Видно, что, конечно, она не первой свежести вся. Но тем будет круче. Все-таки у меня здесь пластиковые окна стоять не будут. Сейчас просто соединю их по-обычному. А петли нужны будут сюда кованные, какие-то тяжелые, серьезные, потому что дверь будет очень тяжелая. Вот так соединю. Гвозди длинноваты, но загну с той стороны. Ну вот. Да, дверь получилась что надо. Надо под нее сделать только теперь петли мощные-мощные, потому что она тяжелая. Ну и сделать какой-то косяк вокруг, для того, чтобы она плотно прилегала. А так вообще крутяк. Я еще не определился, какой материал будет на крыше. Либо оставить этот тент, либо взять какой-то баннер, как многие рекомендуют. В общем, посмотрим. Но пока в любом случае сильный ветер. Я в тент везде привязал, пришлепал его степлером. Хочу сверху закидать землей его, для того, чтобы была немножко хотя бы маскировка какая-то, чтобы синий тент не бросался в глаза. И при этом, ну, я вот так и оставлю. Давайте еще забьем гвоздь связи поколений, который мы взяли с той разрушенной землянки. Вот сюда. Давайте зайдем внутрь. Пока это сделать не так просто, потому что дверь тяжелючая. Вот как все это выглядит дело у меня внутри. Вот здесь я начал заделывать щели. Вот таким образом все это выглядит. Но вообще очень даже надежно выглядит. То есть верхняя часть вся будет вот так вот заделана глиной. Нижняя часть не просвечивает. Все отлично, там пленка и земля. Вот дрова на всякий случай здесь под крышей будут лежать. Итак, в следующий раз, значит, я буду заниматься чем? Во-первых, нужно будет сделать вот здесь верхушку, для того, чтобы уже наконец-то все было герметично. Ну, естественно, я буду промазывать глиной абсолютно все щели. Нужно будет к этому подготовиться. Сейчас мне было это не очень удобно, поэтому я перенес это дело на следующий раз. Дело в том, что уже темнеет собирается. Я просто посчитал по времени, что я ничего не успею нормально сделать. Тогда бы я ни крышу не доделал, ни дверь. А так у меня планы выполнены. В следующий раз спокойно я буду заниматься уже штукатуркой. Нужно будет с собой ведро взять еще дополнительное для удобства. Так, ну и за это время, пока я туда не приеду, сюда, то есть, нужно будет решить вопрос с крышей. Я послушаю заодно ваши советы в комментариях, почитаю, как лучше сделать крышу. То есть оставить так, сверху накидать земли, укрыть все это листьями, потом завалить снегом и будет нормально. Либо убрать этот тент и сделать баннер, потому что баннер, он не гниет, баннер плотный, не порвется, от мороза не трескается. Ну, в общем, очень такая долговечная вещь. Ну, а мне пора с вами прощаться. Спасибо, что составили мне компанию в эти нелегкие дни.
из-за такой мрачной погоды, ветра. Настроение было на самом деле не на 5, а где-то на 4 с минусом. Но камера поднимала мне настроение, мне грело сердце, зная то, что кто-то смотрит этот ролик, кто-то будет смотреть этот ролик, и он кому-то понравится, поднимет настроение. Так что давайте сделаем так, как только мое видео наберет 7000 лайков, всего 7000 лайков, я сразу прыгаю в лодку и отправляюсь сюда все это доделывать и делать для вас новое видео. Это был канал Походный Оптимист. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь этим видео с друзьями. Пока! Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Вот я, как и обещал, прыгнул в лодку и примчался к месту строительства нашей землянки у реки. С погодой мне повезло в этот раз. Ветер не сильный, дождя нет. Да и вообще, вроде как по прогнозу, в ближайшие дни обещают солнечную погоду, что позволит мне нормально поработать с моей землянкой. Взял лен с собой в этот раз, щели пробивать. Ну и печку, которую вы могли видеть в прошлой серии. Ой, вещей в этот раз полным-полно. И трубы взял, и печку, и лен, и ведро. Потому что в этот раз предстоит очень много месить глины для того, чтобы промазывать щели все вокруг. В прошлый раз я только начал это делать, хотел посмотреть, как листья себя будут вести, как армировать листьями глину будет нормально или нет, потому что обычно советуют травой, про листья ничего нигде не слышал, но здесь травы нет, а листьев навалом просто. Ладно, пойдемте посмотрим, как пережила это время наша землянка. Ну, на первый взгляд все нормально. Только я не вешал эту пробку сюда. Так, ну дверь я также оставлял. Крыша целая. Пленка не так немного была, но ее, может быть, ветром. Так, не пойму, где щели? Не пойму, щели замазаны глиной, что ли? Ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Вот смотрите. Вот эту часть я промазывал в прошлый раз. Видите, она какая сухая. А рядом абсолютно свежак. И здесь все промазано. И эта стенка промазана. Ничего себе. Вот это да. Это получается то, что во время моего отсутствия кто-то сюда наведался и помог мне с землянкой. Давайте зайдем внутрь и посмотрим. Может, оставили какую-нибудь записку. Дверь вот развалилась немного. Кстати, у них. Ну ладно, посмотрим, что там. Не проблема. Здесь внутри все как я оставлял. Хотя мне кажется, немножко по-другому все лежало. Но неважно, смотрите, щели все промазаны, но глина свежая. Она мягкая еще. Можно предположить, что промазывали прям вчера.
У меня нет слов просто. Я такого вообще не ожидал. Но это огромный подарок просто моему проекту. Интересно, это кто-то из моих зрителей? Или вообще абсолютно случайный человек наткнулся на это место и решил помочь? Друг, если ты смотришь сейчас, может быть, здесь даже не один человек был. Друзья, если вы сейчас смотрите мой ролик, огромное вам спасибо за это дело, за помощь. Можете спокойно пользоваться всем, что здесь есть. Все, что я здесь буду оставлять, печку, там какие-то вещи, вообще без проблем. За такой вклад, это даже дело не только в работе, а вот в отношении. Вы посмотрите, ничего не тронуто. Вещи стоят, я оставлял лимонад в прошлый раз. Он закрытый. То есть, скорее всего, возможно, пользовались моим ведром. Но все лежит как было. Ничего не тронуто. Как бы кто ни говорил, что печка якобы должна располагаться около двери, конечно, в этом есть доля какого-то, доля логики, но нет. Я хочу, чтобы печка располагалась вот в этом углу. А труба выходила не через крышу, а через стену, чтобы не дырявить крышу. Точно так же, как мы сделали с Пашей в нашей лачуге в лесу. Да и печка, собственно, похожа чем-то. Так, только поближе ее надо, прям, может, в угол ее поставить. Или нет, наоборот, сюда, ближе к центру. Да, наверное, ближе к центру ее поставить лучше. Вот видите, когда щели заделаны, все внутри выглядит уже намного симпатичнее. А как только я заделаю щели льном, те, которые не заделаны глиной, станет еще и теплее. Ну, конечно, после того, как она будет полностью герметична. Итак, решено. Печку я поставлю вот здесь в середину. Вообще, переставить ее будет не проблема, я же не буду ее укреплять как-то. Вот так вот. Вот здесь планирую два лежака. Один будет вдоль этой стены идти, один вдоль этой. Здесь будет стол стоять, печка, а здесь будут храниться всякие инструменты, полочки будут. Здесь тоже. Как-то так. Давайте попробуем подсоединить трубу. Что у меня есть из труб? Трубу пришлось покупать. Это две трубы по метру. Нержавейка это. И два вот таких отвода. Один 135 сантиметров, один 135, то есть градусов, второй 90. Я не знаю, нужно было два брать 135. Зря я взял 90. Но что ж уж есть. Хочу вывести трубу вот в это отверстие. Вокруг трубы я окутаю специальным материалом для того, чтобы ничего вокруг не загорелось. Так же точно, как мы делали в лачуге. Там эта тема работала отлично. Ну и все. А если все это сработает, можно будет потом купить еще одну секцию трубы, сделать ее длиннее и наверх повесить зонтик для того, чтобы туда не попадала вода. Ну, а для первоначального варианта я думаю, что мне хватит труб. Давайте попробуем собрать. Дальше, если сделать 90-градусную, то не хватает высоты, чтобы вывести трубу. Поэтому нужно ставить 135 градусов как раз, и наискосок труба будет выходить вверх. Вот так. Вот так. Вот. И теперь, получается, труба вышла под наклоном. А сейчас я на нее одену вот этот вот отвод. И она получится вроде бы как еще чуть-чуточку выше. И чуточку закругленнее в другую сторону. Может быть, чем-то будет спасать даже от затекания воды. Хотя в этой печке это не проблема. В любом случае, во время дождя она будет работать что надо.
А если туда будет затекать вода, пока мне не будет, ни к чему плохому это не приведет. Ну, до того времени, пока зонтик не появится. Да, вот как раз бы еще поставить сюда отвод 135, чтобы он сделал ровно. И еще одну секцию трубы. Было бы круто. Так она коротковато получается немножко, мне кажется. Ну, сегодня потестируем. Сегодня я буду уже с печкой. И готовить буду на печке. Ладно, опять у меня одна болтовня получается. Давайте лучше начнем прокладывать щели льном. Щелей стало намного меньше. Я думаю, что теперь можно смело приниматься за дверь. То, что все развалилось тут, конечно. Может быть, ее уронили, я не знаю, или что. Ладно, сделаю все заново. Заодно в двери все щели тоже льном проконопачу. В этот раз у меня с собой есть подходящие длины гвозди, подходящие длины саморезы. Поэтому я старые гвозди, вот эти длинные, вытащу. Раз все равно дверь ремонтировать. Сделаю все поаккуратнее. Я вытащил все старые гвозди, и сейчас хочу сразу между досок положить лен, чтобы щелей не было. Оно плотненько друг к другу прям ляжет. О, кстати, здесь гвоздь такой старинный, его может тоже достать. Да, давайте достанем. Опа. О, какой. В этот раз возьму саморезы по дереву. Сотки, как раз они не будут торчать с другой стороны. Переместился внутрь землянки. Здесь поровнее место. Можно аккуратнее дверь сделать. В этот раз я сделаю укосину. Прям плотненько. Ну вот. Сейчас лишний лен заверну. Обратно. Будет там поплотнее все сидеть. Пойдемте прогуляемся. Принесем ту доску большую, которую я нашел вверх по течению, чтобы сделать себе лежак. Хотелось бы сегодня поспать на лежаке с печкой. Вот эта доска здоровенная. Она 6-метровая. Я сейчас ее напилю
на 3 части по 2 метра. И как раз можно будет сделать лежак. А завтра пройдусь еще по берегу, посмотрю для Паши. Надо тоже лежак делать второй. Тоже лучше из досок. А то ему в лачуге-то жестко было спать на этих бревнах. Он там по 2 пенки себе подстилал, спальник. Наверное, лучше бы ему из досок тоже сделать. А может вообще ему что-нибудь мягкое припереть. Получилась она по 2 метра 15 сантиметров каждая доска. Чуть больше 6 метров была доска эта. Тоже она толстющая. Сейчас, наверное, по одной буду носить. Делать лежак буду в этом углу. Вот так, чтобы как бы недалеко от печки. Ну, ничего себе. Вот она записка где. Привет оптимистам от тайных троп. Молодцы, тайные тропы. Я думаю, ну как не оставить записку-то, такую работу проделали. Круто. Оставим на память. Я решил вот на такие пенечки поставить. Вот так. Здесь будет еще 2 пенька. На них крепится остальная часть. Краешек подровняем. Ну вот, уже лучше. Ну, отлично. О, шикарно. Сегодня будет нормальная ночь. Так, ну что я могу сказать? Давайте так. Для того, чтобы хотя бы какое-то тепло здесь, какая-то хотя бы временно могло держаться, давайте сейчас заделаем тентом верхние части чердачные, а там, где труба, там, где будет нагреваться сильно, там закроем специальной вот этой вот штукой базальтовой, которую я взял, чтобы трубу обматывать. Дверь я сегодня вешать не буду. Думаю, часть двери тоже закрою тентом. Ну, понятно, да, что это такой временный вариант. Завтра как раз я здесь буду все делать деревянным. Ну вот, 2 минуты. И сверху все заделано. Пока так.
Такая вот алюминиевая у меня есть фольга. Она прямо толстая-толстая. Вот я думаю, сзади печки ее пристегнуть. Думаю, вот такой длины будет достаточно. Ну вот. Да, пенек побольше. Для дров. Пока еще есть возможность бензопилу убрать. Зимой-то ее уже сюда не упрешь. Ну что, мое жилище готово к ночевке. Мне кажется, здесь стало в 1000 раз лучше, чем при последней ночевке. Давайте я вам немножко покажу, как я тут обустроился. Ну, собственно, лежак просто восхитительный. Широкий, удобный, полностью прям пенка на него ложится. Отлично, ровненький. Стол пока походный стоит. Не делал, еще фанерку положил рядом, для того, чтобы удобнее было спать. Здесь развесил все свои дела. Здесь электроника моя, инструменты, которые нужны под руку, в первую очередь документы, ключи, газоанализатор, чтобы угарным газом не задохнуться. Он реагирует на дым и на угарный газ. Тут у меня вещи все. Куртка висит. Здесь запасная одежда в гермомешке. Полотенце, шапка, инструменты, фонарь. Внизу все, что не нужно, под лавкой убрано. Здесь и под лежаком тоже вещи лежат. Нарубленные дрова готовы к топке печки. Вот чепочки на растопку и дрова. Вот как смотрится печка, пока она стоит здесь. Я думаю, то, что переставить я всегда ее успею. Труба выходит на улицу. Вот это вот специальная базальтовая ткань, она не горючая. Вот здесь у меня еще пенечек, как табуретка, чтобы можно было прямо у печки сидеть. Здесь повесил градусник. Сейчас показывает 6,6 градусов. Это достаточно тепло для этого времени года. Я думал, то, что будет 0. Потому что буквально вчера я выходил на улицу, был иней. Да и вот в Пензу я ездил к другану. Мы ходили в поход. Все покрывало инеем ночью. Прям лед даже в лужах был кое-где. Так, ну я готов к ночевке. В общем, у меня по поводу крыши все-таки сомнения возникают. Наверное, все-таки лучше ее переделать, пока не поздно. Пока я не утеплил, ничего земли не накидал. Я просто почему сделал такие тонкие жерди? Хоть они и прочные, дело в том, что я боялся то, что на вот эту вот несущую жердь, которую я сделал, главную, будет слишком большая нагрузка. И чтобы на нее большой нагрузки не было, решил сделать палочки потоньше. Плюс у меня недостаток в том, что они вот здесь идут через один. И получается то, что видно тент. Если помните, я не очень-то это дело люблю. Дверца на все открыта, а дым практически не идет.
Что, дым не валит? Рецепт на самом деле очень простой. Мне понадобится курица, лук, морковь, чеснок, приправа для холодца. Все. Конечно, целиком курятину я использовать не буду. Она просто не поместится в моей походной кастрюльке. Она еще замерзшая. До конца не разморозилась. Чуть-чуть подтаять успела. Отрезаю бедра сначала. Вегетарианца можно перемотать часть разделывания курицы. Не, даже много не помещается сюда. Вот. Нужно же, чтобы жижки было еще много, для того, чтобы нормально залить этот холодец. Поэтому сколько поместилось? Грудка у меня, крылышко и чуть-чуть спинки. Оставлю так. Посмотрим, сколько воды сюда уйдет. Нужно хотя бы, чтобы, ну, пол-литра было. Кстати, печка прикольно сделана. У нее сверху, видите, наварена пластина. Она из тонкого металла, а снизу, в внутренней части, вырезан вот здесь вот такой вот круг. Получается то, что везде металл толстый, кроме вот этого вот круга. И здесь должна быть температура больше всего. Вот здесь вот руку прям невозможно держать. Давайте ставим вариться холодец. И рядышком чайник. Непривычно здесь аж ходить приходится. В той землянке сидишь, руку протянул, взял, дрова кинул. А здесь приходится ходить туда-сюда за дровами. Бульон у меня закипел, я его сдвинул, поменял с чайником местами. Теперь пусть потихонечку готовится бульон. Я думаю, что где-то часа полтора лучше варить курицу. Для того, чтобы наваристый бульон получился. Так, растительное масло можно... Ну вот температура 24,1. Причем градусник, ну, достаточно далеко от печки все равно. Курица уже готова. Пускай настаивается. Что у нас по датчику? Анализатор газа показывает по нулям. Значит, ни угарного газа, ни дыма здесь нет. Ну и прекрасно. Температура также держится возле 24 градусов. Сейчас 23,8. Стены пока не нагрелись. Прохладные. Но не страшно. Мне в майке, по крайней мере, здесь сидеть даже жарковато. Вкуснотища. Давно я уже не ел жареную курицу. С армейскими галетками кушаю. Ну что, думаю, можно снимать. Долго варится у меня уже все это дело. Но это еще не все. Сейчас моя задача достать отсюда курицу. Да, отлично все разваривается. Все разваливается. Теперь добавляю сюда приправу. Приправа содержит желатин. Желирующая такая приправка. И минут 5 покипеть нужно ей еще. Уже с приправой.
Такой бульончик получается. Теперь курицу просто надо вот так вот по волокнам всю распушить, отделять от костей, от кожи, только саму мякоть. Ну вот, получилось сколько мяса. Теперь берем морковочку, выкладываем посимпатичней. Чесночок. И укропчик. Ну вот такая красота получилась. Все как и планировал. Ну а теперь накрываем крышками. Так, думаю, что можно прям чуточку помешать, чтобы распределился бульон, так чтобы не было кусков, где бульона много, а мяса мало, чтобы везде все было равномерно. Контейнер, который закрылся герметично, я отнесу на улицу, поставлю, чтобы он там остывал. А сковородочку, она не герметично закрывается. Я боюсь, мало ли какие животные туда доберутся. Я оставлю ее здесь, как-нибудь так, чтобы она была внизу, в холоде, и при этом до нее никто не добрался. Пакетик может завернуть какой. Ладно, попробуем. Печку дров немного загрузил, но набивать ее смысла нет никакого. Потому что все равно она очень быстро все прогорит. Я думаю, что часа за полтора, за два там прогорит. Часа через 3-4 она остынет. Сейчас 23 градуса, это более чем тепло. Ночью мне тепло не нужно, мне в спальнике будет нормально. Так что на печке заморачиваться не буду. Вот, может быть, ее кирпичом обложить, тогда будет иметь смысл ее протапливать. Глины здесь полно, кирпича только нужно притащить. Жалко, камней нет нигде поблизости. Хотя можно поискать, попробовать. Ладно, как обычно, если что-то интересное будет происходить, буду включаться. Спокойной ночи. Доброе утро. Спалось отлично. Просыпался один раз, только под утро проснулся уже. И опять потом задремал. Сейчас пора вставать уже. Нужно позавтракать и выплывать за Пашей, чтобы не терять времени, чтобы он меня не ждал, чтобы как только он подъехал к деревне, я сразу его забрал, мы вернулись и как можно продуктивнее провели световой день. Потому что большие планы, конечно, на сегодняшний день, лишь бы нам дождь не помешал, потому что по прогнозу все поменялось. Еще вчера я смотрел, солнечные дни были, сегодня я смотрю, уже на сегодня дождь. Ну, будем надеяться, он нам не помешает. Давайте посмотрим, что у меня с холодцом там получилось. Да, то, что надо. С собой беру только насос топлива. Все вещи оставляю здесь. Вернуться я должен через пару часов. Час небольшим туда, час небольшим обратно. Ну, 2-3 часа, и я буду, надеюсь, с Пашей уже здесь. Поэтому не страшно вещи бросить. Ну что, спасибо за внимание. Это был канал Походный Оптимист. Скоро выйдет следующая серия, где, я надеюсь, мы вместе с Пашей доделываем эту землянку. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь моим видео с друзьями. Пока!
Ну что, я там видел, ты доску нашел, да, еще одну? Да, там правда гвозди в ней мелкие, но они загнутые. Собирали досок, они выглядят как будто с разбитого корабля. Будет у нас хижина, как у Робинзона. Такую штуку нашли еще. Можно будет сделать как выход для трубы в стену, а сюда будет труба проходить для того, чтобы ничего не загорелось. Что, Паш, скажешь про землянку? Огонь. Получается прям очень круто. И очень круто, что просторно. Крышу переделаем сегодня. Вот это вот то, что тент в глаза попадает, это прямо это портит, да, всю картину. Сразу как будто домик бомжа какой-то. Да. Сейчас все это спрячем дело, чтобы было только деревяхи, только бревна. Я думаю, что начнем мы сегодня нашу работу с того, что разберем укрытие из стрейч-пленки. Так оно нам реально и не пригодилось. Построили мы его весной, рассчитывали, что будем в нем жить, пока у нас будет строиться землянка. Но так она не пригодилась, потому что летом было нормально и на берегу, в гамаке спать или у костра просто. А потом уже появилась землянка, и уже укрытие стрейч-пленки не нужно. Но у него огромный минус в плане того, что вот это укрытие очень хорошо видно с реки. Оно прямо привлекает внимание. Проплывали мимо, землянку нашу практически не видно, вот метров 100. Отойдешь от берега на лодке, уже не видно землянку. А это светится как фонарь, у него вот эта белая крыша пленчатая. Так вот, мы сразу убьем двух зайцев. Во-первых, уберем за собой мусор. Соберем всю эту пленку. Кстати, может быть, что-то и пригодится нам сейчас при строительстве крыши. Все, что не пригодится, утилизируем. А весь каркас, как раз там тонкие, хорошие жерди, которые мы собирали по несколько часов, когда строили это укрытие, нам пригодятся для того, чтобы сделать крышу. Я думаю, что это хорошая идея. Сейчас у нас затопилась печка. Мы идем убирать укрытие стрейч-пленки, потом будем обедать. Давай, короче, с пленкой поаккуратней. Хоть она и порвана уже кое-где. Мы ей вторым слоем укроем землянку. Будет как бы прослоечка. А черную режь. Ну, фактически, когда мы ее строили, самое тяжелое было это как раз найти жерди. Зато теперь эти жерди нам сыграют отличную пользу. Не зря мы спилились. И теперь не так это место будет бросаться в глаза с реки. Че, давай покушаем? Давай. Я, короче, вчера приготовил холодец. Здесь? Да. Вот он. Огонь.
Когда я последний раз здесь был, здесь была только яма. А теперь здесь целый дом. Даже уже с печкой. Жалко, конечно, что я пропустил строительство, но ничего, наверстаем. Я ел холодец сегодня уже на завтрак. Я в другой тарелочке чуть-чуть делал. Мне тоже понравился, как получилось. Как у бабули. После обеда прогулялись по пляжу, принесли еще немного строительного материала. Сейчас будем разбирать старую крышу полностью. Вкапывать еще по одному столбу, чтобы крыша была прочнее. И начнем сборку. Я думаю, что материала, который мы заготовили, должно хватить. Тут на самом деле на некоторых я вообще висел просто. Давай сразу прям отбирать. Нормально, я тебе буду подавать. Давай. Нормально. Нормально. Сейчас пересортируем все бревна на крыше. Те, которые прочные, оставим. Те, которые трухлявенькие и тоненькие, уберем. Да, здесь сразу глина прям прет. Постучать, не? А что мешает? Вообще мешает. Ну вот. Крыша будет прочная. Вот тоже толстючая. Вот получается дополнительный ряд. Паша ждет, пока я сниму. С бревнищем. Оп, несостыковочка. Вот какая получается у нас крыша, более надежная. То есть мы прям в несколько слоев наложили бревен. Сначала идут прочные, потом менее прочные, так чтобы не было щелей вообще. А дальше вообще у нас идут куски дуба. То есть мы нашли трухлявый дуб, он трухлявый внутри, но сверху он достаточно неплохой. И вот такие вот прям доски у нас получились из него. Крыша выглядит уже поприятнее, чем было. Мне кажется, от дождя можно в ней прятаться даже так, без тента. Протекать, конечно, будет, но голову спасти можно или вещи. Так, дальше у нас в планах делать бока. Вот эти. От окна мы отказались. То есть, конечно, окно это хорошая вещь, которая нужна для того, чтобы сэкономить энергию днем.
а при этом освещать все внутри. Но у нас здесь будет предбанник. То есть вот эти вот штуки, которые у нас торчат, здесь будет не просто навес, здесь будет предбанник в будущем. И окошко в предбанник совсем не нужно. Если в нем будет большая необходимость в этом окне, мы, наверное, все-таки его сделаем тогда где-то в стене. То есть где-то с этой стороны, например. Вот, а вот так выглядит крыша изнутри. Находиться внутри уже стало намного приятней. Уже домик Лешего проявляется. Давай вот это померим. Вот, отлично. Вообще будет. В ход пошли доски, которые мы нашли на берегу. Так, но у нас все равно она будет повыше висеть, потому что она ниже, она где-то вот так, если ее поставить. А я хочу, чтобы она была сразу под потолок. Угу. То есть здесь получается снизу зазор, но порог сделать проще. Ну да. Правильно, поэтому здесь нормально должно быть. Мы решили, чтобы дверь открывалась на улицу. Это может быть и неправильно с точки зрения безопасности зимой, потому что может засыпать и не выйдешь. Но, во-первых, у нас будет здесь предбанник, у которого дверь будет открываться внутрь. А чтобы сэкономить место внутри, здесь дверь будет открываться наружу, иначе у нас не помещается Пашин лежак. Время уже позднее, мы уже давно работаем в темноте, на съемку особо времени нету, но работать надо. Сегодня все запланированные дела мы обязаны выполнить. А это сделать крышу, сделать чердачные скосы, сделать дверь, сделать Пашин лежак и промазать щели глиной, которые остались и образовались в результате того, пока мы колотили тут молотком. А что ты ее внутрь ставишь? Наружу, говорю? Да ты поставь сюда, потом поднимем. Давай так. Добротная дверь. Лучше. Тихо, тихо, нельзя давить. Ну что, первое испытание двери. Будем открывать. Дверь очень тяжелючая, неизвестно, вообще эти стрелы выдержат, не выдержат. Давай. Что задевает? Давай. Вау, отлично все. Можно потом третью стрелу сделать. Я боюсь, что вот здесь вот не выдержит ее вес. Ну, посмотрим. Как мы его крепить будем? Можно толстыми. У меня 250 гвозди есть. Вот это у нас труба раскалилась. Обалдеть. Вчера такого не было. Даже при свете видно красный свет от трубы. Ладно, в общем, будем готовить гуляш. Кусочки говядины уже, в принципе, порезанные, но я люблю, когда они еще меньше. Прямо вот так.
Сейчас нарежем. Куда его поставить? Ты убери это. Давай сюда. Я просто сейчас боюсь, буду резать, и он прольется. Ставим кастрюльку разогреваться пока. Чуть-чуть это дело поджарится. И добавим мясо. Мясо какое красивое. Сейчас прям немного все это дело обжарится. И будем тушить. Немного поджарилось, добавляю томатную пасту. 70 грамм здесь. Хотя это не имеет значения, нужно все делать по вкусу всегда. Добавляем муки сюда. И наливаем воды. Теперь нужно все это дело тушить, пока вся вода не выкипит. И образуется такой густой бульон. Густой он будет благодаря как раз муке. И все, крышкой закрываем. Потихонечку пусть тушится. Мы, кстати, взяли пластиковое ведро. Хотим сделать схрон. То есть все вещи, которые могут понадобиться, может быть, даже продукты, в это пластиковое ведро уберем. Я не знаю, может, прикопаем где-нибудь. Или тут оставим. Макарошки решили варить прямо в чайнике, потому что больше посуды нет. Вообще бы, конечно, гуляшу еще полчасика попариться. Бульон погустел. Все равно еще немножко воды должно было выпариться. Держи. Вкусненько, но мясо немножко жестковато. Мне кажется, что можно было еще подержать. Все равно вкусно. Иди сюда. Иди. Не бойся. Идем. Иди сюда. Иди, не бойся. Прикольно. На. На, ешь. Нормально возьми, ну. Ну. Такого можно было ожидать в лачуге, потому что она недалеко от цивилизации. Но здесь это что-то с чем-то. Отлично. Будет кот, не будет мышей. Идем. Иди сюда. Нет мышей. Ухи чистые. Идем. Давай. Ой, отлично поели, покормили кота. Паша пошел на улицу играть с котом. Что-то там с ним разговаривает. Я уже не могу, все засыпаю. До завтра. Спокойной ночи.
Доброе утро. Доброе утро. Так, у меня макарошки остались еще. Решили сделать схрон в пластиковом ведре. Я уже не первый раз таскаю сюда наборы всяких каш. Ролтон. Шоколадку. Берем. Гречневая каша. 5 пачек. Ролтон не буду собирать. Много места занимает. Каша овсяная. Масло, растительная мука, которые остались у нас в баночке. 4 коробка спичек. Чай в банке. Ну, на всякий случай перчатки еще новенькие. Раз место позволяет. А, макароны еще. Глину в этот раз возьму прямо с пляжа. Она здесь уже отмоченная. Вот она какая хорошая, жирненькая. Хочу, чтобы все было в цвет, поэтому тент тоже намажу, чтобы он вообще в глаза не бросался, не портил общий вид. Чуть поранился слегонца. Пойду руки промою. Находясь внутри, можно сразу посмотреть, где какие щели остались. Снаружи вроде смотришь, все нормально. А внутри сразу видно, вот здесь щели, вот здесь. Вот эти все просветы. От них нужно избавляться. Обязательно. Как замазка глина отлично заходит.
Давай будем кидать, пока земли хватает. Может быть, с крыши начнем? Да, по-любому. Я думаю, что это в первую очередь нам надо сделать, потому что там уже пора валить. Мы сейчас попробуем на крышу кидать. Ну, в общем, землей засыпали. Я думаю, что можно и побольше земли в следующий раз насыпать. Сейчас просто уже пора нам уходить на лодке, а то стемнеет. По темноте не очень охота плыть. Вот сейчас как выглядит крыша. Слой, наверное, сантиметров 10. Но вот мне не очень нравится, что вот отсюда видно тент. Может быть, его тоже глиной промазать как-то, чтобы он в глаза не бросался. Но это ладно. Снег может это все дело спрятать. Вот как выглядит у нас сзади землянка. Торчит труба, здесь тоже все промазано глиной плотно. На этом месте будет стеклянное окно, скорее всего. Скорее всего, стеклянное, то есть. Вот сюда бы тоже земли подсыпать еще, прям под окно. Но с лицевой стороны он выглядит вообще абсолютно как сказочный домик. Сказочный домик Лешего. Нужно будет впереди доделать еще крышу здесь до полной длины. Вот как выглядит дверь наша. Я хочу сюда ручку такую в виде кольца кованого. Уличный фонарь. Получилось очень клево. Мне очень нравится. Ну все, нам пора отплывать. Это был канал Походный Оптимист. Это был Дима и Паша. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь нашим видео. Пока. Пока. Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Меня зовут Дима. Хотя в этот раз можно назвать канал не Походный Оптимист, а Походный Авантюрист. Время близко к полуночи, а я нахожусь посредине реки. Как я здесь оказался? Да все просто. Я просто мчу к своей землянке у реки. Можно было выплыть завтра с утра, но тогда бы я меньше времени провел в этой землянке. Тогда бы у меня получилось отправиться всего лишь на одну ночь. Ну а я хотел как можно больше провести там времени. На первый взгляд кажется безумная идея. Конец ноября, срывается снег, холодная вода, темнота вокруг. Я один в лодке, вдалеке от цивилизации, хотя не сильно далеко, плыву к своей землянке. Но я взвесил все риски и решил, что это путешествие для меня безопасно. А почему? Какие основные опасности могут меня здесь подстерегать? Во-первых, я могу заблудиться в темноте и не найти места, а чего хуже, и даже не вернуться обратно, потому что я заблудился. Ну, во-первых, здесь работает навигатор. Во-вторых, я очень неплохо ориентируюсь в этих местах, и даже в темноте по рельефу я спокойно определяю, в каком месте я нахожусь. К тому же у меня уже был опыт дважды оказываться в этих местах в темноте на лодке. Первый раз, когда я шел по маршруту Жигулевской кругосветки, а второй раз, когда я запозднился и отправлялся с землянки уже на лодке обратно к деревне, когда солнце уже село. С этим вопрос решен. Дальше, по поводу холода. В моем костюме мне достаточно нормально. У меня пододет флисовый свитер, одет спасательный жилет и достаточно тепло. Снег, кстати, сейчас практически не идет уже. Может быть, кстати, берег завалило чуть-чуть. Ну, хотя бы покрыло белой пеленой, было бы круто. Какие могут быть опасности? Если вдруг что-то случится с лодкой, у меня жилет, у меня вещи лежат в гермомешке. Это громадный гермомешок на 80 литров, в котором лежат мои вещи. Он обладает положительной плавучестью. То есть, если что-то случается с лодкой, конечно бы мне очень этого не хотелось, я оказываюсь за бортом, я в спасательном жилете, и у меня гермомешок, в котором лежат сменные вещи, в котором лежит спальник и еда. И доплыв до берега, я спокойно могу провести там вечер, переодеться и переночевать, даже покушать. Что касается холодной воды, которая меня окружает, я уже почти 8 лет занимаюсь моржеванием, поэтому попадание в холодную воду для меня не будет шоком. То есть шок, конечно, будет, но я знаю, каких ощущений ожидать. Поэтому я думаю, что я справлюсь с этим делом.
Что касается расстояния до берега, в самом широком месте здесь где-то 1,5 километра у этой реки. То есть даже если я буду окажусь на середине, то 700 метров доплыть до берега, ну, в самом плохом развитии ситуации. Я думаю, что я справлюсь с этим делом. Я переплывал эту реку с вещами, правда, летом. Где-то около часа у меня ушло. Я полностью от берега до берега переплывал. А с середины, конечно, это будет быстрее, тем более в холодной воде. Может быть, конечно, я чересчур самоуверен. Да и вообще, на самом деле, нет предпосылок к тому, чтобы что-то случилось чрезвычайное. Поэтому я думаю, что сейчас я продолжу свое путешествие, доплыву до землянки. К тому же, приплыву я на все готовенькое. Если вы помните, с Пашей мы закончили все основные дела. То, что теперь можно спокойно туда прийти, затопить печку, переночевать и покушать. Но плыву я для того, чтобы продолжать ее украшать. То есть разобраться с печкой до конца, сделать окошко, подумать, что сделать с полами, может быть, сразу начать их делать. Да и вообще там много мелочей. Сделать схрон. В общем, поплыли. Что-то случилось с мотором. Ужаснейший звук. Это очень печально на самом деле. Потому что мне еще плыть километра 2,5, наверное. Это не постанова. Я реально сейчас остановился для того, чтобы записать кусочек видео этого на середине пути. Завел его, чтобы начать плыть дальше, и вот такая вот ерунда. Я, к сожалению, в лодочных моторах ничего не понимаю, но я слышу то, что он работает неправильно, и во-вторых, нету тяги абсолютно. То есть он весь там бурлит, хрипит, трясется, а лодка не едет никуда. На газ не реагирует. Вот она, моя чрезмерная самоуверенность. Да, вроде бы такой все предусмотрел, все у меня будет нормально. Оптимистично подхожу к делу. А про мотор-то я не подумал. Именно он сломался. Ну не знаю, может он замерз просто. Надо вот крышку снять. Сейчас до землянки доплывем. Глянем, что. Жалко только то, что заводить-то его можно только в воде. У него же водяное охлаждение. Снежок идет маленький. Здесь на воде там он сразу тает. А там, я думаю, в лесу может уложиться. Может за ночь покроет снегом землянку-то мою. Немного с опаской я подхожу к берегу. Хотя сейчас покричу. На веслах это просто незаметно для всех было бы. Мало ли кто там был из животных. Но сейчас фонарем для съемки я себя спалил, конечно, конкретно. Для всего берега. Ого, здесь рыбы. Пойдемте для начала посмотрим, все ли там в порядке, есть ли вообще куда мне сгружать вещи. Такая невероятная тишина. Ни витринки. Избушка стоит. Мне кажется, это сказочное, обалденное место. Только посмотрите.
Ну, отлично. Так. Вот эта штука, она была вот здесь. И она была цельная. Перегрызли ее. Мыши, походу. Да я смотрю, здесь мыши хорошо похозяйничали. Разгрызана упаковка со спичками. И погрызана пенка моя. Мыши ели пенку. Ого. А вот веревку я не помню, чтобы мы так вешали петлей. Хотя, может, Паша вешал, я не помню. Но было бы символично, да, представляете, прихожу в свою землянку в лесу далеко от цивилизации, а там посередине висит петля. Ну, это, конечно, не совсем петля. Да, наверное, Паша так оставлял. Ну все, отлично. 3 градуса сейчас внутри. Это теплее, чем на улице. На улице явный минус. Сейчас буду затапливать печь. Все вещи затащу и буду затапливать печь. Давайте я вам немного расскажу о том, что я сюда привез. Скорее всего, это был последний рейс на лодке. По крайней мере, сейчас я так думаю. В следующие разы, наверное, все эти будут уже пешком сюда. Может быть, даже по льду. Посмотрим, как лед будет застывать. Итак, принес я сюда вот такую вот клеенку на стол. Стол здесь очень старый, есть в дырах. Ну вот, немножко обновить столик. Пока что. Там кто-то ходит. Прямо рядом с землянкой. Пойдемте посмотрим. Вроде никого нет. Звук был такой, как будто какое-то животное прямо возле землянки. Листья шуршали, потому что прямо сильно. Ветра-то нет совсем. Если был бы ветер, еще ладно. То есть либо это такие громкие мыши здесь оборзевшие, либо это кот пришел опять. Надеюсь, кот. Надо будет его попросить, чтобы он разобрался с мышами. Я, кстати, ему взял вкусняшку. Если он вдруг вернется. Что касается кота, которого вы видели здесь в прошлом выпуске. В общем, это не постанова. Я напомню, что я не снимаю постанову. Все мои видео, они реальные. Откуда появился кот? Мы просто открыли дверь для того, чтобы проветрить. На пороге появился кот. Мы его покормили. Он чуть-чуть здесь походил. С Пашей поиграл. Паша его погладил. Я лег спать, кот ушел. Все. Откуда он пришел? Куда он ушел? Мы ничего не знаем этого. Неизвестно, пришел он с деревни или он где-то здесь в лесу живет. Я думаю, что все-таки из деревни. До ближайшей деревни 6 километров. Или 5. Смотря какой дорогой идти. Вот после того, кстати, как я выходил, вот теперь нет этого шороха. То есть, видимо, кого-то все-таки мы с вами спугнули там.
Ну вот. Я никого не боюсь, а туда просто так как-то безопасней. Спокойней. С печкой, кстати, я хочу провести эксперимент, но уже завтра. Сегодня ничего не буду трогать, я уже подустал. Хочется уже затопить печку. Итак, пока печка холодная, давайте сверим температуру ради эксперимента. Я повесил два датчика. Один вывел на улицу через окно, второй находится вот здесь, то есть в районе моей головы, там, где я сижу. Сейчас на улице показывает минус 0,4, то есть до минус 1 не дотягивает, но меньше нуля. А внутри 3,9 плюса. Сейчас затопится печка и понаблюдаем, какая разница в температуре будет у меня здесь внутри. В этот раз я даже тапочки сюда взял. Температура сильно подскочила. 19,3 и минус 0,3 разница. Какая у меня? Почти в 20 градусов. Итак, еще я сюда принес вот такой вот кусок трубы вместе с зонтиком. Как раз то, что мне не хватало. Этот кусок трубы я нашел у себя на даче. И он ровно 110. Точно такая же труба, как у меня здесь. Отличное совпадение. И я купил еще вот такой вот отвод на 90 градусов. Зачем? Затем, что нужно отодвинуть печку от Паши. Мы еще в прошлый раз заметили то, что ему было очень жарко. Собственно, тут без эксперимента было понятно, что печка так близко к нему стоит, но по-другому мы ее просто бы не вывели без дополнительного отвода. Я привез сюда оргстекло. Нужно будет его распилить на нужные части. Померить все. Я специально не стал пилить дома, потому что я забыл померить, какой нужен размер. Да, такой косяк был. Поэтому я целиком его припер. Так на глаз прикинул, то, что как раз его хватит на 2 части. Я хочу сделать, чтобы у нас типа прям стеклопакета было. С одной стороны у нас будет стекло, оргстекло, и с другой стороны. И будет лучше сохраняться тепло. О, а это сейчас что за звук? Снег повалил, что ли? Прикольно, я этого ждал. Где фонарик? Пойдемте посмотрим. Круто. Первый снег встречаю в землянке. И землянка встречает первый снег. Надеюсь, завтра будет хороший день. Спокойной ночи. Да, в печку, кстати, я подкинул 2 больших кругляша. Посмотрим, какая температура будет, когда я проснусь, от холода или не от холода.
Я обязательно включу камеру, чтобы вам показать, какая температура. Потому что одно дело нагреть это помещение, другое дело температуру здесь сохранить. Это совсем разные вещи. Сохранить намного сложнее. Доброе утро. Время 9 утра. О, нормально я поспал. Спалось отлично. Долго не мог уснуть только из-за мышей. Очень громко они швырялись. Потом отрубился, уже не просыпался. Печка, скорее всего, погасшая. В спальнике тепло лежать, но вот лицо немного прохладу ощущает. Я не знаю, мне такое ощущение, как будто градусов 7. Давайте посмотрим на градусники. Так, на улице плюс 3 практически, а внутри 10 градусов. О, ничего себе. Вот это да. За ночь все завалило снегом. Ну, не сказать бы, что завалило, но покрыло. Так, ладно, сейчас чай, завтрак и за работу. Световой день короткий. Начну я с ручки. Было много хороших комментариев, в которых мне советовали вместо ручки использовать кусок корня какого-нибудь, коряги, что-нибудь такое вот антуражное. Я видел такие ручки в банях делают. Это прикольный, хороший совет. Но мне почему-то хочется вот такое вот кольцо металлическое, чтобы прямо к этим стрелам, петлям подходило. Антуражно. Черные стрелы. И вот такая вот ручка. Ну вот. Ровно 50 сантиметров. Значит, по 25 пилим. Резать буду вот такой вот маленькой ножовочкой. Пластиковая ручка, в которую просто вставляется полотно. Я ее здесь и оставлю потом. Мало ли что, где, когда по металлу придется подрезать, чтобы целиком ножовку сюда не тащить. Думаю, что здесь тоже нужно сделать какой-то схрон с инструментами обязательными, которые должны всегда здесь быть тоже. Ну вот, достаточно ровненько отпилил. Давайте примерим. Так. Здесь нужно снять будет одну балку. А, нет, она отгибается. Отлично. Вот теперь надо его... Теперь его надо аккуратно просунуть.
Так, вот у меня уличный датчик идет. Протру сразу внутреннюю часть, а то потом до нее не доберешься. Ну вот. Уже намного лучше, чем просто клеенка. Мало того, что она плотнее, выглядит основательнее, прочнее, так еще теперь она и получается двойное, то есть камерное стекло. Ну все, отлично. Надеюсь, мне никто в него не постучится ночью. Будет жутковато. Так, давайте теперь заниматься печкой. Я хочу заменить эту верхнюю часть. Сюда как раз пойдет 135 уголок. Он выровняет направление. А сверху выведем трубу с козырьком, чтобы подальше от крыши все это дело было. Ну и печку нужно переставить подальше от Паши, ближе к центру. Пойдемте. Картина планируется следующая. То есть печку я сдвигаю прямо на центр сюда. Она будет на равном расстоянии от меня и от Пашиного лежака. Но трубу нужно выводить так, как она сейчас идет. И для того, чтобы не нарушать дырку, не переделывать в стене, опять все не укреплять, я хочу как раз отводами сделать такой вот изгиб в трубе. Давайте сейчас попробуем это сделать. Вот этот вот 135 угол пойдет на улицу, а сюда пойдет 2 90 градусных. Вот они. Мне кажется, они разные. Ну ладно, не суть важно. Или важно? Не, все нормально, подошли друг к другу. В разных местах покупал. Оп, отлично. Таким образом я смогу сделать отвод в сторону. А вот этой частью я спокойно выровняю любой градус, который мне нужен. 135 он будет там. Или какой угодно. Лучше 135 он сделает, чтобы тогда вот этой штукой на улице я трубу выровнял вертикально вверх. Ах да, чуть не забыл. Нужно обязательно заизолировать стену.
На мой взгляд, отлично просто получилось, все по плану. Вот здесь, наверное, тоже придется заизолировать. На всякий случай. Труба-то раскаляется сильно. Вся проблема в том, что эта часть очень тяжелая. И для нее как бы дополнительную опору бы сделать хорошо. Вот странная штука, которую мы нашли с Пашей давным-давно. На берегу, и там может какое-то рыболовное приспособление было. Палка, на нее металлическая штука одета. И землю вбить. Вот так получилось. Проволоку я не нашел. Нет у нас здесь проволоки. Так будет надежнее. Я думаю, то, что уж несколько часов, по крайней мере, она не прогорит точно. Дым за дверцей не идет. Пойдемте посмотрим, как дымит наша труба на улице. Все в порядке. Все равно тяга есть. И посмотрим за температурой, кстати, что изменится у нас. 10,6 сейчас внутри. Вот он где датчик. Ну и где уличный вы видели на крыше, сейчас там 3,3 градуса плюс. Я думаю, что если печку не топить и потихоньку из этого блиндажа наблюдать, то можно даже увидеть какое-нибудь будет животное. Ну вот, два таких столика. Одну ножку я прямо к кровати прикручу. Чтобы она прочно стояла. Ну вот сюда тоже временную вкручу пока подпорочку. Потому что там полы будут, потом придется ее либо укоротить. Посмотрим вообще. В любом случае она нужна здесь. Ну вот стол. Переделанная труба отлично работает. Новенькое окошко. Термометры. Так, ну что, порядок я навел. Как всегда, стало уютненько. Еще круче, чем было, потому что теперь у меня прикольный столик есть. Тот столик пока тоже там стоит. Гостевая лавка. То есть Пашина, не знаю, мне кажется, Паша за зиму
пару раз сюда приедет. Ладно, Пашина лавка сейчас у меня выступает в роли кухни. Там расставлены все продукты. Здесь у меня стоит, здесь лежит только хлеб, чашка, вот, свечка горит. Печка работает классно. То есть нет такой сильной тяги, как было, за счет того, что я закрыл зольник почти весь. Но при этом жар от нее приличный. То есть она вполне постепенно, спокойно греет. 23,2 градуса в землянке и 3 градуса на улице. Это отличный результат. То есть я спокойно сижу вот в легком термобелье, мне просто отлично комфортно, как и дома. Вот здесь великолепное времяпровождение, особенно после того, как закончился весь этот тяжкий труд с копанием ямы, с тасканием бревен, с собиранием этого каркаса. Сегодняшний день просто доставил мне громадное удовольствие от этой вот мелкой работы. Я думаю, что как раз каждый мой визит в эту землянку будет что-то дополнять. Потихонечку, потихонечку она будет все лучше, лучше, лучше. Я думаю, что никогда закончить ее нельзя. То есть она, конечно, готова, но улучшения будут бесконечными. Так, ну что, готово мяско? Да. Очень удобно за этим столиком, кстати. Мясо, мне кажется, нельзя приготовить. Невкусно. Разве что его спалить. Отличный обед. С хлебом надо. Это был канал Походный Оптимист. Делитесь моим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Да, прямо сейчас посмотрите и проверьте, подписаны ли вы или нет. Скоро увидимся. Конечно, я не найду ровных хороших бревен прямо в лесу, но на берегу их предостаточно. Я думаю, что можно начать как раз с того бревна, которое я использовал для того, чтобы сделать пеньки для наших с Пашей лежаков. Хорошее, не гнилое дерево, без коры, без сучков. Сейчас я буду его размечать и попробую начать делать доски. Хочу попробовать именно сегодня это сделать. Если у меня получится, начнет получаться, то я потрачу на это, наверное, сегодняшний весь вечер. Буду этим заниматься, пока у меня руки не отвалятся. Чтобы завтра спокойно с утра сделать полы. Если у меня не получится, то тогда подумаем, чем можно позаниматься. Займусь заготовкой дров. Посмотрим, как будут события развиваться. Я хочу распилить это бревно на 5 частей. То есть вот так ориентировочно. Для разметки возьму гвоздики. Я не буду отпиливать бревно сначала от комеля, потому что этот комель как раз мне позволит зафиксировать бревно, для того, чтобы оно не вращалось. И спокойно работать над досками, а потом потихонечку по одной доске отпиливать. Ну или посмотрим, как будет дела идти. Хоть одну бы сделать. Сегодня, кстати, обещали бурю снежную. Мороза не будет сильного, где-то может -3. Но снега обещали много. Вчера, правда, обещали, но только с утра чуть-чуть присыпало и потом к обеду растаяло. Сейчас вот я смотрю на горизонте, там что-то идет. Было бы клево. Ну вот.
Да, корявая 22 сантиметра. Вот здесь вот 25. Дальше пойдет. Штук 10 мне надо. Если из этого бревна вот я 3-4 сейчас сделаю доски, то значит мне нужно 2-3 бревна. Ладно, не будем тратить время, хотя уже стемнело и торопиться некуда, но буду пилить. Бензина что-то много уходит. На одну доску бак. В баке 0,5. Мне так бензина не хватит. Хотя мне же не нужно на моторе обратно идти. Он же не работает. Обратно на веслах. Ладно, буду пилить, пока бензина хватит. Уже у меня есть 2 отличных доски. Ну вот еще одна. Как здесь уютно все-таки. А полы будут вообще круто. Пойду продолжать. Время 8:30. Я решил до 10 работать. Сколько успею, столько успею. Что поделаешь. Ну вообще я думаю, что за 1,5 часа мне напилить-то нужно не так уж и много. Столько же практически. Может, справлюсь. Было бы круто просто, если бы я сегодня подготовил все бревна, чтобы завтра я прямо с утра вытащил отсюда абсолютно все. Все лавочки, столы, печку, все вынес. И начал бы делать полы. Чтобы до завтрашнего отъезда, а мне уезжать нужно завтра в обед. Ну, после обеда, может быть. Чтобы все это было сделано. Ну, мечтать не вредно, посмотрим. Пойду работать. Выключить свет. Все, друзья, я напилился. Бензопиле каюк. Не, у меня не просто слетела цепь. Цепь уже растянулась настолько, то что шины не хватает для ее натяга. То есть я ее натягивал. Пилил, натягивал. И вот уже все. Шины уже не хватает для того, чтобы создать ей натяжение. Ну, я же говорил, бюджетная пила. Так в саду попилить. Так, сколько я напилил? Я напилил 7 досок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 досок разной ширины. И 8-ю начал пилить. Как раз все. У меня начались проблемы с цепью уже серьезные. Я делать остановил. Ну ничего, нормально, прогресс идет. Вот еще бы штучки 3, короче, я бы уложился. Так придется перенести мне полы на следующий раз.
Я вот только не знаю, как я в следующий раз сюда буду добираться. Мотор у меня накрылся, я не знаю, можно будет его отремонтировать или нет на веслах. Какая погода будет, может быть уже пехом идти придется в следующий раз. Может быть пилу вообще здесь оставить, прийти пешком с цепью новой и все дело закончить. Ладно, утро вечера мудренее, пойдемте в землянку. Надо подготовиться еще к ночлегу, подготовить дров, приготовить ужин. Погодка нормальная, снег так и не начался сильный, так чуть-чуть что-то было. Но у меня достаточно продуктивный сегодня день все равно, если взять первую половину. И я очень рад на самом деле то, что у меня появился новый опыт в изготовлении досок. Напомню, это первый раз в жизни я пробовал делать. Я считаю, что на тройку твердую у меня все это дело получается. Небольшие проблемы у меня возникают с одинаковой толщиной. То есть я бревно-то размечу, все нормально, но по факту там плюс-минус сантиметр. Нормально это, ненормально, я не знаю. Для ручных досок. Мой сказочный домик. Что, на дрова колоть? Фонарь. Фух. Итак, я думаю, что нужно подкинуть сначала дрова более мелкие, для того, чтобы получить угли. Потому что готовить я сегодня буду прямо внутри печки. Внутри этой печки я еще ни разу не готовил. Да, и это не будет мясо, запеченное в фольге, как обычно. Готовить я сегодня буду в глиняном горшочке. Такое вот овощное рагу. Да, я бы сказал, даже картошку с мясом. Так будет, наверное, вернее. Ну а пока прогорят все угли там, давайте начнем готовить. Вот в таком глиняном горшочке буду готовить. Давайте для начала добавим туда немножко растительного масла. Чуть-чуть, просто чтобы ничего не пригорело. И порежем сюда мясо. Мясо немножко на кости.
лучок сюда. Крупненько порежу. Ну и остальные овощи. Это картошка и морковка. Обязательно чесночок. Целую головку сюда отправлю. Ну и, конечно же, лавровый лист. После всего этого солим, перчим. Какое великолепное получается блюдо уже. Все, добавляем воду сюда и отправляем в угли. Доверху заливаю. Никак не могу найти ухватку для этого горшка по размеру. Час прошел, я думаю, что там отлично все протушилось. Главное, чтобы картошка была сваренная. Давайте доставать. Как доставать, я не знаю. Да, картошка, смотрите, развалилась. Все протушилось. Какой же аромат, а? На всю землянку. Надо прислушиваться, может опять кот придет. На такой запах-то. Приятного аппетита всем, кто сейчас будет есть вместе со мной. Очень вкусно. Еще и в таком месте, там на улице сейчас 0 градусов. У меня 25. Да, со свечкой, конечно, намного уютнее сидеть, чем с фонарем. Ладно, буду я ложиться спать. Отличный был ужин. Неплохой продуктивный день. Я научился делать доски. Понял, что моя бензопила никуда не годится. Сделал окно. Столик. Столик, кстати, абсолютно не шатается. Отличный получился стол. Наконец-то можно на нем готовить, резать мясо, а рядом стоит кружка, и с нее ничего не протекает. Ну, спокойной ночи. Доброе утро. О, мне здесь так нравится спать. Отличный сон. Снов, правда, снится очень много. И первый сон что-то мне был не очень. Как будто я опять в институте сдаю сессию. Не могу сдать. У меня хвосты. Ой. Не очень хорошее время было. Ой, а в целом зато я высыпаюсь так. Тишина невероятная. Ночью. Ой.
Тепло, кстати. Вчера вот я просыпался, прям холодно было вылазить из спальника. Что у нас с температурой? 18,2 внутри и 3,2 на улице. А там, кстати, за окошком снег, смотрите. Немножко. За ночь опять. У меня вот есть сомнение, что мой уличный градусник немного некорректный. За счет того, что, может быть, от трубы какое-то тепло все равно там появляется, или от крыши. Как-то его нужно заизолировать от крыши, чтобы тепло, которое уходит из этого помещения, не нагревало тот уличный датчик. Потому что вдруг все равно 1-2 градуса уже решает. Так вот я смотрю, на улице плюс, а так будет минус. Хотя, может, это и не серьезно. Печка холодная. Ну что, пойдемте посмотрим, какие у меня доски получились при дневном свете. Интересно смотрится сейчас моя землянка. Как будто бы снега насыпали только вокруг нее, смотрите. Наверное, надо мной была маленькая тучка ночью, которая мела метель. Да нет, на самом деле снег везде, просто среди листьев его плохо видно. А там, где я копал землянку, была голая земля же вокруг. Мы же накидывали с Пашей на крышу. Поэтому на голой земле так хорошо получается видно. Но эффект прикольный. Да, пляж такой пустынный, одинокий. Снегом припорошенный уже. Но в этом все равно есть своя какая-то романтика. Это вот безмолвие. Осеннее. Также и досочки мои. Смотрите, как прикольно получилось, как будто бы только доски засыпало снегом. Песок, видимо, был влажный, и снег растаял на нем. Ну вот. Отличная необрезная доска. Таких бы еще сделать столько же. Можно было бы тогда и внутри, может, что-то отделать тоже. Такой доской ровной. Жалко, не успеваю я немножко. Сюда бы еще раз попасть на лодке, чтобы взять бензопилу и доделать это дело. Надо подумать, может быть, успею до декабря еще. Потому что лед должен стать, я думаю, только не раньше середины декабря. Такой уверенный. Уверенный не в смысле то, что по нему можно будет ходить ногами, а в том, что по нему уже нельзя будет ходить на лодке. Ладно, буду доски относить в землянку, хочу, чтобы они там просохли чуть-чуть. При прошлой заброске, когда мы здесь были с Пашей, мы хотели оставить схрон. Помните, пластиковое белое ведро. Но мы его так и не оставили, потому что крышка плотно не закрывалась. Больно она, хлипенько держалась. Чуть-чуть какие-то морозы, перекосы, она открывалась моментально. И оставлять целое ведро всяких вкусняшек для мышей совсем не хотелось. А в этот раз я привез вот такую вот отличную тару с плоской крышкой, в которую можно будет спокойно оставить весь схрон. Итак, что же я хочу оставить в этот раз, что у меня есть? Во-первых, хочу оставить растительное масло, потому что я все равно часто готовлю. Я принес сюда маленькую полулитровую бутылочку, вот сколько у меня ушло на 2 дня готовки. Заверну в пакетик прямо, чтобы оно не протекло. Так, дальше пойдет у меня инструмент. Здесь уплотнитель, который остался от окна, немного клея, изолента, самореза, в общем, всякая мелочевка.
Дальше веревки и шнуры. Вот такие. Мыло в мыльнице. Рулетка. Это вот ужасная дешевая ножовка, которой я пилил оргстекло и запасное полотно. Газета. Корм кошки. Вдруг кошка появится еще раз. И надо будет сюда и мисочку ей принести. Или ему, по-моему, это она была. Хозяйственные свечи. Фольга. Сбор трав горный. Типа чая. Так, Ролтон. Это перец и лавровый лист. И ложка. Соль. Миска. Пару коробков спичек. Чистые перчатки. Скотч. Сухое горючее вместе с таганочком. Такие в сухпайках используют. Вообще, может быть, купить сюда сухпайок, привезти. Припрятать. Тоже. Мало ли что, не мне, так кому-нибудь еще пригодится. Представляете, какая будет красота. Человек в этих местах вполне можно оказаться какому-нибудь туристу зимнему, одинокому. Или рыбаку. Началась метель, он до того берега уже не доберется. Приходит на этот берег, например, чтобы спрятаться от метели. А тут стоит избушка. Заходит, а здесь есть еда, здесь есть дрова, здесь есть печка, здесь есть вода. Инструмент какой-то, может быть, свое снаряжение починить. Вдруг лыжи сломались, там что-то еще где-то, подклеить какое-нибудь крепление, зашить. Здесь можно все это найти. Я думаю, что это вообще отличное место. Здесь нет замка, пожалуйста, заходите, пользуйтесь всеми вещами. Главное, после себя оставлять порядок и дрова. Также я сюда убираю нож. Это мой старый походный нож. Он вполне себе такой острый. И ручку запасную. Потому что я наконец-то здесь сделал журнал посещений. Вот он. Я просто написал: привет, это землянка оптимиста, будьте как дома, при посещении оставляйте отзыв. Я оставил свой первый отзыв как пример, что я здесь был 12, 11, 20, у меня все хорошо, оптимист. Так, ну с досками я закончил. Получилось 12 штук. Хорошая доска. На где-то 3 сантиметра, может, в ширину. Но разные они, вот, к сожалению. Вот эти более-менее все одинаковые. Некоторые получились вот такие. Но вообще я доволен результатом. 12 досок отличных. Это в любом случае будет круче пол у меня, чем из кругляка. Единственная проблема завтра будет это выровнять доски между собой, потому что все равно они разной немножко ширины. Полы там все кривые, земля буграми, под наклоном, тем более, чтобы вода стекала, я делал. Схожу за водой на речку. Все-таки чаек-то по-любому нужно попить перед сном. Чай с шоколадкой поем. Ну а завтра буду вечером уже готовить вкусняшку. Надеюсь, с новыми полами. Завтра еще и минус 15 ночью обещают. Если это будет правдой, значит, я с удовольствием проведу первый тестовый вечер в такой мороз, как раз с новыми полами. На улице сейчас минус 8, и я думал, что как-то у берега должен образовываться лед. Но нет. Видимо, вода еще не остыла, даже на мели. И лед не образуется.
20 градусов здесь у меня. На улице минус 8,2. Почти в 30 градусов разница. При условии, что эта землянка довольно большая. Мне приходилось даже раскрываться со спальника, потому что было прям реально жарко. Сейчас температура, я подбросил дрова, опять 20 градусов. Покушаю гречневой каши и приступаю к очистке места. То есть я должен сюда все вынести. Вынести печку, вынести лежаки, стол, все вещи, дрова. Для того, чтобы все полностью очистить. И чтобы ничего не мешало мне спокойно заниматься делом. Миска кошачья, кстати, пустая. И вот валялась вот здесь. А я оставлял тут. То есть кошатина все-таки приходил и поел. Ну а делать дверку здесь, не знаю, насколько там внутри будет теплее для них. Можно подумать. Что-то такое, чтобы они заходили, выходили, например, сделать в двери дверку на петлях, да, чтобы догадаются они туда залазить или нет, тоже не ясно. Ладно, буду все выносить сейчас из землянки. Паша такой составной лежак. У него лежак трансформируется и в стол, и в лавочку. Все вместе собрать, если то получается полноценный лежак. Заодно печку почистим. Я листья на крышу вываливаю. Вот там они пригодятся и как маскировка, и как теплоизоляция.
Вот здесь ровно 3 метра, самая дальняя доска. Доски у меня кленовые. Клен тоже очень твердое дерево. А то я смотрел видео Ипатыча и Михалыча, как они свою избу делали, распускали бревна. Раз, принесли 5 штук, хлоп, готово. Принесли, хлоп, готово, еще солнце не село. Я, чтобы вот эти 12 напилить, не знаю, сколько у меня времени ушло, и 2 загубленных цепи. Конечно, то, что у меня руки кривые, но все равно сосна наверняка проще пилится. Но сосен здесь нет. Так, какую выбрать доску? Я креплю пока на саморезы, пока они у меня есть, для того, чтобы можно было, если что, разобрать все это дело легко, поправить. Погреб, например, сделать. Да, конечно, подгонять доски друг к другу самая проблема. Погодка-то какая, солнышко. Морозом и не пахнет. А ночью обещают холодно. Ну вот. Да, щели, конечно, есть, но не спали с толщиной. Нормально, все-таки я не дома делаю полы, не на даче, а землянки. В любом случае это намного круче, чем неровная земля с глиной и листьями. Я пока доволен, как у меня получается. Саморезы уже не берут такой толщины доски мои. Приходится пользоваться гвоздями. Я собрал много опилок с того места, где я распускал бревна. Хочу ими просыпать все щели. Не знаю, правильная это идея или нет.
Ну, особо крупные щели можно попробовать льном пробить. Он утопчется туда. Не смог я притирочку доски выровнять. Бензопила опять у меня накрылась. Надо мне учиться пользоваться, короче, бензопилой. Цепь опять затуплена. Еще и, походу, я шину повредил. Может, бензопила такая, не знаю. Я смотрел, опять же говорю, Ипатыча и Михалыча, как они бензопилой делают. Он прям как нож по маслу. Но моя бензопила стоит около 4000. Их не знаю. Хочется, чтобы не дуло прямо из-под полов. Хотя первоначальная идея у меня была, наоборот, сделать их в виде такого поддона, решетки. Чтобы можно было мусор туда спокойно сметать. Ну, не бытовой, естественно, а так. Листья, опилки всякие. Щепки там, землю, что с ног будут трястись. Солнце уже скоро зайдет за гору. Хотя время всего 3 часа дня. А это значит, то, что у меня осталось около, ну, может быть, 2 часов, может быть, чуть меньше светового времени. Суток. Итак, полы закончены. Давайте я вам покажу, что у меня получилось. Я на самом деле думал, что будет хуже. Поэтому я результатом очень доволен. Ну а сейчас буду заносить все обратно. В лежак, печку, гостевой лежак. Может быть, какие-то полочки сделаю. Посмотрим по настроению, по желанию. Вообще пока я подзамерз, если честно. Пока работал, было тепло. Но сейчас, пока занимался опилками, прямо прохладно. На улице сейчас температура минус 4,5. А здесь внутри температура 0. Ну, минус 0,1. Пока печки нету. Ну вот, вроде поустойчивее. Сюда по-любому нужно будет лист металла. Я думаю, что пока фольга справится. Даже разводить печку неохота сейчас. Керосина плесну, который для фонаря. Он медленно горит, как жидкость для розжига.
Так, ну а теперь можно заняться и столом. Вода в чайнике, пока на улице стояла, уже замерзла вся в лед. Труба разогрелась до красна. Перекушу-ка я, наверное, сейчас роллтоном заварным по-быстрому. Займусь дровами. Ну а потом уже спокойно буду готовить ужин. Посмотрю по самочувствию, может быть сегодня еще искупаться схожу. Сегодня обещают аномальный мороз до минус 23. Сейчас вот мне МЧС прислало сообщение. Но не знаю. Пока у меня минус 3 за бортом. Знали, что парафин горит очень сильно? Пыхает как бензин. Смотрите, вот свечка парафиновая. Сейчас я ее к раскаленной печи прислоню. Смотрите, что произойдет. Я не знал раньше, что она так прям горит. Теперь здесь нужно осторожно быть с огнем. Пора заняться дровами. Холодает там. Горшочек в печку. На этом первый этап готов. Второй этап это будет, когда все это дело приготовится, мы будем добавлять дополнительные ингредиенты. Вся землянка наполнилась уже превосходным ароматом еды, которая готовится. Я уже весь в предвкушении вкусной еды. Думаю, там и кот уже где-то ходит по пятам вокруг землянки. Чувствует тоже аромат его ужина. Думаю, то, что можно достать.
посмотреть, что там у нас. Если мясо приготовилось. Да. Отлично пропеклось, смотрите, все. Белый гриб дал отличный темный цвет всему блюду. Тогда теперь сюда добавляем сметанку. Надо, чтобы все это в сметане тушилось. Ну, как я на эту сметанку сегодня поглядывал весь день. Я бы оставил коту сметаны отдельно, но он не подойдет к землянке. Долгое время после того, как я выхожу или захожу, я уже замечал вот в прошлый раз, прошлой ночью. И сметана просто замерзнет. Если кошачий корм он мог сгрызть вчера, то со сметаной я не знаю, что он будет делать просто. Отправляем еще тушиться ненадолго. Ну и после того, как все это дело немножко потомилось вместе со сметанкой, еще раз помешаем эту вкуснятину, чтобы ничего не пригорело. И добавляем сюда сырок. И просто закрываем крышкой. Жара глиняного горшочка хватит для того, чтобы сыр расплавился. Ну, как он расплавится, я думаю, что можно будет кушать. А сейчас подкину дров в печку. Пороза там нету, как обещали. Но я не знаю, пойти купаться мне или нет. Я весь в раздумьях. Вроде бы как бы и да, а вроде как бы и нет. Я думаю, что я сделаю так. Печка у меня пока мною не познана. То есть я не могу никак выявить закономерности, когда она шпарит, как сам сатана, когда она работает в тихом режиме. То вроде забью дров полным-полно. Вот оно сейчас должно дать сухие мелкие дрова хорошие, которые должны вспыхнуть и разогреть всю печку и трубу. Нет, все горит еле-еле. Ну вот, немного погодя. Как это дело выглядит. Может быть, сыра маловато, конечно, на такой горшочище. Здесь 2,5 литра горшок. Но меня устраивает. Коту, я думаю, в основном мясо лучше класть. А мне можно все подряд. Я думаю, быстро остынет на улице, поэтому можно и горячее наложить. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Мне кажется, это невероятно вкусно. По 20-бальной шкале вкусов я думал, что это твердые 18. Я уставший, но удовлетворенный сегодняшним днем. Мало того, что я сделал наконец-то пол, о котором мечтал, я переделал лежаки, стол. То есть все же мне приходилось убирать, разбирать. И когда обратно я все это ставил, все пришлось дорабатывать. Поэтому все теперь у меня более устойчивая лежанка. У Паши лежанка теперь тоже более устойчивая. Тоже ее пришлось всю подремонтировать и модернизировать. Сейчас поем. Печка вот не шпарит. Опять загрузил ее хорошими дровами. Жарко, но труба не краснеет. Ну что, друзья, не хочу я купаться, идти что-то минус 11,5 на улице, 25,8 у меня внутри.
обстановка просто нереально крутая здесь. Вот. Я даже на самом деле не ожидал такого клевого результата. Я представлял, что примерно оно должно как-то так получиться, даже в самом начале, когда я только копал яму. Когда таскал вот эти вот тяжеленные и мокрые в дождь бревна по крутому склону. Но получилось так, как получилось. И, на мой взгляд, это лучший приют из тех, которых мне удавалось сделать. По размеру, по температуре, по функциональности, по месту, в котором это все находится. Потому что хоть место и было очень не предназначено для такой стройки. Вы просто представьте, если бы здесь были сосны, то все вот это было бы в 10 раз ровнее, в 5 раз красивее, в 40 раз быстрее. Но место здесь очень тяжелое для строительства было моего, но оно очень отдаленное. За все время, сколько я здесь находился, не было ни одного прохожего человека, естественно, неоткуда здесь взять. Последние, не знаю, месяцы даже ни одной лодки мимо не проплывало. По крайней мере, пока я здесь был. Только коты ходят. Ну и вот тайные тропы посещали. Но они целенаправленно сюда ехали. Вообще найти мои землянки, лачуги никакого труда не составляют. Хоть я и никому не называю их координатов. Тем, кто ориентируется в тех местах, в которых я бываю, вполне реально, по косвенным признакам, реально определить местоположение моих приютов. Что только моя жизнь только начинается. И я буду стараться радовать вас новыми видео. Ну, а давайте, пока у нас есть готовая землянка, вот это будем проводить с ней интересные эксперименты. Я хочу попробовать провести здесь измерения и тесты с помощью тепловизора. Если вам кажется, что эта идея интересная, то есть тепловизором полностью посмотреть, где утечки, какие места хорошо держат тепло, какие плохо, где какая температура вообще у меня внутри здесь. Если вам этот эксперимент был бы интересен, напишите в комментариях что-нибудь про тепловизор, чтобы я видел. Я это организую. И прям вот можно будет, может быть, в начале декабря, ну или в середине. Я думаю, что можно будет сюда прийти, выбрать как раз холодную погоду. Для интереса натопить печь и будем замерять. Ого! Вот она, миска где. Я ее оставлял вот здесь. Понравилось кисе. Надо будет ему еще оставить. Кот. Пойду еще ему наложу. Ладно. Пока. Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Ну вот, настало время, я направляюсь в свою землянку у реки. Точнее, практически почти пришел. Осталось буквально метров 150 до нее. Судя по тому, что я не наблюдаю никаких следов, с ней будет все в порядке. С собой у меня волокуши. Эти волокуши нагружены в этот раз не кирпичами, но многими другими полезными вещами. Сейчас мы доберемся до землянки, и я все вам подробно расскажу. На этот раз запланировано много всего интересного по доведению землянки до абсолютного уюта. Свежие следы какого-то зверька, не могу определить какого. Земляночка стоит на месте, дрова лежат, все как я оставлял. Надо запереть. Неохота разгружать их там. Есть. Ну что, зайдем? Я думаю, что все в порядке. Здесь нужно очистить лед.
Отлично все. Да, никого не было. В журнале никто не записался. Опять. Так, здесь у меня полным всего для наведения комфорта, так сказать, который, ну, если это можно назвать комфортом, конечно, в землянке. Давайте потихоньку сейчас все это отстегнем дело. Во-первых, друзья, это умывальник. Это умывальник. И раковина. Это будет умывальник и раковина. Я думаю, то, что это очень полезные вещи. Ну, по крайней мере, после того, как я побывал в избе Ипатыча Михайловича, я на себе ощутил, насколько это добавляет плюса к комфорту. Помыть руки, почистить зубы спокойно, набрать чайник воды, помыть что-то, помыть посуду, помыть продукты. Но это просто незаменимая вещь. К тому же летом без умывальника вообще будет не очень приятно. Бегать на реку каждый раз, чтобы умыться, но это несерьезно. Также, наконец-то, я приобрел ледобур. Самый простенький, конечно, мне, ну, в будущем и для рыбалки, но пока он мне нужен, чтобы я смог спокойно добывать воду с реки, чтобы не заниматься больше добыванием воды из снега, ну, чтобы, так сказать, ускорить этот процесс. То есть лунку пробурил, по-быстрому воды набирать, в умывальник теперь нужно, воды для готовки, то есть с буром, я думаю, что я здесь его вообще оставлю, с буром это будет никаких проблем. Так, свет мой, землянку. Вешаем свет. Про свет я уже свой рассказывал в прошлый раз. Это вот такая система лампочек и аккумулятор от велосипеда. Не будем на нем подробно останавливаться сейчас. Так, другое дело. Пила моя прошла доработки, это все та же пила калибр, старенькая, по которой я постоянно ругаюсь. Я поменял ручку. Помните, у меня ручка была сломанная здесь, чтобы, ну, удобно можно было ее держать. И, наконец-то, друзья, я приобрел себе цепь для продольного пила. Это почти, ну, это такая же цепь, как и обычная, только у нее угол заточки другой. То есть, если у обычной, по-моему, там 30 градусов заточка, то у продольной, по-моему, 10 градусов заточка. Как-то так. Не специалист, лучше перепроверьте то, что я вам говорю. Вот, но для чего это я буду делать? Для того, что я хочу опять начать делать доски. Хочу начать делать доски для того, чтобы обшивать землянку изнутри, во-первых. Во-вторых, я хочу из этих досок сделать столик, сделать умывальник. В общем, ну, я найду им применение, как бы это не проблема, были бы доски. И этим, собственно, я сегодня и заниматься буду. Дальше. Помимо всего этого интересного, что мне предстоит, я наконец-то приобрел себе кочергу. Сегодня прям какой-то день подарочков. Да, целый волокуши подарочков для этой землянки я притащил. Кочергой нормально, наконец-то я смогу открывать-закрывать задвижку, не обжигаясь. Я смогу поправлять дрова, ну, что-то доставать. Ну, все понимают, насколько кочерга вообще полезная вещь с печкой. Кочерга. Да, шуруповерт. Ну, помимо цепи, которая с продольным пилом, у меня и обычная цепь, естественно, для того, чтобы заготавливать дрова. Вы могли в прошлом моем видео видеть маленький рубанок, которым я пытался обстрогать, или как это правильно сказать, доски, из которых я делал полочку в землянку в лесу. Но ничего не получилось. Он был очень тупой рубанок этот. Я пытался его наточить, результат не сильно стал лучше, может быть, неправильно что-то делал. К сожалению, я не могу прочитать ваши комментарии к этому видео, потому что это видео еще не опубликовано про землянку. Да, то есть я просил там дать мне совет про рубанок, но, к сожалению, пока прочитать эти комментарии не могу. Рубанок был нужен, и я взял такой вот советский рубанок. Мощный советский, им я попробовал в гараже тесать доски, и он очень неплохо справляется с этой обязанностью. Поэтому вместо того маленького магазинного будет вот такой вот советский надежный рубанок. Его, наверное, здесь оставлять я не буду, потому что он мне будет пригождаться во многих других проектах. Так, масло для пилы. Кочергой чистить печку одно удовольствие.
совочек бы сюда еще. Ну вот другое дело. Сейчас затопим печечку, попьем с дороги чаю и решим, с чего начать. Так-то у меня наброски уже есть в голове плана. Дрова сухие у меня тут есть. Надо поколоть их сейчас. Ветер только усиливается. Если пойдет снег, будет настоящая буря. На растопку сейчас поменьше поколем, потоньше. Вот дрова сухие, прям звук такой музыкальный. Так, у меня есть осветительный керосин здесь еще. Люблю им растапливать печку быстро и без запаха. И лучше, чем жидкость для розжига обычная. Так. У нас еще шибер прикрыт. Давайте откроем его. О, тяга пошла. Смотрите, совсем другое дело. Сейчас прогреется температура, в общем, за бортом -1, а здесь +1. Вот посмотрим. Сейчас печка разогреет, что будет. Так, померяем, какой длины нам бревно нужно на доске. Так, 136 сантиметров. Ну, 135 пусть будет, чуть меньше. Не страшно. Ну, и нормально. До этого я 3-метровый пилил. Долго было, еще и цепь была неподходящая, и опыта не было. А с этим попробуем справиться быстрее. Главное найти подходящее бревно ровное. Это самая большая проблема. Смотрите, друзья, что сюда идет. Вон там уже все белое полностью. Это значит, сюда идет снег. Ветер подстихает, но, видимо, все будет заметено. Нужно поскорее подготовить бревна, пока можно еще что-то увидеть. Но, видимо, сильно сокращается, конечно. Вот я сейчас иду вдоль берега в лесу, потому что вокруг моей землянки вообще ничего нет прямого уже. А то, что может быть и есть, оно под снегом. Я хочу найти какое-нибудь поваленное из-за обрыва дерево, более-менее ровненькое. Пускай оно будет далеко, но я смогу допереть его на волокушах. Мне, в принципе, нужно это всего штуки 2 ствола. О, тяжеленная. Фух. В общем, нашел, напилил и притащил 3 бревнышка. Видно, что, конечно, они не первой свежести, но это не страшно. Вроде бы не гнилые. Площадку расчистил. Сейчас поставлю бревна, на которых
будет лежать бревно-донор, так сказать. Одну чашку сделал уже в одном бревне. Сейчас сделаем в другом бревне тоже чашку, чтобы все это лежало, не крутилось. Но я думаю, что мы закрепим бревно, может быть, еще и скобами. Я просто не помню, есть они у меня или нет. В любом случае, с чашкой будет, наверное, поприятней работать. Так, ну все готово к распиловке. Пойдемте хлопнем чайку с пряниками и поменяем цепь на цепь для продольного пиления, для продольного пила. Дверь у меня открыта, я решил как следует проветрить. Какой-то мне показался сырой запах внутри. Печка шпарит, и так тепло. Сейчас на улице мороза нет. Пусть проветривается, все просыхает. Потихонечку начинаю с пилой дружить. Хотя еще года не прошло, как я в первый раз вообще воспользовался бензопилой. Дружище, если ты сейчас смотришь это видео, напиши мне куда-нибудь в социальную сеть. Дело в том, что меня завалили просто сообщениями в личке, и там, ну, каждый день просто по 40 человек мне писало, и если вы там мне писали вчера, то сегодня я просто уже не найду вас за новыми людьми. Поэтому я сейчас личку закрыл и все общение перенес в группу ВКонтакте «Походный оптимист». Кстати, там есть чат, где мы с постоянными зрителями общаемся, обсуждаем видео. Я отвечаю на кучу вопросов, просто пишу свое мнение по разным темам. Мы не только даже про походы общаемся, вообще на любые темы. Так что, если интересно, этот чат я оставлю ссылку тоже в описании. Пишите, общаемся, будем общаться там прямо онлайн. Подкинем пару кругляшей и вперед пилить. А снежок-то валит. Уже опять подзасыпало. Так, ну, пилить буду ровно пополам, поэтому, думаю, размечать не стоит. Ну, собственно, и так наглядно видно центр. То есть главное наметить первую резьбу.
бы все. Друзья, очень быстро. Минут 10, может, у меня ушло на это дело. Единственное, что могу сказать, неудобно мне стоять. То есть у меня рост высокий. Мне приходится наклоняться для того, чтобы работать пилой. Поясница устает. Если бы поднять их повыше, под бревно еще подложить бревна, да, чтобы я мог не сгибаться. Так можно целый день работать это спокойно. На пилу я не давлю, спокойными движениями туда-сюда вожу. Сейчас я раскрывать бревна не буду, чтобы мне удобнее было пилить поперечины. Пускай оно друг на друге так и лежит, опирается. Нет, мы лучше все-таки закрепим его. Давайте. Вот так вот. Здесь будет пропил идти. Чтобы скоба не задевал ни в коем случае. Ну вот, и все. О, сейчас цепочка уже ослабла. Надо следить. Так. Раз. Два. Три. 4. Отпадные доски. Смотрите. Еще и узорчик какой получился. И гладенький. Тут даже рубанок не пригодится. Смотрите. Сейчас мы кору очистим. Класс. Ну, это горбыль. Да там и не важно, собственно. Так, ну что, уберем пока в сторону. Это самая кривая у меня вышла. Ладно. Фу. Зажег на землянке фонарь. Пусть будет как маяк на всякий случай. Конечно, не сильно он яркий, но мало ли что. Там снег идет, смотрите. У меня тут в лесочке-то более-менее. А там уже все белым-бело. Тот берег уже почти скрылся. А там вообще просто белая стена. Ничего не видать. Ну, нормально. Очень даже неплохо. Итого, друзья, у меня получается 12 досок. Кое-где, конечно, очень получилось кривовато, но нету доски, которой бы с двух сторон было бы плохо. То есть, если здесь, видите, коряво, то другая сторона отличная. Но, опять же, мы пройдемся рубаночками, сейчас думаю еще. И будет супер. Так, получается, что у меня 6 хороших досок и 6 горбылей. Так-то горбыль тоже хорошая доска. Но давайте попробуем очистить кору топориком.
Ну вот так отлично. Опа, и все. Намного проще, чем целое дерево очищать. Опа. Красота. Я не знаю, что это за древесина, но это точно не дуб. Предположительно, это клен. Не могу сказать точно. У ствола, который я нашел, не было, потому что ни веточек, ни, естественно, листиков. Хотя бы по веточкам можно было посмотреть по структуре. А так просто макушка обломанная, и все. Да, мести уже начинает конкретно. Вчера ночью сильные осадки были в Москве. Говорят, завалило все конкретно. Но от Москвы до моей землянки 1000 километров. В принципе, для погоды это не так уж и много. Поэтому и так часто бывает то, что в Москве дождь, на следующий день у нас дождь. В Москве жара, на следующий день у нас жара. Как будто с той стороны вся погода к нам идет. Может быть, и снегопады тоже пришли. Я тут сижу, не знаю новостей о погоде. Ну да ладно, снега мы не боимся. В общем, досочки вполне удовлетворительные получились. Еще ветер поднимается. На самом деле я очень волновался перед сегодняшним днем, потому что в прошлый раз, когда я занимался досками для пола, я так умотался, что думал, что в этот раз будет то же самое, что я даже за сегодняшний вечер не успею это все сделать. И буду делать это даже завтра утром. Поэтому на сегодняшний вечер у меня было запланировано только изготовление досок. Но время всего 7 вечера, доски закончены, поэтому мы не будем откладывать на завтра ремонт, а начнем его прямо сегодня. Мне уже не терпится поскорее повесить умывальничек и с утра спокойно почистить зубы не в проруби, а в умывальничке. Вперед! Сначала давайте место освободим там. Столик сложим, пока уберем куда-нибудь. Меня давно смущал этот угол. Вечно здесь все навалено. Ну, деть некуда. Вещи. Здесь в углу вообще строительные материалы. Пакета. Давно уже хотел здесь сделать какой-нибудь шкафчик, что ли. Так и получится у нас. Сейчас под раковиной как раз будет такая ниша, в которую будет ставиться мусорное ведро. Ну, как все привыкли, да, дома. И туда же, в дальний угол, будут убираться вещи всякие. Ну, ненужные, которые портят всю картину, так сказать. Так, давайте гвозди вытащим, которые были вешалками. Все, 2 гвоздя. Они сейчас пригодятся. План такой, в общем, смотрите. От верхней вот этой вот балки мы и будем работать. То есть раз будет доска, 2 доска, 3 доска. Все. На этой стене все.
Дальше будет идти плоскость, уже горизонтальная, в которой будет встроена мойка. А здесь будет дверца, которую мы будем открывать, убирать вещи в ту сторону ненужные, либо смотреть слив под мойкой, да, либо ведро с мусорное проверять. То есть вот до сюда я планирую, что будет идти вся наша столешница. Получается, слева от раковины будет столик, и справа от раковины будет столик. Как раз можно будет лишние вещи положить, там посуду помыть какая-то. Здесь будет как раз такой вот уголок хозяйственный. Еще надо с дверью разобраться. Я там вроде подкопал чуть-чуть. Надо хорошо лед отдолбить. Итак, что у нас по длине? Отлично, прям супер. Надо побольше его вытащить. Мало снимает. Для такой грубой работы надо посерьезнее что-то. О! Другое дело. Другое дело, друзья. Смотрите, отличная работа. Более-менее ее выровнял, чтобы стыки были. Я рубанком за всю жизнь работал. Не знаю, может в школе только. Поэтому вы уж извиняйте меня за мои ошибки. Ну вот. Мне уж не нужно супер стык в стык. Но сразу мы видим, да, где у нас что выпирает. Можно потом стыки. Хотя не надо, и так нормально все. Мы же делаем антуражную хижину. Давайте следующий грабелечек. Так, этот я толстоват что-то забиваю. Хотя, может, спилить его. Так, чуть-чуть пройдемся. Просто ради любопытства.
неприлично. В общем, нужно учиться пользоваться рубанком, делать себе нормальный верстак, на котором бы все это можно было делать. И мы с вами будем любую красоту наводить. Работа идет полным ходом. Давайте раковину выставим по уровню. Вот так. Так. Так, давайте подключим раковину. А подключаться она будет пока просто на гофру. Сегодня она будет сливаться в ведро, а вообще мы обязательно должны сделать слив на улицу. Вот так. Подключается она через переходник. Через вот такой. Вот видите, здесь просто вот такая пластмасска, поэтому через вот такой переходник. Есть. Ну а шланг потом выведем на улицу. Дырку просверлим. Сейчас, конечно, в темноте я ничего это делать не буду. Что пока мы его соберем. И будет стекать все в ведерко аккуратненько. Но тут пока не будем доски подгонять. Нам все равно выпиливать с вами. Нам все равно выпиливать дверцу потом. Поэтому сейчас прикрываем просто. Или подогнать. Ну давайте чуть-чуть прям. Саморезы шуруповертом не вкручиваются. Только отверткой. Ну, в общем, так, не будем сейчас
закручивать низ, потому что нужно же нам ведро ставить, ведро убирать с водой, убрать вещи туда, подмести. Поэтому думаю, что пока на этом закончим сегодня. К тому же время-то уже 11 доходит. Сколько я работал-то? Даже голова не соображает посчитать. Надо повесить еще рукомойник. Нужно набрать, просверлить лед, набрать воды. Нужно все убрать здесь и приготовить ужин. Поэтому на сегодня думаю, что работу мы останавливаем. Так, ну вот можно здесь доделать еще. Вот так вот. Слушайте, даже не верится, что у меня в землянке такое чудо. Ну вот, какая антуражная кухня получается, умывальник. Все такое вот прям лесное, да, все равно, видите, несмотря на то, что доски, они абсолютно не делают здесь домашний вид. А делают лесной вид. Теперь спокойно здесь можно посуду мыть, можно продукты мыть, зубы чистить. Зеркальце, да, повесим сверху еще вот здесь. Будем убирать пух с головы мой постоянный. То я о внешности не забочусь, когда в землянке тут, ну а на камеру получается по ней лицо грязное там и на волосы что-нибудь прицепится. А так буду поглядывать. Так, давайте краник сюда приделаем. Ах, у меня туда рука не залазит. Залезла. Есть. Вот так. Оп, плотненько. Ну, вода когда будет, он будет под весом. Отлично. Последний штрих. Вот. Другое дело. Так, ну вроде прибрался чуть-чуть. Пойдемте воду добывать и заодно опробуем ледобур. Самый бюджетный. О, остренькие. Снег вроде кончился, но вот смотрите, где я доски делал, все уже запорошило. Так, лопату возьмем, давайте тоже. Лед еще не копал ни разу. Хорош. Вот так вот.
теперь спокойненько уберем всю шугу. Ну что, зальем первую канистру воды. Я, кстати, здесь тоже свет сделал. Где же кухонный гарнитур так-то? Во всех кухонных гарнитурах есть своя подсветка, да? Поставил ведро. Давайте попробуем открыть воду. Работает. Давайте мыло посмотрим. Так. Вот оно. Пригодилась. И мыльница тоже. Хотя тут для него местечко есть без мыльницы. Или нет, лучше с мыльницей. Да, лучше с мыльницей пусть будет. Ну что, помоем первый раз по-человечески руки. Она сейчас еще холодная. А вот металлический бак нагреется от печки. Я думал, что здесь будет температура градусов 15 у воды. Класс. О, вот это кайф. И солим. Опа. Закрываем мясо крышкой и давайте посмотрим нашу фотоловушку. Вот она. Питается она от 8 батареек типа 2А. 8 штуках. Производитель заявляет то, что в течение месяца, там, по-моему, даже или 2 она может работать. Ну, естественно, она работает в фоновом режиме. Тут датчик движения. Как только она обнаружает движение, она по программированию, то есть как я задам, либо фотографирует, либо снимает видео. Либо может и фотографировать, и снимать видео. Например, сейчас у меня стоит настройка 3 фотографии, а потом включается видео. Ну и видео можно тоже включать на разное количество секунд. То есть там на минуту, на 90 секунд. Можно ставить там на 3 секунды. Я экспериментировал дома, ставил на кота. Все отлично работает. Все похождения ночные кота были зафиксированы на флешку. Очень прикольно было посмотреть. Причем очень даже неплохое качество в темноте. То есть у него есть подсветка, есть какая-то инфракрасная, или как она правильно там называется, я не знаю. В общем, в темноте получаются довольно прикольные кадры. Я не буду то есть, ей давать оценку пока, насколько она хорошая. Пока, естественно, мы с вами не сделаем какие-нибудь кадры животных. Как только у нас появится кадр животных, мы сможем что-то уже конкретно о них говорить, хорошие или нет. Но пока вот по настройкам по всем, мне кажется, то, что очень даже она неплохая. Давайте откроем. Вот здесь меню. Мы ее включаем. Ну и здесь в меню выбираем необходимые настройки. То есть сейчас я хочу убрать режим. Вот видите, у меня сейчас фото плюс видео. Я хочу поставить просто видео.
чтобы как только датчик сработает движение, сразу видео начало записываться. Дата стоит у нас верная. То есть время уже 1:30 ночи, вот смотрите. И температуру он еще показывает, кстати. Все это дело он сохраняет потом на изображение. Ну, а цепляется она на вот такой вот шнурок. Я еще к дереву не цеплял. Тут вообще есть подштатив еще у нее. Пойдемте вешать на дерево. Здесь проходит тропа животных постоянно. Вот я вижу следы чьи-то. Даже сейчас видно, что пока меня не было, кто-то ходил. Ну, до метели. Так что вот так мы с вами и повесим. Как-то вот так. Все. Активируем. Сейчас вот там мигает лампочка красная. Это таймер. То есть через там сколько-то секунд она начинает работать, ну, чтобы вы могли повесить и уйти. И на ней же дисплей есть. Можно прям сразу завтра будет и посмотреть, был кто ночью или нет. Ну, вообще, конечно, будет по следам видно. Если следы будут, то смотреть стоит. Если следов не будет, то мы ее бросим здесь на недельку. Так. Ну что, друзья, какой продуктивный денек сегодня. С ума сойти. Принес в землянку кучу полезных вещей. Сделали самодельные доски. Сделали кухню в землянку. Мойку. Все подошло, все работает. Воды натаскал, дров нарубил. Вкусный ужин приготовил. В общем, не день, а песня. Так. Сейчас будем пробовать еще мяско с картошечкой. Вроде простое блюдо, да, а в землянке кажется как будто праздничное. Он не может быть невкусно. Приятного аппетита всем, кто кушает вместе со мной. Вкусненько. Все, спать. Будильник заводить не буду. Что я прямо подустал за сегодня. На завтра дела вообще никаких нет. Только позавтракать осталось картошка с мясом. О, так что, друзья, спокойной ночи. Если будет что-то интересное, я включусь. Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Меня зовут Дима, и сейчас я подхожу к своей землянке у реки. Да, прошло всего несколько дней с того момента, как мы вернулись из Жигулевской кругосветки. Напомню, мы прошли 6 дней, 5 ночей в разных местах, в том числе и в пещерах, землянках. 170 километров, что с нами только не происходило. И сильный мороз, и сильный ветер, и метель. И один раз мы даже потерялись в этой метели. В общем, если не смотрели этот фильм, посмотрите прошлые видео. Для меня это было прям очень интересное, суровое испытание моей воли и моей физической подготовки. Но, несмотря на то, что это было жестоко, мне спустя пару дней опять пришлось запрягаться в волокуша. Но уже не для того, чтобы так экстремально путешествовать, а я отправился проведать землянку. Если вы помните, в прошлом своем ролике я показывал, как я сделал из валежника умывальник, и мы с вами поставили фотоловушку на животных, на звериной тропе. Так вот, прошло 2 недели, стояли сильные морозы. Мне очень интересно, как себя повела фотоловушка. Работает ли она до сих пор, потому что производитель утверждал, что она будет работать 2 месяца. Но с такими морозами, я думаю, что на день, на 3 уже вырубилась. Посмотрим. Ну и интересно, как дела обстоят в землянке, как дела там внутри с моим ремонтом продвигается. Ну, то есть, понимаете, то, что каждый раз, когда я иду в землянку, я могу увидеть там большое пепелище. Или все будет разрушено вандалами. Мало ли какие люди встретят это место. Поэтому немного всегда волнительно.
Но сейчас я подхожу и вижу, что вроде бы как, по крайней мере, снаружи все в порядке. Видно, что даже дрова на месте. Ну и контуры в порядке. Видно, что все тропинки занесены снегом. Но буквально вчера была метель еще, поэтому это совсем не говорит о том, что внутри никого не было. Давайте поднимемся уже на берег, на склон. Зайдем, посмотрим, как дела внутри, и проверим нашу фотоловушку. Мне очень интересно, я очень хочу, чтобы она засняла хотя бы какое-нибудь животное, потому что это мой первый опыт в этом деле. Волнительный момент. Ну что, можно идти проверять фотоловушку. Вот она. Ладно, давайте отстегнем ее. Нет, она полностью севшая. Да вот вам и 2 месяца. Ну, это, наверное, в летний период они имели в виду, но все равно. Давайте сейчас вытащим флешку и вставим ее в телефон. Пока у меня открывается флешка, остановите видео, нажмите на паузу, напишите в комментариях, как вы думаете, снялось у меня там что-то или нет. Проверим вашу интуицию. Так, ну вот. Итак, он у меня записал 8 роликов. Вот первый я смотрю, ничего, я не знаю, почему она включилась, эта камера. Ничего нет. Это 20 февраля 16:07. Ничего не происходит. Так. 22 февраля. Тоже около обеда. Прикольно то, что вот они все примерно в одно время включались. Это подозрительно. Но опять же я не вижу ничего. Так, открываем 7-е видео. О! Лисичка. Прикольно. Попалась лисичка. Так, ну, можно сказать, с почином. С почином фотоловушку. Несмотря на то, что она вся не работает уже. Видимо, сели аккумуляторы. Кстати, мы сейчас попробуем аккумуляторы поменять. Может быть, она сама накрылась. Она нам запечатлела симпатичную лисичку, причем ночью. Я думаю, что лисичка увидела инфракрасный свет и сама насторожилась и решила обойти ее. Да, аккумуляторы просто ледяные. Ну, здорово. Здорово, я доволен. Я думаю, что теперь я взял с собой запасные аккумуляторы, мы оставим фотоловушку в каком-нибудь более интересном месте завтра. Давайте заменим сразу аккумуляторы. Так, вот эти 8 штук отправляются домой на зарядку. Так, а вот здесь давайте тоже выберем помощнее, они все заряжены. Можно, кстати, в следующий раз сделать солонец. Раз тут есть лоси, можно сделать солонец и немножко понаблюдать за лосями. Так, вставляем. Все.
Ловушка включилась. Да, дело было в батарейках. Значит, на таком морозе. Ну, видите, вот там, где леса, там минус 20 вообще он показывает температуру. То есть в каких условиях все-таки он снимал и снимал до самого 23 февраля. Оставил я все это дело 13-го. 10 дней она продержалась на таком морозе. То, что вполне вероятно, то, что летом она может и месяц, и два. Ладно, ладно. Зачет ловушки. Постоянно у меня здесь течет еще окно. Протекает. Я уплотнитель делал, но он не плотно прижимает все равно. Но я хочу вот здесь сейчас проплавить дырку в оргстекле и прямо закрутить. Пила завелась. Сейчас буквально пару минут поработает, прогреется, прочихается. И притащу сюда пару бревнышек валежника. Я там на берегу уже присмотрел, кстати. Так. Я думаю, начнем с толстого. Это потоньше. Так. Так. Все, теперь буду пилить по центру, а потом еще пополам, как в прошлый раз. Поставил цепь для продольного пила. Напомню, что отличается она от обычной тем, что у нее угол заточки другой. То есть у нее 10 градусов угол заточки, а у обычной 30. То есть это позволяет ей кромсать, как сказать, дерево более удобно в продольном состоянии. Ну вот. Пилим дальше. Теперь вот так. Ничего себе, друзья. Представляете, что? У меня не просто слетела цепь, она порвалась. У меня такого не было еще. Да, вот тебе цепь. Штиль цепь, между прочим. Можно теперь из этого сделать, попробовать пилу карманную, которая убирается, 2 веревки привязать по краям, идти пилить. Попробуем. Ладно, у меня и запасная. Она, правда, не для продольного пила, для обычного, но надо работать дальше.
Думал, прозевал, может масло закончилось, оно мне перегрелось, цепь. Нет. Масло еще больше, чем полбака. Я долил еще. Масло свеженькое. Я с собой привез. Странные дела. Ну ладно. Хорошо, хоть запасная цепь есть. Надо хотя бы одно бревно допилить, чтобы у нас было 4 доски, чтобы можно было начать. Если получится больше, то, конечно, будет хорошо. Пойдемте. Так. Вроде закончил. А нет, где-то не пропил. Есть, смотрите. А, есть, все нормально. Пойдет для сельской местности. Фу, что-то прям тяжеловато в этот раз как-то. Аж голова гудит от этой пилы. Это вот самая неприятная работа бензопилой в строительстве землянки. Но без нее, конечно, я вообще не справился. Были бы здесь хотя бы сосны, я бы мог их раскалывать, как в той землянке. А с дубами и с кленами это не прокатит. Так, в общем, надо перерыв делать. Немножко голова отойдет, пила отдохнет. И примемся за второе бревно. Надеюсь, то, что цепочки хватит. Пила накрылась, господа. В общем, цепь застревает почему-то вот здесь. Блокируется. 3 раза я пытался посмотреть, масло есть, все есть. Но нет. Застревает и блокируется. Так-то все отлично крутится. А с цепью прям б-б-б, и вот здесь вот она. Прям видно, что тяжело выходит из этих прорезей. Хотя толщина цепи подходит, потому что я этой цепью что только не пилил уже. Я ее точил уже 2-й раз. Так, ну придется вручную. В общем, второе бревно я распилил пополам и еще раз пополам. Еще один распил должен был быть, но все, пила накрылась. Жаль, конечно. Понятное дело, что такой пилой я не распилю дубовую или, я не могу понять это, кленовую чурку. Но мне нужно напилить доски. В общем, передумал я целиком их крепить к стене. Слишком реально будет много места съедаться лишнего. Да и утеплитель можно будет и так засунуть под них к следующей зиме. Я лучше их ставлю между этими бревнами, которые у меня держат крышу. А сами бревна эти отшлифую, для того, чтобы они тоже были такого вот светлого цвета. Ну, а вся стена будет выглядеть как новая за счет этого. Собственно, теперь мне нужно напилить на размеры. Начал бензопилой. И видите, все, даже маленький пропил не сделал. Но доски не бревна. Так, ну, теперь очищаем кору и несем все это дело в землянку. Так, сколько щепы опять у нас тут.
Опилок точнее. Разбираем все возле стены. С прошлого раза горбыли остались. Так, лопату на улице. Я думаю, то, что я буду сверлить отверстие сначала. Мне вот в прошлом моем видео в комментариях порекомендовали взять сверло тоненькое. Сейчас мы его найдем. И просверливать сначала отверстие сверлом по дереву. Вот у меня четверка. У меня 4,8 диаметр саморезов. И четверка сверло получается. То есть идеально. Жалко то, что коротенькие сверла. Чем оно меньше диаметром, тем оно короче получается очень. Как бы хотелось подлиннее. Здесь-то мы отверстие просверлили. А вот те бревна может не вкрутиться. Помните, с каким трудом я туда забивал гвозди. Попробуем сейчас. По поводу смачивания саморезов там мылом или маслом каким-то там, свечки в парафине мне советовали для того, чтобы лучше как бы вкручивать. Может быть, где-то это и работает, но здесь я все это дело проверял 100 раз, когда сколачивал вообще эту землянку. И все это было несущественно абсолютно. Дальше.
Вот, отлично. Если коротенькие еще грязные сейчас, они подсохнут от снега, и отряхну все это дело, будет посимпатичней, то здесь, хоть она и в снегу, она сразу дала совсем другой вид стенки. Видите, да? Насколько симпатичнее. Ну, на мой сугубо лесной взгляд. Так, давайте дальше. Почему-то постоянно, когда начинаю обратную сторону выкручивать сверло, у меня раскручивается шуруповерт. Сверло остается в доске. Раньше такого не было. Ну и биты. Смотрите, кусок биты отломался. А знаете, что за фирма? Я вам скажу. Это фирма Ероби. Как правильно, не знаю, произносить. Такая вот фигня. Только вот достал новую биту, представляете? У меня осталась одна. Ну вот, готово. Намного светлее стало и симпатичней. Но опять же, видите, сейчас она сырая еще вся, древесина. Мойка давно уже высохла и выглядит намного симпатичнее. Сейчас она, видите, кое-где снег, опилки пристали. Сейчас мы печку раскочегарим. Все это дело подсохнет. И будет супер. Единственное, что эти краешки я потом подровняю. А вот эту вот саму главную балку, от которой мы хотели избавиться, я хочу сейчас попробовать зачистить остатками аккумулятора. Помните, в прошлый раз я металлическую щетку сюда принес на дрель? Вот сейчас мы ее на шуруповерт оденем и попробуем пройтись и содрать верхний слой. Я не могу плашмей чистить только боком. Только плашмей начинаю чистить, сразу скидывает в сторону дрель. А боком нормально. Ну вот, посимпатичней. Сейчас щеточкой все почистим. Так, давайте инструмент сложим. Из валежника только сегодня вот эта вот стена валялась под снегом, представляете? Пару сезонов она бы просто сгнила. А сейчас долгое время еще будет служить на благо обществу, так сказать. На улице тепло, я даже дверь не закрываю пока. Так, какая просится? Вот это. Ну давай. Так.
Хорошие дровишки. Это вам не на даче доски жечь. Класс. Хватит мне и на ночь, и на следующий раз затопить печь. Так. Мыло, кстати, у меня тут мыши не съели. Оно в мыльнице как лежало. Так с ним все в порядке. Так, сейчас будем приступать к готовке. Ой, какая же чудесная вещь умывальник, а? Просто умыться доставляет огромное удовольствие. Так. Кстати, большая удача, то, что я сегодня сюда пришел. А знаете почему? Кто смотрел последний мой ролик, вторую часть нашего похода Жигулевской кругосветки зимней с Илюхой, там последние кадры были, когда я провалился по пояс под лед, и у меня камера упала в воду, представляете? Работает рыбку. Это филе хека. Хека рыба такая. Я за всю жизнь филе хека ел, по-моему, один раз только. И вот мне очень захотелось, я думал, чтобы приготовить мне в землянке. И вот на глаза попалось вот эти отличные медальоны из хека. Ну, и обязательно нам нужен гарнир. Гарнир у нас будет вообще проще пареной репы. Хотя на гарнир у нас и будет пареная репа. Да, пареную репу я тоже никогда не ел. Я столько раз про это слышал, про эту поговорку, про сказки про репку. А не помню, чтобы я ее кушал. Тем более не помню, чтобы я ее готовил. Тем более в землянке. Да, и взял с собой самую обыкновенную репу. Мы ее сейчас с вами запарим. Давайте ее почистим. А тем временем чайник кипит вовсю. Давайте пока его на кирпичи, чтобы не остывал. Да, землянка преображается, конечно. А помните, как в меня никто не верил, когда я ее строил? Были тысячи просто хейтерских комментариев про то, что у меня ничего не получится. То, что зря я все это затеял. То, что все это очень некрасивое, плохое. Но видите, перезимовали. Еще и умудряемся потихонечку украшать ее изнутри. Когда она вся будет отделана такими вот самодельными досками из валежника, будет вообще улет. А мы ее снаружи потом еще и присыпем землей как следует летом. И на крыше постараемся все выложить мхом. Какая репа хорошая. Я не знаю, какая она должна быть, но мне кажется, что это вот то, что надо. А шкурки я не выкидываю. Мы завтра их подложим опять под нашу фотоловушку. Я решил сегодня ее не ставить. Давайте побережем аккумуляторы, чтобы лучше бы она засняла что-нибудь, когда меня здесь не будет. А в следующий раз возьмем с собой несколько пакетов соли и сделаем солонец подальше отсюда. Так, свет. Свет клевый, конечно. Я даже не думал, что он мне настолько нужен в землянке. Оказалось, без него вообще угрюмо. Так, режем не очень маленькими кусочками ее.
такими примерно. Вот так. Ее можно и сырой так-то есть. Но мы будем делать пареную. Вкусная. Почему я раньше никогда не ел редьку и... Ой, репу. Отправляем в наш армейский котелок. Все, он чистенький, я его отмыл. Отправляем репу. Так, и заливаем водой. Солим. И отправляем на слабый огонь. Сюда. И сразу, чтобы не тратить время, потому что париться она будет быстро, минут 40-45. Ставим греться сковородку. Вот, кстати, смотрите, зато плюс этого котелка здесь, что он помещается вместе со сковородкой на печку. Если была круглая кастрюлька, она бы не поместилась. А филе рыбки мы обмакаем в муке. Мука тоже у меня тут была. Удобно, да, когда все есть. Можно будет скоро вообще налегке приходить. Так, хватит. Представляете, несколько месяцев назад здесь была огромная яма. Помните, еще дождь шел. Я долбил эту глину. А сейчас здесь горит свет. Я мою под краном руки и готовлю на печке вкусную рыбку и пареную репу. Так, у меня здесь масло есть. Тоже в схроне. О, оно вообще запечатанное. Ничего себе, что я не пользовался. Так, а репа закипела, и мы ее ставим на кирпичи. Надо, чтобы она не варилась, а парилась. Все, труба горячая, кирпичи не дадут ей остывать. И при этом будет готовиться. 2 партии по 3 штучки сделаю. Какая красота! Так, нужно помыть и порезать еще у нас зелень. Итак, наша репа пропарилась. Давайте ее выложим. Вот она. Запах-то какой от нее. Итак, вот такой вот у меня сегодня ужин. Репа, рыба, хлебушек и зелень. Все это с травами. Здесь чабрец, душица. Пропарилась, смотрите, легко ломается. Но в старину ее готовили по-другому. Вообще, картошка-то появилась совсем недавно в Руси. Петр I завез. До этого ели репу. Рыбка прожарилась вся. Я думаю, руками буду есть. Кого мне стесняться? Рукомойник теперь есть, руки помыть. Рыба-то вкусная. Приятного аппетита всем, кто ест вместе со мной.
Загружаю печку на ночь. Закрываем тягу. Пусть это все дело там тлеет. Вот так вот. И прикрываем шибер. Вот так вот. Чуть-чуть. Жара много не надо, кирпичи и так раскаленные. Пусть потихонечку там все это дело тлеет, и меня ночью греет. Главное, чтобы утром здесь была хорошая плюсовая температура. Ну, чтобы вода вся не померзла. На завтрак даже у меня осталось все. Котелок от мышек закроем. Не, удобный котелок, конечно. Я уже забыл, насколько удобно им пользоваться. Вон и контейнер для еды. И сковородка, и тарелка. Да, многофункциональная вещь, конечно, но я привык уже к другой. О, как классно. В родной земляночке ночевать. Сытно, но в тепле. Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Меня зовут Дима, со мной сегодня Паша. Здорово. И мы топаем в землянку у реки. Пользуясь последним льдом, мы с собой тащим очень много кирпича. Почти 50 штук на двоих мы сейчас разделили по волокушам и прем. Дело в том, что в межсезонье невозможно будет тащить никакие грузы. Лодкой будет пользоваться еще рано, а через лес много не пронесешь. Мы будем тестировать тепловизор. Посмотрим, насколько у нас землянка дает утечки тепла, как у нас прогреваются кирпичи, которыми мы обложили временно металлическую печку, как у нас распределяется тепло в землянке. Я вообще думаю, что очень интересно, можно будет с этим поэкспериментировать. Ну и, конечно, приготовим вкусный ужин. Давай, последний рывок. Последний рывок. Пойдем за рюкзаками сходим. Давай, заходи первый. Не был давно. О. Ну, сравни видок. Вон там и здесь. Ну да, клево, конечно. В прошлый раз я ее прятал. Но землянка, конечно, очень сильно изменилась с тех пор, когда я последний раз здесь был. Тут прям становится лесной люкс какой-то. Скоро будет еще и печечка кирпичная. В лесной землянке она все-таки экспериментальная. Так. Ой. Русалкам понравишься. Солнышко выглянуло, ветер стих. Погода просто чудо. Кирпичи припарковали здесь. Пока у входа. Пока не знаю, куда их разгружать. Ближе к вечеру определимся. Дальше уходи, здесь вообще это мелко. Заодно и толщину посмотрим. Безопасно ли ходить? Я думаю, что да. Оп. Давай чай лопатой.
насос придумать. Шланг засунул. Ручную помпу надо. Или ручную помпу, да, классно. Да и так быстро. Да? Котелок 1,5-литровый. Теперь Паше сделаем стационарную пенку здесь. Но даже если свою будет брать, будет ему удобнее на двух. Он, по-моему, в лачуге тоже на двух спал сюда. Здесь можно подрезать будет. Вот это, кстати, я вообще считаю лишний пенек. Давайте сейчас на штатив поставим и включим запись, чтобы я вам смог показать. Вот, пошла запись. Сейчас стоит режим, то, что в центре стоит цель, и куда я ее навожу, температуру того предмета он мне и показывает. Сейчас видим, что труба 255 градусов, а ниже. Это вот тело печки до 300 подходит. Дверца, видите, как пятном нагревается посередине. Моя рука по сравнению с печкой. Вот температура воды. Посмотрим сейчас. Вот она, как массы воды перемещаются. Интересно. 54 градуса вода. 52, 54. Так. Здесь самое жарево. 330, мне кажется, это максимальная температура, которую он может показать. Вот как температура по печке уже идет. По трубе. Ну, понятно, что вверху самая большая температура. И давайте посмотрим потолок еще над печкой. Потолок над печкой 50 градусов. Так, можно и свою температуру мерить. Так, ну ладно, сейчас мы это все дело посмотрели на примере печки. Это, конечно, все дело интересное, но меня больше волнует все-таки как землянка будет излучать тепло, когда прогреется. То есть, в каких местах будут самые большие теплопотери для того, чтобы над ними поработать, над этими местами. Я, правда, не знаю, насколько это будет, конечно, актуально сейчас к лету. Хотя еще у нас целый месяц будет холодно, а то и 2. До конца апреля можно, собственно, этим делом заниматься. Так, надо воду переливать. 54 градуса, это уже достаточно для того, чтобы нормально мутить. Хотя мне на самом деле и холодную воду нормально. Паша хочет теплую. Подожди, кран надо закрыть. Стой. Он же открытым остается, чтобы вода не замерзала в нем. Вот. Давай сюда холодную там. О, горячая вода теперь у нас есть. Можно 2 бака повесить здесь, а между ними сделать смеситель. Будет и воды в 2 раза больше, и регулировать подачу. Ну, это шутка, конечно. Так, все. Вот так вот. Рука пока не очень набита. Ну вот, стараюсь поровнее. Можно потом попробовать рубаночком пройти или топориком. Еще подровнять. Это вообще прям огонь.
Паша пилит свою первую доску. Я думаю, что у него получится намного лучше, чем у меня. Ну, он по всем вещам намного аккуратнее, неторопливее меня. Это я постоянно спешу, мне надо быстрее, из-за этого куча ошибок вечно. Я пытаюсь все себя остановить, не торопись, но вот. И вот такими вот симпатичными досочками вот так вот хотим все это дело отделать. Отлично. Ты смотри, вообще ровненькая получилась. Да. Здесь чуть-чуть. Вот твой первый спил. Сейчас второй будет вообще идеальный. Так, теперь эти половинки маленькие надо закрепить скобами. То бревно большое было, хорошо лежало. Да, пусть они прям даже так стоят. Друг друга подпирают. Сейчас я молоток принесу. О, красота. Так, ну, этой длины, я думаю, нам их хватит уже. Ну да, это же... А, погоди, это 128-й. Вот это 128-е бревно было. А это у нас 110-ки. Так, давай туда еще одно бревно. Так, нам какое, получается, сейчас нужно? У нас, получается, 4 таких. Оба надо пилить. 4 таких сейчас. Надо оба. Да. Что, у тебя руки уже отваливаются? У меня спина отваливается. Руки нормально. Ну, я в прошлый раз тоже заметил на самом деле, что повыше было бы бревно. Да. А так приходится наклоняться. Да. Ну, коротенький все равно быстро мы с тобой. Ну, дык, что вообще. Вау. Вот это вообще досочки, хоть этот кухонный гарнитур делай дома. Отлично. Красота, смотри, какая вот этот рисунок. Да. Доски готовы. В общем, в нужном количестве, нужного размера. Смотрите, какие отличные досочки получились. Супер. Мы с тобой забыли про фотоловушку. Хотели сразу проверить. Точно. Интересно, работает ли она. То есть морозов-то уже таких не стояло. И если она до сих пор работает, то летом она будет вообще по 2 месяца стоять спокойно. Я бы тогда еще штуки 3-4 купил бы таких. И в интересных местах разложил. О, включилась. Так, давайте снимем ее. Экран включился. Он еще и показывает, смотрите, полный заряд. А, нет. Одна из 3, одна мигает. Почти столько, сколько и было. Уж не знаю, сняла она что-нибудь или нет, но сняла нас точно.
Потому что все это время мы ходили, можно сказать, мимо нее. Я не знаю, на таком расстоянии датчик будет работать. Мы ходили на расстоянии метров 10, наверное, от нее. Вот заодно и проверим. Чего тут? Ну, а попали сюда животные или нет, мне почему-то кажется, что нет. Пойдемте. Так, первое видео. Никого не засняло. Опять похоже на время почему-то сбитое. Я вроде настраивал. Ну нет, никого нет. Давайте 9, давай 10. В порядку. В прошлый раз как раз было их 8 роликов. Так, пошли 10 смотреть. Ух ты! Это что? Это собака или волк? Иди, Паш, посмотри. Это волк или собака, да? Собака. Это собака, по-любому. Ну смотри-ка, шарит, да? Класс вообще. И это качество хорошее такое, смотри. Прикольная собачила. Веселая такая. Могла и не одна быть, кстати, а с человеком. Да, мне тоже так кажется. Такое ощущение, что она на кого-то смотрит куда-то. Она еще и звук же пишет, камера, давай послушаем. А, я ж еду оставлял здесь. Точно. Там, по-моему, что я делал тогда, репу. С мясом, что ли? Уж не помню даже, что готовил. С рыбой у тебя репа была. А, с рыбой. Я, по-моему, кусочек рыбки тоже выложил на утро. Ну все. Так, в 10 у нас собака. 11, давай. О, опять эта же собака. Нет. Другая собака. Другая собака. Так. Давай в туалет сходи еще на нашу землянку. Нет, не пошла, смотри. Прилично себя ведет. У той не было ошейника, да, собаки, по-моему? Нет, не было. А у этой? Ну-ка, давай посмотрим еще раз. Не видно, вроде тоже нет. Капец, там что-то. Нет, ошейника тоже нет. Так, это она пошла наверх. Вот. Вот она по следам ходит. Угу. О, лиса. О, Вот это вот это. Да у нас тут вообще место-то какое. а вот лиса нассала. Пометить, конечно. Это может собаки лису тут и вынюхивали? Ну, скорее всего. Смотри, красавица какая. Хитрое лицо какое. Мода. Она вообще не проваливается, смотри. Да. За ней следов поэтому не остается. Все, надо покупать еще 2-3 фотоловушки. Да. Я вот Периметр. хотел солонез же этот сделать. Не сделал в этот раз. О, ночная лиса. Интересно, то же самое? Не знаю. Сейчас проверим. Под дерево сходит. Вот днем они не видят свет по-любому от нее. Да. Вот такого она и не включает днем его, ей Да, зачем. да. Она включает только когда темно. Вот она и убежала, смотри. Да, она спугивает просто. То есть как мы Если она включилась только тогда, когда мы уже пилить начали. А когда мы за водой ходили, все эти это самое, она ничего этого не сняла. Косячит, зараза. Вот каждый раз, когда я проходил, смотри, как она далеко бьет, да? Ну, да. То есть я возле землянки хожу, она включается. Не, она включается, когда ты вот здесь проходишь, я думаю. Может. Что надо делать идти? Да, давай, время 8.
Время 8, в 9 собирался уже начать готовить, а у нас еще не сделано ничего. Вот как стена выглядит сейчас. Да, видите, она вся неровная здесь. Глина. У меня, кстати, она влажная глина, смотри. Не очень правильно. Эта стена. И вот сейчас будем обшивать все это дело. Нет, ну, как бы нет, если прокатит, вообще не вопрос. На них, на них нагрузки-то нет. Ладно, окей, давай попробуем. 3-4 штуки загнал и все. А мне вот там как раз горбылище толстые девать некуда. Вот. Горбылек. Здоровый. Ну, конечно, на другой стороне. Это шире. Ее туда. О. Сразу же видно, идеально. Так, подложим. Надо тогда сначала. Да, ее прихватим. Не, так не покатит, мне кажется. Почему мы так сразу 2 доски приделаем? Ну, это будет недостаточно толщина будет, мне кажется. Лучше тогда вот так вот сделать. Так. Или так. Отлично, и вниз. Здесь? Угу. Нет? Все нормально. Вот под полочку здесь сделать, полочку и стол, и будет супер прям. Да. Давай одну доску еще потолще. 3. Горбыли. Вот здесь у нас с обоих сторон будут полочки идти. Поэтому мы оставляем небольшой промежуток, в который как раз будет вставляться доска для полки. И у меня, и с Пашиной стороны также. Еще где-то надо. Уголки, на которых будут держаться у нас полки, с маленькой дощечки сделаем. Так, сейчас. Вот. Теперь проверяем. 9, 9, 9. И все. А намеченным фильм. Искажение дает вот эта вот кривизна вся. Так вот. Делаем полочку посимпатичнее. Вот. Отличная полка. Давай теперь тебе полку делать. Вторая полочка. Такая вот. Да, землянка преобразилась. Сейчас надо еще щель вон ту закрыть. И снизу, да? Да. Я бы хотел с этой стороны тоже вот здесь что-то. У нас коротенькие вроде были еще. Полно их вон.
помочь? Давай. Так, ну все, короче. Надо для кочерги сделать крючочек. Чуть назад. Между прочим, опилки же тоже как утеплитель делают. Я туда и просыпал в пол всё. Потому что, может быть, летом можно будет собрать опилки от дос. Выкидывай. Ремонт на сегодня закончен. По-моему, получилось просто великолепно. Только вспомните, как выглядели эти стены. И как они выглядят сейчас. Сверху мы сделали полочки. Сделали Паше пока временный столик. Но все равно его прикрутили, чтобы ночью он его не перевернул. Я немножко очистил свой столик. Ну, мне очень нравится, как выглядит. Прямо вообще. То есть, получается, теперь эта стена сделана с двух сторон. Эта стена сделана. И здесь мойка. Да, я уже готов заниматься ужином. На ужин у нас сегодня будет солянка. Я не помню, чтобы я готовил солянку на самом деле. Не помню, чтобы даже готовил ее дома. Может быть, когда-то это и было, но очень давно. Давайте сегодня приготовим, угостим Пашка. Нам понадобится кусочек свежей говядины, копченая колбаса, еще копченая свинина, овощи. Это картошка, лук, морковка, чеснок, свежие помидоры, ну или томатная паста и соленые огурцы, маслины без косточки. Ну и, конечно, в тарелку пойдет уже зелень и лимон. Начнем с того, что поставим готовиться говядинку. Нальем водичку. Я ее уже помыл. И прям целым кусочком отправляем ее вариться. Как только она сварится, мы будем подготавливать ее к дальнейшим действиям. Заодно и бульончик будет наваристый у нас. На уже разогретую печку. Ну а пока сразу все приготовим. Нарежем морковку и лук. Для зажарки. Вот огурцы соленые свои притащил? Нет, я твои взял. Отлично. Ты прям вовремя написал, что ты их берешь. Угу. Может, я уже свои приготовил. Вообще прям... Можно сказать, это
горячий салат. Я все порезал и приготовил к процессу. Теперь ждем, пока у нас будет готово мясо. Надо подкинуть дровишек туда. Мяско закипело. Так, сейчас нам нужно достать говядину. Сейчас мяско немножко подостынет и будем его резать. А тем временем отправляем в зажарку. Это лук и морковка. Порезанное мяско отправляем обратно. Сразу же сюда отправляем почти все остальное. Копченую колбасу и копченую свинину. А сюда в зажарку мы еще добавили помидоры. Добавить помидоры была моя идея, да. Зажарка. Зажарочку нашу в общий котел. Ну, впритык, впритык. Еще огурцы и оливочки. О, Давайте, пока все это дело у нас закипает, достанем наш тепловизор и попробуем посмотреть на землянку снаружи. Посмотрим, куда уходит тепло. Вот как нагрелись кирпичи у нас. 150-160 градусов. Боковые кирпичи. Дверца 200 градусов. Кастрюля, в которой мы готовим нашу еду, уже подходит к 100. Паша, температура нормальная. сколько, кстати, показывает? 36. 36, 35, 37. Ну тут я думаю, что плюс-минус. О. В общем, бревна внизу. Это где-то 1 градус. Минус 2. Вот смотрите. Поднимаемся выше. У крыши 12-15. То есть все теплопотери у крыши, но это логично. Но эти места нужно утеплять. А вот посередине это горячий фонарь висит, который только потух недавно. Давайте отойдем подальше. Это сбоку стена. Смотрите, вот где снег, там минус. Ниже плюс 10. Тоже все это теплопотери. Труба, понятное дело, горячая. Так, окно. Окно 13 градусов. Но это тоже терпимо. У нас внутри сейчас 30 градусов. Плюс 30. Красным показывает, смотрите, теплые горячие деревья. Но в данном случае теплое это минус 3. Все остальное еще холоднее. Это очень интересно. Я первый раз в жизни играюсь нормально с тепловизором. Это мы нашли классный сайт. Называется Geox. До завтра. Доброе утро, друзья. Спалось просто великолепно. Мне кажется, с каждым разом все лучше и лучше. Ну, и то понятно, морозов-то таких больше нету. Холод не беспокоит. Все остальное
уже давно подстроена под наш такой походный комфорт. Погода там просто великолепная. Несмотря на небольшой ветерок, небо голубое, светит солнце, выходишь, прямо аж глаза хочется закрыть, потому что отовсюду отражается этот. Идем за дровами. Погнали. Ну, я думаю, что этих дров хватит на пару походов. Да, бог что-нибудь трухлявое зараза. Вот, дрова есть. Все-таки большие волокуши удобнее в этом плане. В них нагрузка распределяется более-менее плоско, и они не переворачиваются. А вот старые мои маленькие волокуши, в одиночку их переть, конечно, тяжело. Приходилось сзади вот придерживать их. Но они все равно не походные. Это так, пару километров пройти. Неплохо подсыхает. Ну да, кстати. Так, воду слили, да? Нет. Не Ну, там ее почти не осталось, давай. Лучше все равно слить. Даже кран может разморозить. Так, вот как. Все это дело мы оставляем. А это? Их лучше забрать, потому что это... Птичка, может? Давай птичкам лучше, да. Здесь мышек не хотелось бы мне. Только вроде пропали. Несколько раз уже сюда прихожу и не вижу мышиных следов, кстати. С чем бы это было связано? Сегодня утром видел сов здесь. Может быть, поэтому мышей здесь нет. И лиса приходит, и совы. В общем, много кто хочет на них посягать. И собаки, и кошки. Собаки же тоже мышей, наверное, едят. Могут. Ну, есть они, может, и не едят, но Играются. погнаться запросто, да. Интересно, придут те же самые коты, которые осенью были, весной? Они ходят по берегу. Ты видел мелкие следы там? Мне кажется, это кошки.
Они сюда почему-то не идут. Хотя, может быть, мы просто не видим их следов. А там прям следы такие мелкие. Для фотоловушки решили поменять ракурс. Для какой фото? Для видеоловушки. Решили поменять ракурс. Теперь с другой стороны будем снимать подход к землянке. И вот все остатки, которые у нас были от овощей, сейчас мы тоже раскидаем вот тут на поляночке. Может быть, зверята покушают, а мы полюбуемся потом тем, как они выглядят. Все, уходим. Я думаю, что я успею сюда вернуться еще до того, как сойдет лед. Надо ближайшую хотя бы недельку или две заглянуть, довести кирпичи все, дров запасти, чтобы можно было без пилы здесь находиться хотя бы в межсезонье. Вот, собственно, так. В общем, лето стучится в двери. Отличная погода, лед сошел. Я решил прямо на плавсредстве отправиться к берегам моей землянки у реки. Но я не на своей лодке, я на байдарке. На байдарке я плыву первый раз в жизни. И мне все необычно, неудобно, но очень интересно. Это байдарка Илюхи. Он мне любезно предоставил ее для тестирования, так сказать. Так что гребу потихонечку, наслаждаюсь пейзажами и видами. Уже буквально через минут 40, наверное, я буду у берегов нашего домика. Так я уже привык к зимнему пейзажу, что берег землянки для меня очень непривычный на вид. Кроме того, сейчас весна, половодье. И здесь пляж затопило. Но землянка должна остаться невредима. Если, конечно, все рассчитано правильно. Да, землянка невредима. До воды еще метров 30. Отлично. Вон она. Но причаливать, я все-таки думаю, надо в другом месте. Там, куда я заплывал на лодке в прошлом году. Водичка-то чистейшая, а? Смотрите, прозрачная какая. Но холодная. Думаю, что не помешает это. Купаться сегодня. В общем, с байдаркой дела обстоят не так уж и плохо. Единственный минус то, что она плоскодонка. И у нее абсолютно нет курсовой устойчивости. То есть она виляет вот так вот вся. Теряется смысл байдарки. Но зато огромный плюс то, что можно плыть лицом вперед. На обычной лодке ПВХ-шной моей грести можно только спиной. Да и байдарка, кстати, трехместная. Какая-то канистра валяется вон уже. Итак, вставил флешку от ловушки в телефон и начинаем смотреть. Что же у нас тут интересного есть? Видеофайлов очень много. Ничего, просто дует ветер. Один и тот же день, походу, ветер дул. Ветка качалась. О! Мой лесной друг. Кошка. Представляете, кот перезимовал. Молодец. Всю зиму его не было. Ну, я очень рад, что кот живой.
Вода сильно поднялась, но это даже на руку. Во-первых, вся площадка моя получается прямо возле воды, в нескольких метрах. А это очень на самом деле приятно, находиться прямо рядышком. И при этом на удобной полянке. Во-вторых, очень удобно загнать лодку, спрятать ее за кустами. И я думаю, что такой уровень воды будет держаться до самого августа, до самого сентября. Так оно, по крайней мере, было и в прошлом году. Все сложнее стало с поиском подходящего материала в округе. Все дальше приходится уходить, но это оказалось не сильно далеко. За счет того, что мне нужны коротенькие стволы, я думаю, что как раз серединка этого бревна будет самое то. Пока у меня будет здесь опять временная мастерская. Но потом я здесь все уберу, и мастерская переедет немножко в сторону. Здесь более хорошая площадка именно для посиделок. План такой. Я не буду делать доски, это ни к чему. Я просто напилю горбыля. Сейчас вот эти два бревна я распущу вдоль бензопилой. Из 3 бревен я сделаю стол, а одну половинку я пущу на лавочку. Я думаю, что лавочка пока будет нужна одна. В лучшем случае ко мне тут в гости приедет Паша или Илья. Очень-очень навряд ли одновременно. Поэтому, думаю, мы уместимся уже вдвоем на одной лавке. Ну, а если ко мне приедет в гости целая орава, то я думаю, что мы вместе активно и поработаем. И сделаем еще несколько лавок, чтобы все разместились. Кстати, можно будет устроить какой-нибудь такой вот юбилей землянки, например. Да, пригласить всех, с кем я взаимодействовал в походах и строительствах. Вот так вот. Так, верстачные бревна больше не нужны. Пока их в сторону. А тут примерим, как что к чему подходит. Вот такой будет столик. Сейчас нужно попробовать как можно лучше их друг к другу подогнать. Убрать выступы. И можно будет собирать. Самое прямое нашел лопату для снега. Сейчас попробую по ней прочертить.
Вообще было бы круто сделать какую-то приспособу, такую, в которой бы, вот как в некоторых роликах в интернете можно увидеть, пила ставится на подставочку и ровно делает пропил. То есть какую-то пилораму собрать свою здесь, кустарную, тогда можно было бы удобно уже заниматься строительством бани. Вот эти места сейчас выломаю, и здесь будут соединительные бревна идти. Клещей, конечно, сейчас полным-полно. Он ползет. Гаденыш. Но это, мне кажется, совсем молодой. Да, руками его не раздавишь, конечно. Давишь, он на месте, живой, плоский. Но мне здесь еще жить. Давайте его отправим. Отправим в печку, избавим клеща от проблем. Увы, но закон жизни. Или он меня, или я его. Но я не получаю от этого удовольствия. Так, ну вот на каком этапе у меня находится стол. Это ни в коем случае не пособие по работе с деревом. Лучше вообще с меня не берите пример. По крайней мере, в этом деле. Дело в том, что почти все, что я делаю на своих видео, я делаю это в первый раз. Да. Единственное, чему можно попробовать у меня научиться, это не бояться делать то, что ты никогда не делал. Никто не рождается, изначально умев что-то делать. Ну, кроме инстинктов, конечно. Гвозди удалось подобрать так, что они не будут торчать с другой стороны. И это мне позволит спокойно пройтись рубаночком, чтобы более-менее сгладить поверхность. Отлично. Гвозди не торчат. Значит, можно спокойно теперь рубанком проходить. По мне так и так отлично.
Я не знаю, откуда у всех любовь вот к тому, чтобы все было идеально ровно, идеально прямо. Мне кажется, совсем нет. Я даже дома не люблю, когда все вот это вот люблю дизайн всякий вот такой вот хитрый. Ну а в лесу тем более. Понятное дело, что сейчас всякие выступы, которые мешают, я уберу. Ну а так я смотрю, мне даже вот подпиливать его не хочется, если честно. Хочется, чтобы он прям вот такой вот был. Ну, ладно, посмотрим. Рубанок не очень-то заточенный, кстати. Не получилось у меня как следует отесать. Не берет рубанок. Вожу, он либо забивается, либо упирается. Это, я так понимаю, это клен. Древесина очень твердая. Так, сейчас нужно определиться с высотой. Вот примерно будет лавочка. Так, ну, вот такой, наверное, будет стол. Вот так. Плюс столешница будет. Да, вот так нормально. Я думаю, что стол я немного вкопаю для надежности, ну и чтобы поровнее стояло. Сейчас надо крепить ножки. Вот они 4. Такие массивные. Брутальный стол выходит. Надо и хуже делать. Вот. Сейчас нужно закрепить его по краям. Итак, вот как у меня получилось соединение.
Здесь все не очень ровненько, но вполне надежно. Что считаю главным. Да и выглядит, по-моему, он очень даже прикольно. Так, теперь займусь лавкой. Ну тут все просто. Сделал пропилы. Теперь буду вырубать лишнее. Вот так. Вот так. Ну, чуть лавка вкопается и будет то, что надо по высоте. Так. Так. Так вот. Отлично. Осталось только закрепить. Да, гвозди длинные. В жесткое дерево не вбивается. Ладно, сейчас здесь отпилю. И так будет держаться. Все. Всего несколько часов назад вот это было упавшим гниющим деревом. Да, пролежало бы несколько лет, сгнило бы. А теперь на долгие годы это будет неплохой крафтовый столик. Да, такой он немножко, конечно, необычный, на кухню такой не поставишь. Но знаете, иногда вот в бар какой-нибудь заходишь, там вот, например, в городе Самара мы были в баре, по-моему, что-то ели мясо мужики, что ли, называется такой. Ну, как баре, кафе. И вот там все в таком стиле. Я еще обратил внимание, думаю, ничего себе, похоже, как у меня в землянке. Прямо вот эти доски идут, они похожи как на самодельные. И вот такие вот прямо зазоры громадные между досок. Ну и все это, правда, покрыто лаком. Смотрится все это круто. Но интерес именно в том, что именно этот стиль использован. И используется, я так понимаю, достаточно во многих местах. Вот этот вот брутальный стиль. Ну, а я не плотник, не мастер. А столик, который будет радовать меня. Представляете, вот сейчас я буду сидеть и любоваться луной. И слышать звук волн. Маленьких-маленьких волн. Они плескаются, но общую атмосферу создают. А днем вообще шикарно. Так вот вышел на завтрак.
Перед тобой река, чайки летают. Кстати, белохвостый орлан что-то сегодня зачастил. Сейчас собираю весь мусор, который был на нашей стройплощадке. Да, все эти кусочки деревяшек, щепочки, палочки. Развожу костер и думаю, что буду приготавливаться уже к ужину. Как раз за новым столом. Сидеть, кстати, очень удобно, прям по высоте то, что надо. Ноги свободно под столом помещаются. Но насчет того, чтобы сидеть здесь вдвоем, это, конечно, я погорячился. Я думаю, что нужно будет обязательно делать вот здесь вот вторую лавочку гостевую. Какая огромная куча обрезков и щепочек разных. Ну, как раз сейчас на растопку все это дело пойдет. Костер. Граблями бы пройтись прям. Было бы лучше заодно разровнять площадку. Но их нет. Можно будет завтра попробовать соорудить. Собрал немного бересты. До нее, правда, идти очень далеко. Я почти 40 минут ходил, чтобы ее набрать. Но зато теперь без труда можно разводить и костер, и печку. Пускай будет. А то все, что я поднял с пола, щепки, они пока еще влажноваты. И так легко загораться не будут, как хотелось бы. А береста будет. Даже влажная. Да, как же хорошо, что теперь можно готовить на улице. При свете луны и фонаря от камеры. Куда уж я без вас. Итак, сегодня я буду готовить, наверное, одно из самых вкуснейших походных блюд, по крайней мере, на мой взгляд. Это блюдо впервые я готовил несколько лет назад в походе на велосипеде. Кстати, есть видео об этом, но тогда у меня почти не было аудитории, зрителей, там подписчиков было, может быть, 700. Поэтому я думаю, что это видео очень много кто не видел. И думаю, что настало время повторить это блюдо, при условии, что еще мне очень хочется самому его покушать. А почему я решил готовить его? Потому что я наткнулся на канал Татьяны Гордеевой. Я думаю, что многие его знают. Посмотрел ее последнее видео про ее домик из камыша. И как раз она готовила там похожее блюдо, только она готовила яичницу с колбасой и как бы сыром, в перцах запекала. А я буду делать фаршированные перцы грибами, индейкой, сыром и чесноком. Блюдо это вкуснейшее, но при этом элементарнейшее. Возьму походный котелок и начну нарезать ингредиенты. Грибочки, не сильно мелко, на 4 части. Сделаем фарш сначала. Далее индейку. Индейку вот лучше помельче резать. Потому что, по сути, готовиться будут грибы и индейка. Все остальное уже и так готово к употреблению.
И сырок с чесноком. А сырок можно покрупнее. Все равно он расплавится и растечется. Хотя примерно у меня все одинаково получается. Одинаковыми кубиками. Теперь я все это дело перемешиваю. В котелок просто удобно было это убрать дело. Вот оно какое все. Чесночок. Ну и нужно посолить. Беру перец и забиваю его нашим фаршем. Перцев надо было больше брать. Сырок. Так, сверху. Вот так. И закрываю обратно крышкой. Где его? Похоже, вот. Вот так. Весь лишний фарш я сейчас тоже запеку. Просто уже без перцев. Получится тоже хорошо. А вот так вот. Теперь беру фольгу, немного масла. Вот такая вот луковка чиполлино получается. Оставшееся все дело тоже отправляется в фольгу. Вот, и угли как раз готовы. Наши перчики. И оставшийся фарш. Думаю, что минут 25 должно хватить. Это вода руки мыть. Минут. Думаю, взять один перчик попробовать.
Очень не хочется их спалить. Не 15 минут прошло, чуть побольше. Пахнет перчиком. Очень вкусно пахнет. Очень любопытно, что же получилось. О, да. Обалдеть. Вы бы знали, какой здесь аромат сейчас, перцем, грибочками. Главное посмотреть, пропеклось ли мясо. Кажется, прямо ложкой можно есть отсюда. Да, мясо пропеклось. Божественное великолепие. Пускай чуть-чуть подостынет, потом буду дегустировать, но я уверен, что будет очень вкусно. Сырок весь расплавился, ничего не подгорело. 20 минут самое-самое то. Помыл ручки и приступаю к дегустации. Приятного аппетита всем, кто будет кушать вместе со мной сейчас. Рекомендую я блюдо попробовать, можно даже в духовке его сделать, кстати. Оно. Следующий перчик. Тоже в порядке. Че, мы будем кота кормить сегодня? Я думаю, что он по-любому на запах придет. Давайте возьмем тот фарш, который силиковый. Наложим его в мисочку на улицу, как я кормил его в прошлый раз осенью. И поставим фотоловушку прям поблизости. Так что если он будет, по-любому попадется. Но думаю, посмотрим, какой это кот. Рыжий или черный-белый. Их два было. О, да, здесь все пропеклось. Давайте кошаку наложим мясо. Фирменную миску походный оптимист. Я думаю, грибочки он не будет, а вот индейку поест. Теперь привыкать к новым звукам. Плещется вода. А плещется она вдоль всего берега, и там, и там. И когда выходишь из землянки, иногда бывают звуки какие-то необычные именно в стороне. Начинаешь прислушиваться, потом понимаешь, ага, это водичка. Ладно, пойду спать. Ловушку на кота. Костер залить нужно обязательно. Если ветер поднимется, сейчас так по макушкам слышно ветер. А если здесь поднимется, то может раздуть. Нельзя этого допускать. Все, я уже перешел на осенний спальник с прошлого похода. Пока ночью температура еще бывает, приближается к нулю, но ниже уже не бывает. И в таком спальнике будет самое то.
Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Меня зовут Дима. Приехал я в землянку у реки. Не было здесь меня месяц. Опять все заросло паутиной. Природа быстро берет свое. Немного шумят листики. Звук речки. Но в целом покой и безмятежность. Сидел бы так и сидел на самом деле. Но нужно приступать к работе. Оставлю пока все дела и буду приступать сразу к рытью котлована. В общем, с местом я определялся недолго. Место будет рядом с землянкой. Лицом к реке. Ну, естественно, для того, чтобы можно было удобно выбегать, в водичку купаться. Чтобы можно было сделать какое-то общее пространство перед землянкой, перед баней. Какой-то такой вот дворик. Но она будет стоять не параллельно землянке, а немножечко такого закруглений. Ну, чтобы создавать как раз этот образ такого дворика перед землянкой. Сильно углублять я, наверное, не смогу. А даже если будет и больше, то попариться можно и по двое. Чем меньше будет баня, тем быстрее она будет топиться, тем лучше она будет держать тепло, и тем быстрее я ее сделаю. Делать я ее буду совсем по другому принципу, не так, как я делал землянку, не так, как я делаю землянку сейчас в диком лесу. Это будет новый метод, как раз экспериментальный, который я смогу опробовать на таком маленьком строении. Если все будет удачно, то я смогу осуществить его в более интересном месте и сделать уже из этого не баню, а какой-то такой гостевой домик, может быть, где-то даже в горах. А еще очень удачно то, что в этом месте нет никакой поросли, то есть нет никаких деревьев. Мне спокойно, удобно будет расчистить эту площадку и начать рыть. Моими друзьями, которые будут мне помощниками в этом деле, будет лопата, кирка и топор. Итак, определяюсь с размерами. Нужно сразу заложить толщину стен в яму, чтобы не ошибиться. Толщина стен с одной стороны примерно 40 сантиметров. Ну, две стены по 20 сантиметров, бревна. Итого, в длину, я думаю, что нужно делать где-то 2,40. 40 сантиметров уйдет на стены, 2 метра уйдет внутри, то есть будет стоять печка, от печки примерно сантиметров 20 и как раз по 60 сантиметров в среднем, ну, с проемом для 2 человек. А в ширину, ну, давайте 40 на стены и где-то, ну, вот печка сантиметров 60 и лавка сантиметров 60. Где-то 1,80 м нужно делать. 1,80 м на 2,40 нужно мне копать яму. Кладу пока маркеры с каждой стороны, после чего буду натягивать уже сами нитки.
Ну вот, разметка готова. Углы получились прямые. Мне кажется, то, что должна ровненькая получиться ямка. Полная жесть, друзья. Не слил воду в прошлый раз с ведра. Смотрите, что в нем. В ведре стали размножаться мухи. Здесь их сотни. Обалдеть. Вовремя я заметил. Пока они еще не умеют летать. Или это наоборот. Они там все застряли. Не хватает женской руки. Но справлюсь. Каждый раз, когда буду сюда приезжать, буду все поддерживать в порядке. Никуда оно не денется. Порядок я сохраню. Это вот мой пенечек для метания ножей. Он совсем высох. Надо как следует смочить древесину для того, чтобы ножи входили хорошо, не гнулись. Ну и приятно было вообще метать. Положу прямо в воду, пускай он вымокнет, впитает влагу, волокна станут мягкие и лезвие будет проходить внутрь. Очень хорошо. На берегу меня ждет лодка. Лодка еще загруженная. Загруженная кирпичами, загруженная чугунной плитой. Да, я наконец-то собрался делать печку в землянке у реки. Ну, осень, и нужно плотно за нее взяться. Видите, и баней занялся, и печку собрался делать. Тут у меня лежит кирпич, такой неликвидный. Это пойдет вниз на фундамент в основном. Ну и здесь плита чугунная и дверца. Лодка, молодец, еле шла со всем этим грузом, всеми этими кирпичами, чугуном, но на глиссер вывела. Тестирую солнечную панельку. Подключен аккумулятор. О, один уже зарядился. Отлично. Как раз на пляже сильное солнце. Ничего пока про него говорить не буду. Ни название, ни ссылку оставлять не буду. Как следует протестирую, а потом уже подробно все расскажу. Самый жесткий тест у нее будет, я возьму ее с собой в 10-дневный поход. Там как раз я и хочу, чтобы она мне пригодилась, потому что тащить пауэрбанков с собой 10 дней это нереально. Дело в том, что поход обычный и поход блогера, так сказать, да, от фильмодела, такого как походный оптимист, например, это дело совсем разное. Помимо всех походных дел, да, помимо всяких преодоления маршрутов, сбирания на горы, на разные, нашагивания километров, важно все это снять, передать вам. Для этого нужно тащить с собой камеру, нужно тащить с собой свет, нужно тащить с собой дрон, нужно тащить с собой штатив.
Все это дело нужно заряжать, дрон, там, штатив, свет. И кушает это совсем немало электричества. Мне, например, на 2 дня съемочных нужен пауэрбанк, например, на 40 тысяч, представляете? Махов. Ну, а солнечная панелька, конечно, я в 10-дневном походе буду сильно ужиматься со всем этим делом. И съемки будут идти не в таком количестве, как я это провожу, например, в землянке на одной локации. Что, скорее всего, все эти 10 дней войдут в один фильм, там, да, часовой, например. Ну, может быть, 2 по 40 минут, посмотрим. Но в любом случае, мне нужно как минимум 3-4 аккумулятора для GoPro-шки заряжать в день. Я думаю, что солнечная панель должна будет с этим справиться. Она будет вешаться прямо на рюкзак и заряжать меня в пути. Буду я, кстати, в Солнечном крае, где чуть позже об этом все подробно расскажу, как, почему и куда я собрался. Пока, кстати, пишите в комментариях свои предположения и догадки, куда же все-таки оптимист в этом октябре пойдет. Напомню, что в прошлом октябре я ездил на Таганай национальный парк. В этом октябре у меня тоже дальняя дорога. Солнце хорошее, на таком солнце должно быстро зарядиться. Ой, а следов-то тут полным-полно. Смотрите, это какой-то барсук, может. Тут же в сторонке следы кабана. Предположительно. Хотя, может быть, какая-нибудь косуля выходила на берег. О, а это уже следы собаки, походу. Приличная, да, почти с ладонь лапа у нее. Вот кабана следы идут и собака вдоль. А может и волчок. Ладно, надо идти копать. Прошелся поискать свой нож. Если помните, в прошлой серии я здесь, когда делал террасу, потерял свой нож. Мне уже пришел новый такой же. Но старый все-таки я не теряю надежды найти. Где-то это произошло в тот момент, пока я таскал бревна через овраг к землянке. Ну, чтобы сделать террасу. И пока сейчас ходил, смотрите, какое перо здоровенное я нашел. Больше моей головы. Обалдеть. Это, скорее всего, какой-нибудь орлан белохвостый. Я даже и не знаю, какие у нас есть еще птицы такие здоровенные здесь. Пойду дальше нож искать. О, совсем другой звук даже когда втыкается. О, и входит глубоко. И проверим, как новый нож втыкается. Отлично. Как родной.
Фух. Время 6. Вы могли заметить сегодня, пока я ножи метал, что у меня на столе лежит огромная тыква. Эта тыква не будет превращаться ни в какие кареты. Она будет превращаться в казан. Ну, такого рода, наверное, что-то. Такой будет овощной казан для приготовления мяса. Сегодня хочу попробовать запечь мясо с овощами прямо внутри тыквы. Это, как всегда, эксперимент. Я это блюдо еще никогда в жизни не готовил. Но, как вы знаете, люблю попробовать свои силы в новых каких-то рецептах. Это блюдо будет готовиться долго, поэтому начинайте лучше сейчас, засветло, чтобы к ужину все было готово. Вот такая вот замечательная тыква. Я думаю, что здесь килограмм 5. Бывают тыквы, конечно, и по 20 килограмм, по 15, но мне для одного много не надо, да и тем более, чем больше тыква, тем больше она будет печься. Я читал, что некоторые тыквы размером там по 15-20 килограмм с загруженным мясом, там вообще под 30-ку весят, представляете, и пекутся они по 4-5 часов. Конечно, у меня столько времени нет для приготовления походного блюда. Итак, надо все подготовить. Итак, ингредиенты простые: овощи, мясо, соль и тыква. Сейчас хочу попробовать сделать в ней крышечку. Есть такие продукты, против которых я ничего абсолютно не имею, но почему-то они обходят мою жизнь. Такие продукты, как тыква, редька, репа, баклажаны. Я как бы с интересом всегда относился к таким овощам, но почему-то традиционные блюда, употребляемые мной, как-то в себя их не включали. Я решил это исправлять, и вот потихонечку стал добавлять в свой рацион. Так. Нужно освободить серединку в тыкве, в которую, собственно, и будем загружать наши овощи и мясо. Тыквенный горшочек готов. Теперь мы внутрь отправим овощи. Мяско пока у нас подождет своего часа. И пойдет внутрь лук. Дальше пойдет перчик. Все нарезаю не мелко. Прям колечками. Лук, перчик. Это баклажан.
Тоже я решил его использовать в блюде. Вот так. Морковь тоже крупно. Все точно так же, как бы я отправлял в обычный чугунный горшок. Только все это идет в тыкву. Помидорки у меня маленькие. Я просто режу их пополам. Так, наступила очередь мяса. Новый нож режет великолепно. Небольшими кусочками. Так, уже можно подсаливать. Ну, я думаю, что можно добавить еще любые специи по вкусу. Но я добавлю просто чеснок. Ну, в таком нормальном количестве. Так. Вот такой вот горшочек. Мало всего, можно было бы побольше всего наложить. Ну да ладно. Закрываю. Тыкву нашу. Вот так. И больше моего участия в этом не нужно. Сейчас только подготовим костер. Я думаю, что тыкву лучше еще обернуть фольгой, чтобы у нее не было прямого контакта с огнем. Так она будет симпатичнее. Пока угли готовятся, пойду еще копать.
Вот так вот. Засекаю 2 часа и пойду копать дальше. Зацеплю, что ли, печку пока у меня там тыква готовится. 2-й час пошел запекание. Видно зелень на крыше, да, уже? Все сильнее и сильнее. Она такая маленькая, эта травка, как будто она прям вот вчера-позавчера начала выходить. Вполне возможно. Хоть и прошло больше месяца с тех пор, как я засадил крышу семенами. Стояла страшная жара и не было дождей вообще. То есть эти зерна просто лежали и ждали своего часа. Буквально неделю назад только начались дожди. Видимо, они набухли и на первом же солнышке лопнули и начали прорастать. Я думаю, что к следующему разу, когда я приеду, вся крыша будет уже покрыта зеленым ковром. Труба вся зашипела. Там могла быть и влага в ней. Дожди шли. О, я чувствую прям, как она пробуждается ото сна. Печка. Сейчас труба вся прочистится. Все продует. Землянка вся просохнет изнутри. Хотя я не сказал бы, что здесь какая-то сырость или влажность. Вот недавно в комментариях у меня спрашивал зритель, как обстоят дела под землей. Говорит, влажность, сырость, говорит, в погребах обычно. Ну, видите, у меня она не совсем же под землей. То есть погреба-то они на 2-3 метра иногда уходят под землю. А здесь, да, вот до сюда идет грунт с этой стороны. А с той стороны-то обычный выход. Поэтому здесь проблемы сырости практически нет. Единственное, что вот я проветриваю, когда прихожу, обычно где-то около часа. И все нормально. О, по-моему, готово. Передержал, в общем, я тыкву. 1,5 часа готовилась. Надо было, наверное, час. Но я вижу то, что внутри полный порядок. Видок, конечно, у нее не презентабельный. Но я думаю, то, что вкус, по крайней мере, запах просто нереальный вокруг. О да, смотрите, какая красота. Красота. Мяско внутри приготовилось. Уберу сейчас фольгу.
Просто развернул я ее как конверт. Теперь у меня как скатерть из тыквы. А в ней запеченное мясо с овощами. Мясо приготовилось полностью. Я боялся, что не пропечется, но нет. Запах невероятный от всего этого дела. Самое прикольное, что все это получается. Представляете, насколько натурально приготовлено прямо внутри этой тыквы. Без масла, без прямого контакта с огнем. Ну, чё, вкуснее. Пробую мясо. Очень мягкое. Еще пропеклось. Очень вкусно. Некоторые зрители спрашивают, зачем закрывать глаза, когда ты ешь. Я не закрываю глаза никогда ем, а когда пробую, чтобы все свои чувства направить на вкусовые рецепторы. Так и есть на самом деле, то что если одно чувство отключено, то другие начинают чувствовать сильнее. Прочувствовать весь аромат свежеприготовленной лесной еды. Приятного аппетита всем, кто ест вместе со мной. Я планировал вообще на завтра оставить. Думаю, поем немножко из тыквы. А завтра доем. А сейчас все открыто, придется доедать. Печку я больше не подкидывал бревен. Она уже остыла. Нормально. 11 час. Лодку, в общем, мотор затащил сюда. Лодку немножко на берег подтянул. Разгрузил. Жарко в землянке сейчас, после того, как печка прогрелась. В общем, я рад, что с землянкой все в порядке. Я рад, что мне удалось все здесь убрать нормально, несмотря на это странное ведро под мойкой. Я рад, что мне получилось попробовать новое блюдо. Я думаю, что у меня все развалилось, потому что тыква была неполная. То есть на нее давили угли, давили дрова сверху, и прогнули ее и разломили. Если бы она была поменьше, либо начинки было бы побольше, для того, чтобы все там подпирало друг друга, тогда, возможно, бы ничего бы и не развалилось. Но мне понравилось, как получилось. Мне понравилась и сама тыква. На вкус я поел. Мне понравилось, как получилось мясо и овощи. Это совсем, конечно, другое. Это не то, как оно получается в горшочке. В тыкве это, ну, прям все какое-то, ну, такое, как в пароварке. Знаете, получилось. Оригинально. Но при этом с невероятным просто ароматом. Я рад, что я наконец-то начал строительство бани. Я думаю, что до зимы, до снега нужно будет закончить все это дело. Тут будет новая печка из кирпича. Я завтра примусь за ее проектирование. А вот эта железная печка уйдет в баню. Там ее будет достаточно. Надо будет сделать только поддон для камней. И какой-то бак с водой. Надо, ну, чтобы там можно было прям помыться, я хочу. Привет. Вы только послушайте, какая тишина. Вовсю светит солнце, голубое небо. Потихонечку покачивается лодка. Я плыву к землянке у реки с последними приготовлениями к зиме. Да, погода просто невероятная. Давно уже такой не было. Последние дни идут дожди.
ветер сильный. Согласитесь, в осенних пейзажах есть что-то особенное, что-то неповторимое. И дело даже не только в отсутствии листвы. Какая-то безмятежность и спокойствие. Такое ощущение, что все готовится ко сну. А, наверное, так и есть. Деревья, листочки и многие животные с насекомыми. И даже некоторые рыбы готовятся вступить в спячку. Но только не мы с вами. Ну как и растениям и животным, мне тоже нужно подготовиться к зиме. Нужно сложить печь, чем я сегодня с удовольствием и займусь. Как же здесь круто. Абсолютно сказочная атмосфера. Не вписывается только зеленая травка на крыше. Она смотрится вообще очень по-сказочному, по-мультяшному даже как-то. На этот раз я точно знаю то, что в мое отсутствие были гости. Мне скидывал фотографию в личку, а мой старый подписчик Виталий. Ну и как всегда не обошлось без подарков. Вижу на столе незнакомые предметы. Вот какие-то алюминиевые. Как их назвать-то? Горшочки для запекания, наверное. Думаю, что в них можно что-нибудь прикольное приготовить. Думаю, что это Виталий. Да, одна запись. Так, 10-11. Давно хотел прийти на лодке, так как поллета живу на рыбалке. На берегу напротив. Почти напротив. Не получилось. Решил прийти пешком. Сегодня очень ветрено. Землянка укрывает от ветра и дает какую-то теплоту. В общем, попил чаю, отдохнул. Сейчас предстоит обратный путь. Подарки. 2 горшочка. Надеюсь, найдешь им применение. Карандаш, так как ручка может не писать зимой. Спасибо за место. Все здорово. Виталий Тоган. Спасибо, Виталий, тебе за подарки. Я уверен, что я этим горшочкам найду применение. Особенно, когда печь будет достроена. Ну, а будет кирпичная печка, можно будет гостей принимать и даже в лютый мороз. Так, все дела по боку. Печка. Сейчас разгребаю все кирпичи. Показывать я уже это не буду, 100 раз их перекладывать. Сразу приступаем к делу. У меня 100 полнотелых кирпичей, плюс-минус парочку. 75 где-то из них целых хороших. И где-то 20 наломанных в половинке. Что-то я колол, когда пытался здесь сделать макеты, что-то развалилось само. Но буду надеяться, мне хватит. Помимо кирпичей у меня есть плита, которую все-таки я отпилил. Это дверца, пару уголков. И вот такие вот решетки для зольника. Местоположение своего печь не поменяет. Будет находиться здесь, в центре. А старая печка пойдет в баню. О, какие были полы, когда я их только положил. Здесь 55, а здесь и здесь 56, 56, 55, ровно.
Уголь замерз. Ладно, думаю, не промахнусь. Опасно внутри помещения работать бензопилой. Нужно угореть. Поэтому только что-то быстрое и вот сразу на воздух. Лучше вообще одному даже не работать. Чтобы кто-то присматривал. Доски, кстати, довольно хорошо держатся, даже с выпиленной серединой. Вот здесь вот надо подзабить, конечно. Отлично. Я думал, есть у меня уровень или нет. Очень в тему. Выровнять землю мне поможет песочек. Можно потихонечку начинать выкладывать нижний ряд, он и будет фундаментом. По сути. Главное его положить сейчас ровненько.
по уровню. На него уже будет все остальное. Так. Отлично, все ровно. Вот я думаю, что дно нужно засыпать глиной. Все. Глина с песком. Прямо глина. Сейчас я прям залеплю. О, как замазка. И сюда еще обычную глину с песочком тоже. Сейчас это тщательно перемешаю в однородную массу. Ну, вроде консистенция то, что надо. Тут для зольника у меня пойдет уже кирпич с секретом. Я у него выпилил вот такие вот пазы, в которые должна лечь решетка, для того, чтобы все было гладенько. Так вот. Вот дурак. Неправильно собрал уже. Отвлекся. Ох, ничего себе, они прилипают. Не отодрать уже. Обалдеть. Я люблю эту смесь. Если у меня получается еще... Ну, я не чисто ей пользуюсь. У меня только половина этой мартели. А остальная половина это глина уже с моего берега с песком. Вот так. Здесь же спереди половинки должны быть.
Вот здесь будет поддувало у меня. А вот здесь будут лежать колосники. Так. Вот так. Здесь все вровень получается. Здесь будет поддувало. Есть только проблемка. Я планировал сюда уголок, но тогда получается слишком узкое пространство, я не выгребу отсюда золу. Надо, чтобы как-то вот так вот было. Так что ли? Да? Вот. Ну да, сверху кирпич. Другое дело. Дверца. Вот так она будет. Дальше пойдет труба уже. Ну что, мне нравится класть кирпич. Это может там второй или третий раз в жизни кладу, так что не принимайте близко к сердцу каменчики, что я тут делаю. А остальным людям я прошу не брать с меня пример, потому что я полный дилетант в этом деле. Значит, выбирать кирпичи, некоторые из них обожженные, хочется красивой стороной класть. Ну вот, например, красивый. Все, сюда уже идет плита. Вот так. А чтобы плита прилегала плотно, здесь у меня будет специальный идти шнур.
С дымоходом будет самое интересное. У него будет немного меняться форма, когда он будет подниматься вверх. И я хочу, чтобы он был примерно вот до сюда. Прямо до полки. Вот, как раз мне кирпичей должно хватить. В общем, сколько кирпичей хватит, в такую высоту я и буду выкладывать дымоход. Все, собственно. Пока я доволен результатом. Твердая тройка получается. Ну, конечно, главное то, как она будет работать. Ну вот, я вышел на 4 кирпича верхних. За счет вот этих вот переходов у меня получился небольшой узорчик. Даже в печке. Вот. Ну, нормально. Теперь главное, чтобы хватило смеси. Между печкой и стеной положил на всякий случай тоже этот базальтовую ткань. Ну, чтобы наверняка ничего не загорелось. Хотя там и так металлом проложено все. Осталось всего 4 целых кирпича. И огромная куча ломаных. Но ломаные я использовать не хочу. Я думаю, что такой высоты будет вполне достаточно, чтобы эта часть работала как аккумулятор тепла. В топке будет все гореть. Горячий воздух будет проходить через вот эту мою трубу. Там есть небольшие получились у меня. Небольшие у меня получились уловители, так сказать, жара. Но не карманы, конечно. Это практически прямоток. Но небольшие у меня в стенках получаются вот такие вот ямочки, которые вполне возможно будут обеспечивать лучший нагрев, когда все прогорит. Наверное, не знаю. Если уж не металлической хватало, вот это, если я ее разогрею, 2 дня, наверное, тут будет жар стоять. Труба длинная. В этот раз у меня нет ножовки. Попробую перерубить. Топор заточу потом. Ну, куда деваться? Не подойдет такая труба. Сейчас выпрямлю и будет как новая. Вот так. И уплотнитель базальтовый. Вот так-то. Все будет надежно. Чтобы труба не проваливалась внутрь, там у меня внутри выступ из кирпичей. Потому что она прямо плотно туда садится до конца. Сейчас главное на нее шибер натянуть. Может, погнулась чутка.
Вот так. Вроде все. Сюда сверху еще дополнительно пропихаю все. Ну все, здесь все намертво. Сверху все это дело заделаю еще остатками глины. Чтоб печка я не думала дымить. И тут все понятно. Дверца. Дверца, кстати, держится хорошо. Открывается хорошо. И закрывается хорошо. С этим проблем нет. Поддувало. Поддувало будет регулироваться кирпичом. То есть сюда сверху будет ставиться кирпич, который будет закрывать поддувало. Внутри сейчас полным-полно еще вот кусков кладочной смеси. Но я думаю, что она раскрошится и упадет в зольник вся. А отсюда зола будет выходить с помощью кочерги. То есть кочергу засунул, выгреб. Сюда буду ставить поднос какой-то металлический, может быть лист, и на него все это дело будет собираться. Вот так. Вот такой зольник и выход на трубу. Ну а здесь я буду готовить вкусные блюда и кипятить горячий чай, когда будет холодно. Наверху стоит шибер, заслонка. Закрывать, открывать печку. И труба наверх. Что, дым вроде уходит вверх. Поначалу чуть-чуть дым шел из дверцы, сейчас я не вижу уже. Но она сейчас вся должна запарить. Дырка. Как так получилось? Надо срочно ее заделать. Вот. Смотрим дальше. Вроде больше не вижу. Такое дело сейчас еще то, что она же вся влажная. Сейчас будет испаряться вода и тяжело будет отличить, где дым, а где испаряется вода. Вот
Вот вроде дым. Да, надо будет мастику брать специально еще. Где будет, наверное, лучше промазывать. Ну все вроде. Здесь идет пар. Запаха нет. Здесь подмазал я. И здесь сбоку тоже нормально все. Ну и с открытой топкой тоже дыма нет. Тяга работает. Пока пусть поддувало будет на всю, пускай она сохнет. А дверцу я прикрою. Засекаю время. 8:30. Посмотрим. Думаю, хотя бы часа за 3 она бы теплая бы стала. Как раз к моменту сна. Тем временем мясо поджарилось. С лучком. И можно смело добавлять сюда овощи. Весь день печку топлю. Сейчас от нее вообще жар нереальный. Все, заработало как положено. Считаю, проект с печкой завершен, испытан. И переночевал я с ней, и приготовил, ничего не дымит. Все высохло, просохло, дверца держится. Ой, жарко как, а. Теперь скорее по морозу настали уже. Так, буду пробовать наше лесное блюдо. Приятного аппетита всем, кто ест вместе со мной. Хорошо протушилось, пока я дров напилил, пока нарубил, натаскал. Да, мягенькое мяско. Птица. Птица с овощами. Ароматно как. Советую попробовать такое блюдо. Я с разным мясом его готовил. Лучше всего до этого было со свининой. Но вот сейчас я пробую с бедром, с бедрами индейки и с бедром. Мне кажется, намного лучше. У меня очень часто, я когда видео выпускаю, читаю комментарии. И первый комментарий сразу о том, что кто-то бежит за вкусняшками,
собирается сразу кушать. Мне приятно то, что мои видео ассоциируются с приятными эмоциями у людей. Ну, еда, я считаю, это достаточно приятная эмоция. Хотел на этой вкусной ноте с вами попрощаться. Я вот сейчас подумал, вдруг кто-то сейчас только собирается есть, включил мое видео или ждал этого момента. А я такой, все, пока. Не, давайте. Давайте еще поснимаем. Пока лед потрескался, надо плыть. Сейчас стемнеет, опять все льдом покроет. Смотрите, насколько вода ушла. Весной она прямо под берег, туда, под кусты заливает. А сейчас весь пляж, как на ладони. Метров 40, наверное, вода отошла. Тихо, красиво. Могу попасть домой. Мне нужно на тот берег. Там у меня стоит машина, а там все затянуто льдом. Я не знаю. Я уже 2 раза попробовал туда-сюда дернуться. Там уже совсем толстый лед. Если здесь поменьше, он еще ломается под лодкой. Дальше я прям на лед просто выезжаю и все. Мотор выскакивает. Так можно и лодку порезать всю. И остаться посреди реки на порванной лодке в мороз. Я не знаю, что делать. Попробую дальше пройти, посмотреть, что там. Удалось мне перебраться на другой берег, но почти в 5 километрах от того места, куда мне нужно. Я оставил лодку там, на берегу. Поставил точку в навигаторе и иду пешком по берегу теперь за машиной. Вот видите, здесь все замерзшее. Я бы смог бы вдоль берега пройти, но нет, все. Максимально куда смог подойти к месту машины. Ничего, 5 сейчас я за часок пробегу. Может даже быстрее. Осталось вставить дверь. Дверь готова уже. Я подогнал ее по размеру. Осталось прибить петли и дверь повесить. Проконопатить все щели внутри льном. Заизолировать трубу. Засыпать крышу грунтом. Ну и внутренняя отделка. Это полы и полок. Доски на все это у меня уже заготовлены. Приступим.
Ого, скользко здесь. Всю ночь дождь лил. Грунт открытый. Ничего. Сегодня я ее закопаю, сколько смогу. И засеем все травой вокруг. Вот такая дверь получилась. Конечно, нужно будет сделать уплотнение. Я думаю, что из войлока сделаю вокруг. Но в целом очень даже неплохая дверка. Ну что, внутренняя отделка. Вынесу пока печку. А здесь будет 2 пенька и полог. Ну вот, и с остальными щелями разберусь без проблем. Погода пока хорошая, но тучки надвигаются. Хорошо, хоть ветра нет такого сильного. Вчера на пляже было работать, конечно, грустновато из-за такого ветра. Сейчас сделаю пеньки для полок. И, собственно, почти вся уличная работа будет закончена. Даже если пойдет дождь, спокойно можно будет уже доделать все это внутри.
Вот такой тюк с льном. Его должно хватить как раз, чтобы всю баню проконопатить. Ну вот, щелей как и не бывало. Теперь только небольшие просветы есть в тенте на крыше. Сейчас я поставлю печку и буду засыпать крышу. И когда крыша будет уже полностью темная, малейшие щели, которые где-то я пропустил, будет сразу видно. И от них я тоже избавлюсь. Долгожданный момент. Закапываю. Начну с крыши, а потом все, что осталось, присыплю бока. Думаю, что со временем так же, как и землянку, потихонечку буду подсыпать. Не могу это делать постоянно, потому что это слишком однообразный труд. Убивает все мое творческое нутро. Вот она где. Думаю, куда я спрятал осенью кирку и не мог найти ее потом. Это очень хорошая новость. Она мне скоро пригодится для нового. Хотя... Тихо.
Ого. Нежданчик. Влага испаряется. Всю зиму печка простояла. Ну что, пока банька топится, пора заняться обедом. Приготовлю обед, и банька как раз должна быть уже готова. Сегодня я буду готовить блюдо, которое еще не готовил. Точнее, готовил его вариации, но именно такой рецепт я прочитал совсем недавно. Вчера я приготовил фарш. Этот фарш я притаскивал в мясорубку. В общем, в прошлой серии можно было видеть. Тут лук, соль, перец, чеснок и шея. Так вот, я хочу попробовать сделать жареный фаршированный лук. Лук, фаршированный мясом. Для этого мне понадобится большая луковица. Вот такая вот. Но ее нужно сначала отварить. Я разрезаю ее вдоль, но не до конца. Печка уже затоплена. Горшочек, лук. Надо немного поварить луковицу. Вот это. Ну вот, 100 одежек, все без застежек, будут сейчас у меня накормлены фаршем.
В общем, по такому же принципу, как голубцы, как делают долмат, по-моему, да, называется, когда виноградный лист. Вот, фаршированные перцы, помидоры. А вот теперь лук. Вот лук я еще не пробовал так фаршировать. Попробуем на вкус. Уже пахнет фарш. Прям 5 минут так обжарив. И подгорел лук. Залью водой, буду все это тушить вместе с кетчупом. Бульончик очень вкусный. Хочется попробовать сам фаршированный лучок. Я его прям достану отдельно сейчас. Это же все-таки эксперимент. Мы попробуем порезать его. Горячее. Как это выглядит внутри все. Видно, что фарш готов. Но к луку претензий быть и не может. Мне кажется, фарш должен был приобрести особый вкус дополнительный. Очень горячо. Да, работает банька. Сейчас погреюсь, чуть-чуть посижу сначала, потом попробую поддать. Но, судя по всему, камни раскалились. Руку прямо жжет рядом. Да, это тот пар, который нужен. В общем, зачет. Банька высший класс. Я на самом деле не думал, что прям так будет здесь жарко. Еще пока дверь не утеплил. Войлока нет. Вот это я год мечтал об этом. В реке, я думаю, сейчас градусов 5-6.
максимум, а то и меньше. Средняя температура еще не поднималась, наверное, плюс 10, больше, чем плюс 10 в нашей области. Были денечки типа солнечные, но ночью холодно. Вчера вообще, мне кажется, днем было-то плюс 8, может плюс 9. «12 мая сегодня. Сезон купания в открытой воде открыт. Так. А сейчас в баньку. Ну что, друзья, годовая эпопея с баней закончена. Понятно то, что можно еще бесконечно дорабатывать и землянку, и баню, и делать здесь террасу перед ней, и сделать столик с лавочкой, чтобы вышел, сел. Вот. Внутри еще что-то дорабатывать, еще больше ее закапывать, сашивать газоном. Сделать интересную ручку для двери, крючок для полотенца. В общем, можно сколько угодно все это делать. Главное, что все мои проекты в своем изначальном варианте закончены. Землянка в лесу готовая, чтобы принять меня в любое время года. Печка, столик, лавочка, газон. Землянка у березы готова. Печка, уверенная, крыша, 2 лежака, стол. Землянка у реки теперь дополнилась дополнительным строением. В общем, я думаю, что на сегодняшний день все проекты мои можно считать законченными. Надо переходить к чему-то новому. Вот она.
Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Меня зовут Дима. Я пришел проведать свою землянку у реки. Путь был очень непростой. Добирался я сюда на своей мотособаке, на мотобуксировщике. И меня застала метель. Я не ожидал такого прогноза погоды, пока я сюда начал добираться, все было в порядке. А потом метель стала настолько сильная, что видимость была буквально метр. Вот я постоянно останавливался и пытался ориентироваться по навигатору, потому что пока я ехал полями, там даже дорог не было. То есть я просто ехал примерно наугад по направлению. И мне повезло, то что снега еще не так много, и мой мотобуксировщик может проехать. Потому что чуть будет больше, чем по колено, все. Это бесполезно для такой немощной техники. Вот, но все-таки все обошлось. Кое-где, конечно, я, переезжав залив, провалился под лед, но уже у самого берега, и мне повезло, я смог все-таки вытащить оттуда мотособаку и не замочить рюкзак. Провалился только ногой чуть-чуть, но это все несерьезно. Да, 1,5 года я не посещал это место. Сейчас довольно удивлен, потому что здесь произошли кое-какие изменения, которые были сделаны теми людьми, которые это место посещало. Посещало, насколько я знаю, это место довольно много людей с разных мест, с разных областей и даже стран. В общем, чуть попозже, после того, как я приберусь и затоплю печку, почитаем журнал посещений. Я смотрю, он тот же самый, то есть тот, который я завел впервые 3 года назад. Представляете, сколько там собралось записей? Я даже не представляю. Так, ну что, пора сначала печку, потом уборку. О. Это не дело. Печку никто не чистил и не ремонтировал. Это очень печально сейчас тогда, когда настали холода. Хорошо, что я знал, что я сюда еду. Здесь может быть все непредсказуемо. Кто-то мог целенаправленно ехать сюда, попасть в пургу и... Ладно, попробуем сейчас затопить ее. Почищу, затоплю. Так, вот этой тарелки явно уже нельзя есть.
Задымила печка сбоку, сзади. Попробую позаделывать сейчас дырки с помощью этого базальтовой ткани. Прямо позапихиваю их в щель. Печка побеленная, на ней хорошо видно черные точки, из которых идет дым. Отогревается потихонечку. Но вода еще бежит плохо.
Итак, как вы уже догадались, я буду варить картошку и сделаю себе котлеты. Да, давно не готовил себе котлеты, но чтобы не заморачиваться в такой поздний и суровый вечер, я уже привез с собой замороженный фарш, а точнее перекрученное мясо. Сюда только мне нужно добавить сейчас лук, потом обвалять все это дело в муке и, конечно же, обжарить на сковородочке. Приступим. Тепленько. За стенкой вьюга, ветер, холод. А у меня в лесу, в землянке, тепло, сыто. И еще не выветрился запах приготовленной пищи. Ладно, утром много дел. Будем баню откапывать и попробуем ее запустить. Так что никуда не уходите. Я посплю и приду.
Ну чё, теперь посмотрим. Посмотрим, в каком состоянии банька, работает ли она, что у нее вообще внутри. Мне, по крайней мере, невероятно интересно. Больше даже, чем сама землянка. У нее замерзшая дверь по контуру. Видимо, кто-то парился, пар выходил, потом закрыл. И все смерзлось. Надо чем-то подковыривать. Так, ну что мы здесь видим? Здесь почти ничего не изменилось, кроме того, что стену и потолок тоже утеплили этой пенкой. Здесь немного отвалилось. Но это я отремонтирую, не проблема. Че, у меня большое желание ее затопить. Попариться и, может быть, даже искупаться в реке. Почему бы и нет? Давайте попробуем. Ну, если не в реке, то хотя бы снегом. Так, ну что. Ремонтируем потолок и топим печку. Печка дымит почему-то. Что-то с трубой, наверное. Труба-то закрыта была, оказывается.
О, пень разлетелся. Ну ладно, пойдет тоже на дрова туда. Ладно, пока. Все дела сделаны. Надо потихоньку готовиться к обратному пути. Заняться своим снегоходом мотособакой. Вчера я его разобрал. Гусянка вся была забита льдом, потому что я провалился под лед. Пытался ее чистить там, бросил все это дело. А двигатель снял и занес его в саму землянку. Чтобы его не замело, он согрелся. Поэтому сейчас я попробую все собрать и завести. Ну что, греет реально. Показывает пока 65 градусов. Но я еще не поддавал. Я не думаю, что камни, конечно, успели прогреться за 1,5 часа. Как следует. Но от печки пар будет точно. Пока она горит. Думаю, что попробую искупаться в реке. Не знаю, какая там глубина. Может получиться так, что придется далеко идти до глубины, но я хотя бы по колено зайду, окунусь и выйду.
Осенний лес. В воздухе стоит запах грибов, свежести и опавших листьев. Моя любимая погода. Листья уже начинают желтеть, но до долгого зимнего сна лесу еще далеко. А это я пробираюсь через чащу к своей землянке у реки. Прошло уже 6 лет с того момента, как началось строительство этого укромного места. Да, выглядит все как будто из сказки. Настоящий сказочный домик среди леса. Сегодня я пришел сюда один, с ночевкой. Хотел посмотреть, что стало с землянкой за эти годы. Я знаю, что ей активно пользуются туристы, и это здорово. Ведь именно для этого я ее и строил. Внутри довольно чисто. До сих пор сохранилось послание от Илюхи. Помните, в самом начале он приехал сюда, будучи совсем незнакомым со мной, и помогал делать глиняные стены. После этого мы и начали дружить. Илюха, привет тебе. Мой кухонный гарнитур из валежника. С ума сойти, 6 лет простоял в таких условиях. У некоторых дома мебель быстрее приходит в негодность. Правда, по землянке уже видно, что здесь бывает много людей. Появилось много чужих вещей, какого-то хлама. Видно, что за домиком старались ухаживать, но все же чувствуется, что не хватает хозяйской руки. Ням-ням. Похоже, эти вещи лежат здесь уже не первый год, хотя некоторые пачки открыты. Значит, видимо, кому-то все-таки это пригодилось. Журнал посещений. Судя по датам, люди ночуют здесь почти каждую неделю. И я невольно начинаю вспоминать, как все это было. Это было очень хорошее время моей жизни. Начало пути, преодоление трудностей, копание жесткой ямы, таскал тяжелые деревья по склону. Собирал каркас, пытался вбить в дубовые, абсолютно просто непробиваемые бревна, гвозди. Обмазывал все глиной, строил печку, окна. Да. Время идет вперед. Я сделал этот большой фильм, чтобы полностью задокументировать всю историю тех событий и сохранить ее в памяти. Да, и много комментариев поступало с просьбой как-то все это систематизировать, вернуть, потому что люди пересматривают, смотрят. И в принципе, я думаю, что у таких видео нету срока давности. Фух.
Ну а сейчас за работу. Хочу как следует прибраться, убрать мусор, весь лишний хлам, снять со стен некрасивые материалы. Я понимаю, что эту теплоизоляцию делали для того, чтобы не выпускать тепло, но все же я старался здесь создать некий антураж и старался не использовать такие вот современные блестящие особенно материалы. Я закрыл потолок, и внутри сразу стало намного уютнее. Под лавкой скопилось много мусора и ненужных вещей. Да, и похоже, тут поселились мыши. Нужно все это убрать. Вообще, мне кажется, что я становлюсь сторонником минимализма. Чем меньше вещей в походе, тем меньше сборов, разборов. За меньшими вещами приходится следить, и как-то все это аккуратнее. Аккуратнее в рюкзаке, аккуратнее на полке дома и, конечно же, аккуратнее в стенах землянки. Внутри домика много пауков и насекомых, но я их не трогаю. Это их дом по праву, даже больше, чем мой. Родная река. Как же здесь тихо и свежо. Так бы и просидел весь вечер, глядя на воду, лес. Но нужно позаботиться о ночлеге, заготовить дрова, затопить печь, принести воду и приготовить ужин. За последние годы вокруг появилось много нового валежника. Во время строительства я почти все рядом с домиком пустил на стены и перекрытия. Какие-то деревья продолжают расти, а какие-то обретают новую форму. Лежат на земле, становятся домом для насекомых, кормят лес. Ну и снабжают меня дровами. Такие вещи всегда заставляют задуматься о вечном. Время неумолимо идет вперед. Дров я заготавливаю с запасом для будущих гостей моей лесной лачуги. В последнее время для освещения я использую газовую горелку. Она очень экономично расходует газ, дает много света, а сам свет получается теплым и живым, почти как огонь свечи. Умывальник тоже нужно привести в порядок. Я решил снять его и помыть в реке. Песок отлично очищает старую грязь, как абразив, как чистящее средство.
Раковина тоже требует ухода. Хочу, чтобы мой приезд сюда был максимально полезным. Не так часто я здесь и бываю, да и вообще неизвестно, когда буду. И буду ли еще. И чтобы людям после меня было приятно находиться в этом месте, нужно сделать все чистым. По крайней мере, что смогу, то почищу. Пришло время топить печку. Осенью быстро холодает. Солнце зашло, и воздух сразу стал морозным. Печь хорошо прогревает землянку, но готовить ужин я решил на костре. Как же здесь круто! На многие километры вокруг ни души. Только тишина, потрескивание костра и свежий запах леса и реки. На ужин сегодня будет рыба, запеченная с овощами в углях. Смазываю фольгу маслом, нарезаю овощи и плотно заворачиваю все вместе. После этого все это отправляется в горячие угли. Рыба готовится быстро, думаю, минут 15 и все будет готово. Да, запах еды наполнил всю землянку. Приятного аппетита всем, кто будет ужинать вместе со мной. Эта фраза уже стала легендой и каким-то символом связи между мной и моим зрителем.
Утром порадовал небольшой дождь. Землянка и место у костра уже выглядит как настоящая часть леса, будто всегда были здесь. Ночь прошла хорошо. Я много вспоминал и думал об этой большой истории. Это одно из самых любимых мест в моей жизни. Овсяное печенье и ароматный чай – отличный завтрак. Напоследок собираю мусор на берегу. Что-то оставили люди, что-то прибило течением. Теперь это место снова чистое, уютное и готово принимать новых гостей, продолжая удивлять своей сказочной атмосферой. Все, кто досмотрел до конца, прожил это маленькое приключение вместе со мной. От начала и до самого конца. Я очень вам благодарен. Без вас ничего бы не было. Это был походный оптимист. Пока.